Итак, всем добрый день, доброе утро. У кого что, у кого какой часовой пояс. Всем здравствуйте. Вот мы здесь, специальный гость. Тема продолжается. Гости рассказывают о себе. Мы спрашиваем какие-то интересные штучки у них. Получим на них не менее интересные ответы. Ярик, привет. Я первый лайк поставил от души. Сегодня в гостях Just Go Game. Уже был как-то не раз здесь, был там. Но вот именно как вот специальный гость, чтобы только именно он был. Как бы... привет, Just. Да, вот он теперь здесь. Теперь мы с ним 1 на 1. Итак, все это что такое? Через... Господи, что меня не отпускает этот телефон? Я сейчас его выключу. Итак, Just, здравствуйте. Доброе утро. Я чуть не понял, почему. Он выскочил, что ли? Не, он здесь. А, ты трансляцию в Дискорде еще врубил? Не понял юмора. Ну да ладно. Всем привет. Если у вас... Да-да. А ты музон включил там? Если у вас есть какие-то вопросики, именно для Джаста вопрос какой-нибудь. Ты мне трансляцию включил в Дискорде? Я знаю. Окей. Короче. Всем приветики. Приветики, пистолетики. Наталья, здравствуйте. Доброе утро всем. Я надеюсь, у вас такое же солнечное утро, как и у меня сегодня. Всем привет. Так, что у меня тут опять творится? Вот почему-то у меня некоторые вещи не хотят нормально работать. Что с ними происходит? Объясните мне. Не понимаю. Не понимаю. Ладно, даже не в этом дело. Так, аккаунт, тыры-пыры. Короче,
Что я хотел сказать? Для чего мы собрались? Олег. Доброе утро, рассказывай. Мы вот сейчас, представьтесь, во-первых, для начала. Я говорю, вот представьтесь. Джаз. Жусть. Кустик, Хрустик, Жопас Ого. и прочие имена. Всемку, да. Столько я не знаю, да. Так что в чате, Юля, Лена, всем доброе утро, здравствуйте. Джасту привет, да. Джасту привет огромнейший. У нас наконец-то свершилось вот это чудо. Я хотел это сделать, наверное, месяца 2-3 назад, если честно. Но сейчас прям так нормально получилось. У него есть пару минут, у меня есть пару минут, да. Звезды сошлись. Ярик, привет. Всем здравствуйте, да. Сегодня пишите в чат, если вам что-то интересно узнать именно от самого его. Пишите вопросы, мы на них постараемся, точнее, он постарается на них ответить. И я буду только головой кивать, я причем. Сегодня спрашивать будем Джаста. Олег, привет. Монта, здравствуйте. Здравствуйте. Всем кофейку, чайку там берем, сразу приготавливаемся, потому что, я думаю, он в 5 минут не уложится на ответы. Итак, Джастик, как ты до этого докатился вообще? Я видел, конечно, как ты докатился. Ты нам рассказывал как-то у Чекана на стримчике, но хотелось бы еще раз услышать. Началось-то все давно, прошло 7 лет, и тут буквально за 3 месяца, прям как будто катапульта, пинка в зад, и так далее. Сам понимаешь, что мне тебе рассказывать. Расскажи ты? Нет, ты знаешь, проблема в том, что все состоит из человека в целом. То есть это не вопрос одного дня. Это вопрос закалки характера, моей нелегкой, но благополучной, на мой личный взгляд, субъективной судьбы, которая меня сделала таким, какой я есть на данный момент. Okay. Судьба была нелегкая, скажем так. С 12 лет я пахал так, что домой без шуток приползал на 4 конечностях, потому что поясницу не мог разогнуть. Ого. И да, до этого я был гудоперчивым мальчиком, потому что у меня мама работала в серьезной организации и приносила хорошие деньги. И я был и на югах, там и Болгарии, и Турции, и всякие курорты России, такие как Абрау-Дюрсо, может, слышал. То есть, в то время это это круто, в то время, да. Да, проблем я вообще не знал, там Ялты всякие и так далее, это понятно. Да. И потом в 12 лет вдруг все поменялось, мне вдруг стало все очень плохо, и надо было приносить денег в семью, как-то помогать родителям. И поэтому пришлось начать работать, и вся гутоперчивость вдруг пропала, и это очень сильно дало на мозги. Потому что ты золотой мальчик, привык жить богато, что тебе все по щелчку пальцев приносят, и вдруг ты должен сам все приносить. Да. И, соответственно, в 17 лет я вообще остался сиротой, тут у меня крышняк вообще урвало по полной. Меня 2 года на районе обходили стороной люди, потому что у меня взгляд был безумный, потому что я кидался на людей с драками. И, соответственно, отсюда у меня закалился характер, что я никогда ничьей помощи не прошу, стараюсь ее избегать, то есть стараюсь отказываться от чужой помощи. И, соответственно, это что касается характера. Потом, соответственно, как и у любого мальчишки, были увлечения, компьютеры. Да. Играл я в различных компьютерных клубах, когда еще не было собственного компьютера. Это были CS 1.6, это были всякие Duke Nukem, Doom и так далее. То есть все, что можно было онлайн играть. Играли даже всякие онлайн-игры, если помнишь, такие были на портале Mail.ru. Да. Были онлайн-игры, которые, типа, ты робота собираешь, потом встречаешь оппонента, если у него там модификации чуть получше, он тебя ушатает, там, и так далее, и тому подобное. Да. Соответственно, с этого момента, когда только интернет появился в России, я очень сильно развивался в этом направлении. Не только в этом, в том числе любые дайджесты, компьютеры, телефоны, то есть все у меня было. И Motorola у меня первая была, которая, если помнишь, кирпич такой, раскладушка, самый первый телефон в России. Всякие Ericsson 10, 18, 26, 28 и так далее и тому подобное. Могу перечислять бесконечно. И, соответственно, когда-то я уже попал в Counter-Strike Source. Это уже пошло более серьезно.
меня уже начали приглашать на различные мероприятия. Я играл, ну, очень хорошо. Меня стали называть читером повсюду. Меня это забавляло, мне это доставляло. То есть получить удовольствие комплимент, какое-то получал, да? Что если договорили такие да, вещи. ну, конечно. Да, да. Если говорят, что ты читер, а ты знаешь, что ты не читер, то это, соответственно, Ну, самый тогда, лучший да, комплимент в твоей статус адрес. такой поднимаешь, такой внутри эго себе вырабатывается чуть-чуть такой есть. Я тебе больше скажу, я даже читеров убивал без читов, как бы, то есть, ну, это тоже прикол было. Хотя, тоже прикольно. читы у меня тоже были. Потому что, когда первый раз я попробовал, что такое читы, я еще не понимал, что это такое. Но я же, типа, весь такой хакер из себя, самый такой продвинутый. Надо показать, что я что-то умею. Взял читы, поставил, и успешно ВАК мне прибанил аккаунт. Аккаунт у меня ушел. Потом я перестал этим заниматься. Ну, то есть, ну, появилась какая-то идеология, какие-то мысли свои появились. Но ты, соответственно, очень сильно развивался. У нас был клан свой, к сожалению. Клан получил трагичную историю, потому что один из соклановцев, у нас клан состоял из конкретного числа человек. Да. И один из наших основных игроков, к сожалению, покинул этот мир. И было это связано с 228. Ох, ё-моё. Он что-то хотел получить, и в итоге получил немного другое. Ну да. Ну, очень трагичная история, на самом деле. Мы всем кланом не пережили эту историю, в общем, остановили развитие на этом. Хотя у нас были грандиозные планы из серии там ВГЛ, там, ну, то есть ездить куда-нибудь в Японию на чемпионат мира. Ну да, это... По Counter-Strike Source. Это было... Ну, то есть эта тема-то нормальная, довольно-таки, вот это как киберспорт, как бы, ну, почему нет? Ну, да. В некоторых странах это прям до сих пор еще занимаются, когда ты видишь, такой думаешь, ничего себе, ну, как-то ты у себя там где-то в комнатке играл, а тут бабах. И у нас я такое видел пару раз здесь, я просто офигел, ну, пацаны, конечно, там херачат, ну, по-русски говоря, херачат, по-другому это не назвать, куда нам до них, да, потому что они, можно сказать, живут этими всеми играми, персонажами и так далее, и там прям, ну, реально, тебе надо там быть продвинутым или вообще туда лучше не лезть. И, соответственно, конечно, я тут понимаю, тут, конечно, твой шаг, ну, это было бы, конечно, где-то даже интересно, ну, с этим, с Counter-Strike, если, допустим, у вас такая уже клан, там, как там вот это, все. Слушай, ну, почему у меня в превью видео, которое было такое, ну, очень низкого качества, это в самом начале видео, там показано, как я играю Counter-Strike Source. Это как раз с тех времен видео, то есть мне человек пишет, ты читер галимый. Я такой, ну слушай, братан, обоснуй, что я читер. Ну вот ты ведешь через стены. Я говорю, давай сделаем так, я просто возьму видео, запишу тебе его с экрана, вот прям с экрана, как есть. И тебе его выложу. Он говорит, давай. Ну, соответственно, я так и сделал. Я тупо взял видеокамеру, записал видео с экрана и выложил. И, ну да, для того времени, да. Да, потом все равно он продолжал меня читером называть, это не важно. То есть, если взять какие-то ресурсы, как Steam Bans, ну, ты можешь сам попробовать вбить Steam Bans, Альф, Собака Лама, и ты увидишь, что тебе выдаст. Там банов на меня было, ну, просто заявок, но по факту даже моддер пишет, да не, вы что, парень играет как днище, вы что вообще? Просто есть, кого-то задело это так сильно, что они были уверены, даже плюс доказательства, они были все равно уверены, что ты читер, да? Ну так, по крайней мере, толкали сейчас, тему эту. Сейчас я стал уже такой более древний, песочный, а раньше у меня реакция была меньше полсекунды, то есть человек реально только ствол появлялся из-за угла, да. Я уже стрелял в область головы, и когда, соответственно, голова появлялась, он уже ловил хэт. То есть, по факту, еще голова только-только вылезла из-за угла, когда он бежит, он уже получал хэт в голову. Ну, сейчас у меня такой реакции нет, сейчас я уже упреждение беру где-то на секунду, потому что, ну, реально уходит. То есть, надо тренировать, а времени на это нету. Да, как говорят эти молодые читеры, скилл тренировать. Нет, просто когда тебе 20 и когда тебе 30 или 35-40, это все время разные темы. Когда нам было по 15, мы тоже сидели в подвале, вот эти компьютеры, там, Counter-Strike, да, это все было как-то так интересно, так было все так, ну, еще вот эти 1.6, которые, да, сейчас так посмотришь на это все состояние, думаешь, ё-моё, я же сам когда-то в это пару раз сыграл, я сейчас, ну,
Я просто обалдел, да, как бы, когда это все было, так вот, выходные проводили, то есть там соединяли 6 компьютеров, вот это вот делали, да, сеть в подвале, там, то есть, ну, как бы, мы играли между собой, у нас не было такого, что мы пацанились как бы в свободное вот это пространство. Мы просто соединили с собой сеть в подвале, и вот 6 человек, и давай. Ну, было по-своему весело, выходные пролетали вот так вот, да, просто как-то в 15 лет, так, кажется, ну, в 16 лет там как-то 3 дня выход, так долго, так за 3 дня столько поиграть. Сейчас выходные настали, так хоп, и уже опять на работу понедельник, да? Так что... Ну, да. Что там у вас так? CSGO, игра для обиженных. Может, когда куплю, зарубимся вместе в КС. Зарубишься? Куда ж ты денешься? И будет стримить. Да, игра для обиженных по многим причинам, потому что вот. даже КСС, то есть Counter-Strike Source, да. она в свое время не была такой. Когда-то в свое время Габен, желаю ему счастья, добра, здоровья в семье, свечку за него поставлю, за этого Габена, козла. Ой, извините. Вот. Когда был Counter-Strike Source, там не было такого понятия, как рандом при выстреле. То есть ты, если стреляешь прямо, то ты стреляешь прямо. Если ты бежишь, то у тебя имеется небольшой разброс. Потом добавили рандом. И даже если ты стреляешь прямо, даже если ты стоишь статично, у тебя 100% свелся прицел, ты все равно прямо не попадаешь. У тебя действует правило рандома. Ты можешь попасть, можешь не попасть. И вот, начиная с этого обновления, которое пошло именно в Counter-Strike Source, по-моему, если я не ошибаюсь, 1.3. Могу ошибаться. По-моему, 1.3 или 1.4. И начиная с этого момента все абсолютно начали плеваться. Весь твой скилл перестал чего-то значить. Все твои умения, которые ты когда-то имел, все, что ты когда-то у тебя получалось, это все не имеет значения, потому что теперь правило рандома, как в танках Минское казино. Ты можешь попасть, а можешь не попасть. Ну вот. С этого момента все начали плеваться. И эта же история перешла в CSGO. Там точно такая же херня. Там тоже тот же самый рандом. Да. И ты можешь быть суперпрофессионалом, каким-то картофаном, допустим. Да. Ты можешь быть бывшим участником всяких ВГЛ, турниров и так далее. Но, сука, выбежит какой-то школьник и тебе залупит хэт, даже стреляя в небо. Понимаешь, какая ситуация? Да. Это дебилизм полный. Ну, не суть важно. Суть в том, что тогда я занимался киберспортом более серьезно, но наступили тяжелые времена, пришлось работать, потерялось время как таковое. И много играя дома, я стал думать, ну вот смотри, я работаю, получаю за это деньги, и это правильно, это логично. Я нахожусь дома, просирая свое время, в буквальном смысле слова, играя в игры. Разве это правильно? Нет, это неправильно. С этого же тоже можно что-то как-то иметь. Но я буду честен, я это делаю не для удовольствия, я это делаю с финансовой точки зрения, то есть со шкурного вопроса, потому что все твои действия, которые они есть, это работа любая, какая бы она ни была, она должна оплачиваться, так или иначе. Ну да, почему нет? Да, поэтому это нормально. В принципе, абсолютно адекватная мысль, ну, как бы. Ну, вот смотри, я привожу всем пример всегда. Вот на стримах, допустим, людям кидают донаты. Да. И они такие начинают, ну, зачем ты кидаешь донаты, зачем так много? С одной стороны, это, конечно, хорошо показать свое уважение, любовь к зрителям. С другой стороны, но вот идете вы в большой театр, ну, образно большой, неважно, в другой стране это другой театр, неважно. Да. Идешь ты в театр, там люди выступают, они, по сути, физического труда никакого не делают. Ну, то есть они не производят ничего, они ничего не выпускают, ты это потом не сможешь как-то использовать. Это только духовное. Ты пришел посмотреть на то, как они выражают свои эмоции, делают какие-то постановки и так далее. Да. И ты за это платишь. Ты платишь добровольно за эти билеты. Тот же самый стример, он делает шоу. Шоу для развлечения человека, чтобы ему было как-то возможно потратить свое время. Чтобы он как-то мог получить удовольствие, чтобы он мог получить какую-то мораль, получить какое-то положительное настроение. То есть у него плохо все в жизни, ему надо с кем-то поделиться, выговориться. Он приходит к стримеру и говорит, ну вот у меня в жизни вот так. Стример может какую-то даже умную вещь ему скажет, какую-то идею подаст, может что-то порекомендует. Может настроение ему просто поднимет, как настоящий психолог. И человек за это кинет донат и будет прав. Он заплатил билет за то шоу, которое хотел получить.
Ну да. То есть и та сторона права, и та сторона права. Кто-то хочет делать это для себя, пожалуйста, не вопрос, это дело каждого. Но почему бы за это и не получать деньги, если сравнить с тем же самым театром и так далее. И ровно с этой же целью я начал выкидывать видео у себя на канале. Несмотря на то, что давность моего канала намного больше. А давность моего канала связана с тем, что когда-то я очень сильно увлекся, как это называется, симулятором полетов. Да, Microsoft Flight видел. Simulator X. Видел. Этот симулятор используется по всему миру, на секундочку, по всему миру. И я его всем рекомендую, на самом деле, по всему миру. В летных школах используется в реальных, как подготовка первоначальная настоящих пилотов к настоящему полету. То есть, то есть это не просто компьютерная игра, а симулятор, где реальные пилоты, которые потом летят Абсолютно верно. То есть там есть тренажер, то есть кабинка самолета отрезанная, и в ней внутри зашита именно эта игра. То есть несколько дисплеев, и именно эта игра. Вот, соответственно, ты можешь реально там отучиться летному мастерству. Конечно, ты не достигнешь тех высот, как на настоящем самолете, но подготовиться к этому возможно. Был реальный случай, когда мальчуган, по-моему, 14 лет, если не ошибаюсь, играл в эту игру и потом угнал настоящий самолет. Ну, то есть в игре уже знал, где что, кнопки какие, что обозначает, да, вот это вот все. Да. Вот да, это, слушай, прикольно тоже. Да, Антон правильно говорит, это Microsoft Flight Simulator. У меня в данном случае модель X. Сейчас она более новая вышла, она очень дорогая, там под 30 тысяч рублей стоит. И требования у нее там просто космические. То есть там это не меньше 40-й серии. Даже так? То есть на GeForce уже 4090 затребовали, да? Давайте. Ну да, там очень серьезные требования. И, собственно говоря, я находился в сообществе в определенном виртуальном авиалинии, где мы делали совместные командные полеты, тренировались, делали какие-то, как это называется, трюки и шоу какое-то делали. И, соответственно, даже доходило до того, что на машине ездили к аэродромам, снимали приземление самолетов, вылеты самолетов. У меня есть на канале запись первой посадки в России Airbus A380, такая здоровая махина. Ну да, я знаю такую штучку. Прикольно. Вот, мы в 96-м году это было, мы ездили к аэродрому и, сидя на дереве с видеокамеры, со штативом снимали первый прилет, соответственно, его на полосу, тогда была полоса специально изготовлена в Домодедово. Ну, когда говоришь вот это вот с видеокамерой, вот это вот с видео, сейчас кого не спроси, записал на телефон, вот, а тот с видеокамерой. Я же сам записывал с видеокамеры 20 лет назад. Мои первые видосы, вот это все. Ну, там не монтировал я, как монтировал, тоже на видеомагнитофоне разрезали, но одна вот эта вот, да. Мы сейчас спросил кого-нибудь, что такое видеокамера. Я даже не знаю, что такое. С видеокамерой. Слушай, Олег, я тебе скажу, это было круто. Не то, как ты себе представляешь. Представь теперь по-другому. Ну, давай. Был оператор Starlink, это интернет-провайдер. Тогда еще были телефоны, которые максимум в режиме GPRS держали максимум 2-3 часа. То есть ты представляешь, да? Ну, помнишь, такие еще, они мало держали еще телефоны. Да. Соответственно, камера была подключена к компьютеру. На нем был выведен стрим через вот этот мобильный телефон. Это куча... То есть сейчас... Так ты записывал сразу же трансляцию на комп или как, или что? На сайт, не на комп, на сайт мы сразу транслировали. Офигеть. Ну, я думал, просто ты на камеру записал, потом уже как-нибудь там через этот... Не-не-не, мы через кучу приложений все это выводили через GPRS. На секундочку, это сколько там у них? 2,5 мегабита в секунду максимум. Мегабайта? Мегабайта. Ну, в то время, там, 20 лет. Не мегабайт, мегабита. Да? То есть в мегабайтах еще меньше, да. Да, мегабит, да, тысячными, да. 1000 килобайт, все правильно, мегабит, да. То есть ты представляешь, это там проводов было миллион просто, потому что там еще надо было пауэрбанк подцепить, то есть это был у нас там здоровый аккумулятор такой, ты сидишь на дереве, весь укутанный этими проводами, вот это с этой камеры, как шпионы, снимаешь вот это, через колючую проволоку этот самолет, ну это было шедеврально было на самом деле.
Вы понимаете, что Just у нас тут не Just Go Game, а Джеймс Бонд Go Game, да? Джеймс Бонд. Он уже записывал, подсматривал. У тебя, наверное, есть машина Астон Мартин. Астон Мартин? Да нет у меня. Пока нет, говорит, но скоро будет. Не, ну, блин, слушай, вот в то время уже вот просто вот всю цепочку, что сейчас разложил, вот эту вот как бы физиологическую цепочку, там, через это, там, провода, все, записывали, трансляция, ну, это уже какой-то, ну, определенная мысль, опять же, там, ну, я думаю, ты не один это все делал, там, человека 2-3, какая-нибудь команда маленькая, да, задумались, у одного есть то, другого то, какие-то мысли, и вы вот это вот придумали. Не, это было 2 человека. Ну, все равно. Да, и, соответственно, слушай, исходя из этого, находясь вот в данном сообществе, я выложил видео для вот этого сайта. То есть мы вместе делали командный полет над Испанией, и, соответственно, это видео я смонтировал. Это еще 14 лет назад я его смонтировал, как ты понимаешь. И, соответственно, выложил. Ну, мне кажется, для 14-летнего видео монтаж себе на уровне. Не, нормально. Я видел, какой-то у тебя там был, и ты просто, я знаешь, что заметил? Пару роликов ты взял, их сейчас скрыл. Они недоступны, которые у тебя были давно, я помню. В том году, когда мы смотрели, кайфовали, где-то там бегал, стрелял под музон, помнишь? И некоторые ролики ты скрыл. Рассказывай, почему скрыл ролики? Есть да, какая-то... там много роликов, которые скрыты. Теперь да. Ну, я потому что помню, год назад, как мы смотрели сайт твой, да, там 1,5 года назад, и когда последний раз еще, я помню, у меня стрим был какой-то мотивационный, ты говоришь, вот у меня есть, ты ссылку кидаешь в чат, я ее врубаю, и я кайфанул, и вот Антоха, Базука, я помню, сидели мы такие, фига себе, ты там, короче, это, мне кажется, или Call of Duty был, или Far Cry, Call of Duty, скорее всего, ты там херачил, такой подмузончик такой, да, прям прикольно было. Сейчас я докручу вниз, найду. Мне кажется, это Far Cry был. Там под музон прям ты нарезал, там у тебя ролик был 6-7 минут. Такой четкий. Не скрыт, почему? Не скрыт. Ну вот, короче... Он в плейлисте, на плейлист мой монтаж. Я сейчас в самый низ накручу насчет самолета, вот, поскольку уже дошло до этого. Да, вот есть. 14 лет назад MFSX. Командный полет над Испанией. Обалдеть. 14 лет ролику. Так, чат. Половина, кто в чате сидит, да какая половина? 99,9% канал создали 2 года назад. Вот человек, у него ролик 14 лет назад был залит. Зайдите, пожалуйста, просто. Вот вам ссылочка, ничего себе. Да, это я помню, было дело. Смотри, в конце... Что там? Райский... нифига себе. Ну, слушай. Я даже комментарий написал, смотри, 11 месяцев назад. Опа. Значит, я его видел. Колдун, я, now play. Взрослое детство. Блин. Что такое? Олег, привет. Юрец, здорово. Лена, спасибо большое. Жусь, привет. Всем в чатик, привет. Так. Привет, чатик. Всех вижу на экране, но стараюсь эфир не засирать. Насчет чего? Ну, всех поименно. Ты про это имеешь в виду? Нет, лучше вот интересно что-то такие какие-то вещи послушать и... Это самое. Юра, привет, бро, привет, Чернобыльская делега, привет, здравствуйте, всем здравствуйте. Да, сегодня вот у нас специальный гость, Just Go Game, дождались. Так что, если у вас какие-то есть вопросы интересные, спросите у человека, что, как и почему, вы не стесняйтесь. Задавайте вопросы, пишите все вот это вот в чат, а мы, соответственно, разберемся. Спросим его, что, да как, да почему. Потому что, я думаю, найдется у вас какие-то вопросы к нему. Юра, точно, Олег врет, он 5 минут назад написал коммент. Да, 5 минут назад YouTube пишет 11 месяцев. Ха! Тебе кто-то 5 рублей закинул, если что. Да, я видел. В курсе вы уже этого. Это уже было чуть-чуть договоренное, но это прям, ну, я не ожидал, конечно. Ну, думаю, шутки шутками, вот тебе и шутки. Я увидел, да, 5. Реально 5. 5? Не 5? Да ладно. Это прям... 5000. Да, все, вижу. Блин. Вот как теперь после этого что-то делать? С чего? Это надо в реакции 5000! Я потом вырежу, шорт сделаю, если не забуду. С чего начинать разделывать корову?
Юрец спрашивает. Серьезно? Ты хотел это спросить у Джаста? Ты не хотел спросить у него? А что это там, нашортил? Нет? Не хотел спросить, он нашортил? Вот, смотри. Есть ног начинает. Да ёп. Задней. Кот на экране. Я вижу кота. Что-то я не... Блин, у меня здесь какие-то одни ссылки, там какие-то другие ссылки в ОБС на донат. Короче, спасибо большое, кто еще прислал донат. От души. Не пугайте меня больше так сильно, пожалуйста. Короче. Что хотел сказать. Ну, ты первых 2-3 предложения кое-что сказал. И я это все запомнил, услышал. Останется, конечно, здесь на стриме все это дело. Но я думаю, это как-то и связано с тем, почему ты так много играешь в ДБД теперь, да? Потому что, ну, ты говоришь, там, 17 лет, один, там, кидался, все. В ДБД, как бы, вот это вот, оно и есть, как бы, вот, ну... Нет. ДБД это просто контент, который заходит. То есть моя боль, я бы вообще бы в эту парашу не играл, потому что это откровенная параша. Тогда... Разработчики убили игру в говно просто. То есть была хорошая игра когда-то да. Была реально хорошая игра, да. И у нее было по кайфу играть, и сейчас в нее играть невозможно. Реально сделали помойку просто, куча говна. И продолжают ее делать хуже и хуже. И последнее обновление, это такое просто срань просто, ну... У меня слов нет, у меня словарного запаса не хватает, чтобы не выругаться матом, чего я не хочу делать. Да, не обязательно, в принципе. Но просто, как бы, я думал, это все-таки как-то может связано или нет. Но если нет, то окей. Просто очень много контента именно связанного с ДБД. Я и когда первый раз увидел, когда там по 5-7 часов играл, из 7-часовых стримах я присутствовал иногда на 3. Я просто офигевал. Как можно столько вот в этой резе вот это вот все, да? Не знаю. Потом ты как-то вот успокоился, и когда включил гонки ралли, я такой, ура! Ура! Мне прям, знаешь, этот самый прям камень с души. Ну, что-то другое я увидел, думаю, ну, все-таки этот, потому что разговоры у нас были не сегодня, так вчера, типа, ты там, ну, ездишь там, автомобиль, все дела. И я такой думаю, ну, клево. Есть какие-то еще и другие навыки, кроме того, как ходить с мясорубкой, как знаешь, я уже был рад, как бы, ну и такой думаю, все нормально. И потом вот такое было небольшое разнообразие. Сейчас опять вернулся на ДБД. Юля, да. Ну вот человек, которого ты, кстати, показывал мне и не раз рекламировал так на стримчиках, Biggie Boss. Так, проверка, слышно меня? Теперь я и себя слышу. Ты себя слышишь? Зачем ты меня включил мне в наушники? Погоди, как ты? Погоди, ты себя слышишь? Да. Что там опять? Банани Смитери наделал? Я себя слышу. У меня ж... Ай. Ой. Так, что там такое? Сейчас не слышишь? Раз, два. Теперь нет. Все, отлично. Что-то нажал, я себя начал слышать, думал, все, у драйвера поехал крыша. Нет, не поехал. Я полетел на самолете. А как ты себя слышал, интересно? Не знаю, что там нажал. Вот мне тоже было интересно, ну ладно. Опять 5. Короче. Что я хотел рассказать-то? Про ДБД твои, вот все. Ну ладно, ДБД, вот моя любимая, слава богу, вот Мафия, вот смотрел, вот прям, вот эти вот ролики прям, я смотрел, опять 25? Нет, 5. Нет, послушай, дело в чем? Давай, рассказывай. Слов много, а результата мало. Ситуация очень простая. Давай. Если ты хорошо изучил работу контента на Ютубе и зрителей, то надо смотреть, что заходит. Вот эти видео ДБД, они заходят. Вот, соответственно, если я себя уважаю как игромана, то есть в мире киберспорта, то, соответственно, я понимаю, что я смогу, я сумею. И постепенно учусь, и еще раз учусь. И хочу обратить внимание, что у меня такая возможность раз в 4 дня и всего на 4-3 часа поиграть в ДБД. У меня вообще, в принципе, сейчас такая возможность, что я 3 дня отсутствую дома и на 4-й день дома. То есть сегодня 4-й день.
И, соответственно, в этот день я плотно сажусь играть в мафию, ДБД, и поэтому у меня сейчас очень туго со временем, поэтому мне и не хватает времени на ралли и так далее, потому что со временем вообще беда. Нет, так ты 3 дня, вообще тебе 3 дня дома нет? Или ты 3 дня работаешь вообще и только приезжаешь спать? Вообще дома меня нету, я нахожусь в другом месте. Вахта или как это? Типа, неважно. На несколько дней уехал, приехал. По работе, короче. Просто... Нет, не по работе, неважно. Ладно. Не важно. Суть в том, что на то, чтобы обучаться этой игре, у меня есть раз в 4 дня 4 часа. Да. Это немного, это вообще немного. Конечно, это нет. Очень мало. И поэтому я считаю, что шагаю я очень хорошо в плане обучения, очень неплохо, мне кажется. Джастер, скажи нам лучше, когда ты собираешься вернуться к стримам. Да, кстати. Вот поэтому я и не стримлю. Если не скоро, то почему? Нет. Потому что у человека просто нет физически времени. Если я сейчас буду стримить, то я не смогу записывать. У меня не будет времени записать видео. Тогда у меня будут простои на канале, то есть какое-то количество дней у меня не будет видео, просто потому что я стримил. Это большой минус. Ну, а так у тебя прям по несколько роликов в сутки вылетает. По 4 я даже заметил. У тебя сегодня только 4 ролика вышло. Это старые ролики до обновления. Вышел патч, как я говорил, говнопатч вышел, извиняюсь за выражение, в котором игру уже совсем превратили в помойку. Большое. И да. Вот эти старые видео я сейчас сливаю, потому что их накоплено на будущее какое-то количество, потому что если ты делаешь с запасом, надо, чтобы каждый день у тебя выкладывались какие-то видео. Каждый день хотя бы одно видео должно выкладываться. Вот вообще, вынь да положь. Это вот на будущее тем, кто смотрит. И, соответственно, для того, чтобы не было простоев, я же 3 дня отсутствую дома, да. Мне надо их наперед какое-то количество видео сделать. Когда-то получается там 2-3 сделать, когда-то получается 4, когда-то больше. И ты их заливаешь, и постепенно их выкладываешь каждый день. Все верно. Вот. Ну, соответственно, да, извини, вернемся к вопросу становления. Говори. Вернемся к становлению. И, соответственно, когда я начал заниматься стримингом, то есть стримил, видео, к чему я все рассказал про характер. Я никогда не пользуюсь ничьей помощью и так далее. Я никогда никому не бежал спросить, как вот мне стримить, какой программой мне пользоваться. Я вот этим всем не занимался. Я открывал YouTube, я набирал поиск, гайды и, соответственно, как стримить. Там узнал, OBS. Дальше смотрю видео этого, кто выложил это видео, смотрю, как-то недоступно, непонятно. Пошел другого нашел. У него там есть, конечно, годные видео, но не все, что мне интересно знать. А я человек зануда, я люблю изучать документальные фильмы. Я могу целые сутки сидеть и смотреть только одни документалки. То есть расследования авиакатастроф, какую-то информацию по военной технике, тактика ведения боя и так далее. То есть реально я задрот в этом плане, то есть зануда. И я реально углубился в эту историю, и если не сказать, что посмотрел все видеогайды про ОБС, то, по крайней мере, немалую часть я посмотрел, это точно. Я очень много вопросов сам себе задавал и сам искал ответы на свои вопросы. Я не бегал ни к кому, не просил помощи, мне это не надо. Вот. И именно за счет характера я и вывез и стал таким, какой я есть на данный момент, именно потому что я сам искал, как пользоваться тем, как пользоваться этим. Узнал намного больше, узнал про voice-meter, узнал про дополнительные фильтры, как и где и почему можно монтировать, купил кучу программ, то есть у меня реально в Steam есть и Movavi есть, то есть, если сейчас посмотреть, допустим, у меня в папке, что там это, папка кодинг, где у меня редактор, сейчас у меня из установленных есть Music Maker, Movavi, Magic X Video Deluxe, Vegas. О, такие программы мне прям ностальгию прям забрасываешь, Magic Video Deluxe, это я помню тоже. Причем Vegas я прошел от 8 до 14, 14 остановился, потому что дальше уже дорого, а кряки устанавливать я не хочу, потому что, как уже ранее упоминалось, я человек-тинейджер по своей натуре, и винду я перестанавливал раньше до этого каждые 3 месяца. Я знаю все о винде, я знаю все о программах, я знаю все о взломах.
Я знаю все о кряках, и я могу сказать точно на 100%. Пускай мне с пены у рта люди доказывают, что взломы это нормально. Ни хрена подобного. Взломы бесплатно не делаются. Во взломах всегда есть трояны, шпионы, которые сливают вашу информацию. А вся эта информация, вы думаете, кому она нужна? Она нужна. Это реклама в первую очередь. За эту информацию платят очень большие деньги. То есть даже то, какие страницы вы посещаете, что и сколько по времени вы смотрите, даже эта информация стоит больших денег. Их покупают серьезные компании, которые занимаются рекламой, и они продвигают продукты. И чтобы продвигать продукты, им надо понимать, где, что и как вы делаете. И поверьте мне, это очень больших денег стоит. И все вот эти сайты, трекеры, ноунеймы и так далее, всякие Pirate Bay и им подобные, все эти кряки, они с троянами. Никто бесплатно вам игру сидеть часами ломать не будет. Это никому не надо. Но надо быть полным кретином, чтобы просидеть полмесяца, пытаясь взломать игру, чтобы услышать свой адрес, 100 гневных комментариев и одно слово «спасибо». Никто не будет этим заниматься. Потом это по твоему IP будет специально, да, все на тебя направлено. Да. Пора, чтобы ты где-то там невзначай купил то, что не хотел купить. Вот. И это работает? Круто. Сейчас я перестал устанавливать пиратки, у меня вообще нету нелицензионного ПО, у меня все или по акции программы, или купленные в интернете ключи там и так далее. То есть, обходы всегда есть, найти лицензионный ключ, конечно. Там, и так далее. Взломов у меня нет на компе от слова совсем. Хотя у меня есть секретная папка, в которой, когда залазишь, что Касперский, что Note 32 сходит просто с ума. Тут Тринь-дринь, да? висеть начинает. Да. Там. Это мне было на Windows XP еще раньше, когда первые игры пошли, только какой у пацанов денег не было, по 15 лет. Первый Need for Speed как играли? Слушай, у меня первый Need for Speed Most Wanted, он был куплен на... Не Most Wanted, не Most Wanted, Underground первый, Underground. Most Wanted, тот нет, уже у меня был лицензионный. У меня. Да, нет, Most Wanted был лицензионный, и был на компьютер лицензионный, на Xbox у знакомого. Мы уже это все покупали в магазине тоже по акции. По акции можно всегда сделать. Тем более я вот заметил такую тенденцию. Я когда поначалу видел, то есть как-то разговор он зашел, то есть вы со стороны России, там у вас одни цены, я со стороны Европы, у меня совсем другие цены в Стиме. И потом там есть такая галочка, как бы вунш называется у нас, то есть хотел бы ты желаемая игрушка, чтобы купить, ставишь галочку, и она в папку ушла. Проходит 2-3 недели, и тебе именно по этой игре, которую ты хотел бы как бы купить, тебе приходит на нее охрененная скидка. И только вот таким образом можно, в принципе, чуть-чуть дешевле купить ее. Понятное дело, они не будут, ты не будешь платить за нее такую большую цену. Я был совсем идиотом полным, если платил 70 евро за игру, и, соответственно, ты ставишь эти в эту папку, да, которую хотел бы ты как бы купить когда-то. Рано или поздно присылают тебе через 3-4 недели скидка бывает. По-любому. Мне приходит он в почтовый ящик. Вот, у вас там эта игрушка в этой папке, вот вам скидка, типа, берите. Вот так же я купил Need for Speed Hit. Она стоила у нас денег, я тебе сейчас скажу, ты просто стул пойдешь. Я положил в Steam в эту папку, проходит 3 недели, и мне прям в 90% скидка, типа, лишь бы ты купил ключ, да. И все как бы. Слушай, за копейки почему не взять? Ты мне сыпешь соль на рану просто. Вот сейчас можешь показать мой экран, я тебе покажу одну вещь, и ты поймешь, почему меня болит и подрывает просто по жести. Я тебе соль не сыпал на рану. Ты мне сыпал. Я смотрю сейчас твои стримы, у тебя Cuphead последний раз полгода назад был. Представляешь, сколько времени уже пролетело? Покажи мой экран. Ты имеешь в виду Discord? Пока еще я ничего не вижу. Как, у меня экран не показывает? Ваш стрим продолжается. Подожди. Тут твой только логотип стоит. Разве? Вот я вижу, у меня идет трансляция в Discord. Ты ее останови, заново начни, я пока не вижу. Давай сейчас. Вот сейчас опять включи. Сейчас поменялся экран. Сейчас наверное, будет. Ну и? Че? Да, действительно, ну и? Твой просто вот белый фон посередине твоей аватарка. И что дальше? Сейчас, погоди.
Настройка стрима во время стрима, ребят, не забываем, это все работает, это все тема такая стандартная. Я вот сегодня перед стримом, как вот в последние полгода, я включаю все программки, которые могут захотеть обновиться, и тыкаю на все различные кнопки перед начатием трансляции, а то потом... Я не волшебник, Юрец, я по акции только пиво покупаю. Почему меня это не удивляет сейчас? Нет, Джаз, я пока... У меня стоит снизу, что ты транслируешь экран, но я, к сожалению, его не вижу у тебя здесь. Почему? Гениально, я не знаю почему. Прикол. Вот я вижу просто тупо белый фон, и твоя аватарка посередине, вот этот, там, Альфа или кто там. Все. Слушай, а если... Погоди, ты уверен? Ты прям тыкнул на экран? Я тебе могу прям в Дискорде прям фотку... подожди, а вот еще есть отдельно вылезла новая третья окошко теперь. До этого не было третья. Вот, совсем другой разговор. Сейчас, подожди, я это сейчас теперь выведу на... Господи, дайте мне сил. Ну-ка, врач сюда. Сейчас я вам покажу. Вот так. Дайте мне силы не применить силы! Вот! Смотри, короче, Мафия... это что, это твой Epic Games, что ли? Да. Да! Ну, классно. Ну, Мафия 2, надо будет посмотреть, кстати. Я там в Эпике только поставил игры, которые были бесплатно раздавались, и все. Ну, теперь смотри. Давай. Вот эта игра раздавалась бесплатно. Да, видел недавно. Я ее купил за 3000 с DLC. Ай. Да. Дальше продолжаем. Это вот ты мне про скидки рассказывал. Ну а как? Давай Все, что сидят тут в чате, 80% скидочники. Это Олег сказал. Так, Юрец. Что делаешь, как дела? Олег, прекрати цитировать тебя. Я сам не помню, какие игры конкретно. Вот эта игра со скидкой продавалась. Хитман? О, прикольно. С какой-то дикой скидкой. Я же его покупал за всю стоимость. За полную стоимость. Блин, вот, конечно, да. Ты сейчас сейчас посчитаешь калькулятором, аж прям полного компьютера уже стоит. Мафия какая-то раздавалась, я не помню. Я ее тоже за полные бабки покупал. Дальше. Метро. Метро раздавалось, я покупал их за полные бабки. Все метро я покупал без скидок. Мудрадер я покупал за свои бабки. Дальше Prey я покупал за свои бабки, а его раздавали бесплатно. Бесплатно его здесь давали в этой, кстати, в Эпике. А я его покупал за свои бабки. Юра, включай калькулятор. За свои бабки. Rage 2 я покупал за свои бабки, за полную стоимость. Вот. Эти все игры раздавались, сука, бесплатно. Вот почему у тебя бабок нету. SnowRunner раздавался с дикой скидкой. Вот мы пришли к истине, блин. SnowRunner у меня покупался за полные бабки. А он был, я помню, какую-то часть раздавали бесплатно. DLC. А он шел с какой-то дикой скидкой. Да. У меня все куплено за полную стоимость. Я, то есть, вижу, крутая игра, я ее покупаю. Lone Dark раздавался, я его покупал, сука, за бабки. Спектр я покупал за бабки, он тоже раздавался бесплатно. Твари, я вас ненавижу. Смотри, вот я не знаю, есть такая галочка здесь или нет, что я хотел бы купить в Эпике, но я помню, в Стиме есть галочка, там ставишь ее под игрой перед тем, как купить. Типа, я бы хотел когда-нибудь эту игру купить в отдельную папку. Я туда все эти игры, которые мне понравились, ставлю галочку, проходит время, и тебе Steam, бэм-бэм-бэм, скидки вот эти. Я Mudrunner купил в 6 раз дешевле, чем она в Стиме. Мне пришла скидка охрененная, иначе бы я вообще бы ее не покупал. Потому что она мне взломана не нужна. Need for Speed 90% скидка. Resident Evil, поскольку у меня уже 8 был, Village, мне вот этот вот реверс, Resident, знаешь, реверс этот, мне его бесплатно тоже так дали, лишь бы брал. Такой, прикольно. Я вас ненавижу. А при чем тут мы? Дело-то не в нас. Просто смотри, я к тебе сейчас обращаюсь. Ты чего торопишься, такие дорогие игры покупаешь? Не можешь подождать 2 недели, 2 месяца подожди. Я еще со времен PlayStation 3 научился. Выходит игра, через полгода берешь ее за хлам. Зачем ее сразу брать? Я 2 игры купил за 70 евро. Все, вылечился. Смотри. За 70 евро игра. Ты посчитай, в рублях-то еще ж больше. Вообще страшно. Смотри. Это что, Steam твой весь? Ети... У тебя там как книжная библиотека. Это что, все? Но не все, надеюсь, на компьютере у тебя заинсталлированы. Ну, записаны. Просто так они там есть, папка, да? Офигеть.
Офигеть. Сколько там штук? 400, что ли? 300? Ну, типа того. Ты 41 написано. Миша у меня тогда крутил, медведь с пивом, у него тоже список крутится, блядь. Ну, извиняюсь, я не мочусь. Времени у меня столько, у меня жизни не хватит до пенсии. Я, наверное, скорее мне моторчик тормознет, пока эти все игры пройдешь. Время уже так не вот, то. Понимаешь, в чем проблема? Мне еще всех надо пройти. Да мне я еще понимаю! Prey хочется пройти, мне Spectrum хочется пройти, мне Long the Dark хочется пройти. Меня это дико вымораживает на самом деле. Ну да, дело в чем все? Дело в том, то, что просто нет времени. Качаю себе эпик. Да, в желаемое в Стиме добавляешь. Правильно, Юля, в желаемое добавляешь. В эпике часто игры дают бесплатно? Очень часто. Юля, там часто... У тебя что, эпика нет, что ли? Как так? Объясните мне, пожалуйста. Не, Юля Hot Games. Эпик очень просто, в принципе, его регистрируешься, и потом скачивается маленькая программка, вот Launcher, да, на компьютер. И все, и потом у тебя тут свой меню, и частенько, в принципе, ну, раз в месяц хороший. Вот я 3 раза зашел на Epic аккаунт, такие игры за бесплатно получил, это просто вот, я просто обалдел. Ну, то есть, если вот так, как сейчас Just показывал, я эти по бабкам посчитаю, ну, то есть, я сэкономил на ровном месте, ну, евриков 150. Спокойно. Сколько я себе игр добавил бесплатно в Эпике. Хотя я еще их там толком и не пользовался. Я их просто поставил себе в библиотеку, чтобы они никуда не сбежали, да? Только Steam. Так что, Юля, делай Эпик. Пускай будет. Он не помешает. Потому что вот этот Valorant, да, вот эта вот игрушка, она тоже стоила бабки год назад. Ее недавно раздавали в Эпике, прям бери не хочу. Вадич летсплей, это что такое? Нифига у тебя там сверху открыто. Это все, которые сейчас в данный момент открыты? Ну, смотри, я нахожусь где-нибудь в пути, открываю стрим. Давай. Вот эти вкладки, они все закреплены, видишь? Отменить фиксацию вкладки. То есть это все вкладки закреплены. Угу. Вот, я захожу, нажимаю трансляцию, но я сейчас не буду нажимать, потому что у меня памяти не хватит, у меня память пожирается. Я сейчас прикол покажу. Где у меня эта программа-то была? Я ее не фиксировал. Я ее, видимо, не фиксировал. Так, дай бог памяти, чья эта компания-то была? Шампу. Шампу ПР, ну знаем такое. Win Optimizer. Дойди ты. О, скидочки. Так, значит, где тут... 32 рамчика. Модули. Анализ системы. Погоди, а что с анализом? Ну, анализ. Пожалуйста, запустите анализ. Ну, скорее всего, Discord работает, он говорит, нет, не бывает такого. Там не фиолетово на его, нет? Неверные ссылки. О, позеленело что-то. Зеленый это хорошо, кстати. Если когда что-нибудь красненькое, то надо напрячься. Вот сейчас скачаю Epic. А там все очень просто. Сделаешь Epic, регистрируешь просто аккаунт в Epic, регистрируешься, заходишь сразу в разделку библиотека, вот твоя бесплатная. Ставишь галочки, у тебя игры впадают в Epic, туда бам, вот этот. Там есть реально прикольные штучки. Вот и затянулся. Слышно, как прям этот вот. Да, вот, смотри. О, смотри, ничего себе у тебя тут. Так, не смотрите, пожалуйста, мой стрим. Сегодня что-то такое необычное. Ты цифры читай. Ну, подожди. ТДР. Что там у тебя? Использовано 22 тысячи, 68% свободного. Так, здесь что у нас? Файлы подкачки. Ничего себе. Чтоб ты понимал, из 32 гигабайт оперативной ну, у тебя памяти, 2/3 уже готовы уже. У меня занято 2/3, правильно. 2/3, а из я вижу. файла подкачки у меня сейчас используется сейчас, на 54. данный момент, 55 гигабайт. 55 гигабайт АЗУ сейчас используется. Это вот все вот эти вкладки открытые. Короче, сейчас если Just какую-нибудь кнопку не ту нажмет, он прервется, скорее всего, у него замерзнет компьютер, он скажет, никаких дискордов, до завтра, я выключаюсь, ну тебя нафиг. Поэтому когда я нахожусь не дома и ничего не записываю, я открываю вкладки, нажимаю, ищу, что посмотреть, ну вот они у меня
поочередно я их пытаюсь Смотри, догнать, все но- красные полоски почти. Вот это вот, конечно, да. Вот, Конор, и, привет. Ну, я, Здорово. видишь, стараюсь догнать, но не всегда успеваю. Вот, но тем не менее. Ну ты не можешь И, везде быть, сам понимаешь. Я их открываю. Ну, вот у Юры вообще успеваю. Понятно, Вот, ну, Юрец молодец. Юрец видал? Юра, смотри. Да, ну, соответственно, что я делаю? Открываю стрим, потом проходит там часа 3-4, я где-нибудь, находясь на работе, открываю удаленный доступ у себя с телефона и начинаю отписывать комментарии, прохожусь по всем вкладкам, и потом открываю еще какой-нибудь стрим, еще какое-нибудь видео. Ну, то есть и там так постепенно делаю, да. 2-3 канала, где может быть, что так они параллельно у тебя там крутится ролик, да? Да, но вот сейчас мы с тобой ведем трансляцию, и после этого я пойду записывать игры. Сейчас я вкладки закрываю, и на сегодня я их смотреть не буду, потому что мне нужна свободная оперативная память. Само собой, ты же хочешь в хорошем качестве записать, правильно? Ну, как бы да. Ну, так что все понятно. Тебе надо вообще лучше всего было бы, наверное, когда мы трансляцию закончим, ты это компьютер просто перезагрузка, заново запускаешь. Все это кэши везде поудалял, сидишь такой. Ну что, поехали. У меня перезагрузка компьютера возможно только в одном случае. Это BSOT, синий экран. Во всех остальных случаях компьютер у меня работает круглосуточно. Вообще не вырубаешь? Вообще не вырубаю. Счета за электричество — это отдельная тема. Да То дело, есть это- дело не в электричестве. Видишь, у тебя просто покемоны не бегают по квартире, да? У меня, допустим, если мой мелкий увидит кнопочка синенькая, такая горит на компьютере, сам подойдет и начнет ее нажимать несколько раз. Забетонируй. Забетонируй. Включи удаленный доступ, забетонируй в стенку и все. Ребенка или компьютер? Боже. Не надеюсь, Олег. что компьютер. Сейчас я согласен. У меня, например, сейчас в Эпике не могу забирать игры бесплатные из-за санкций. Ты же белорус. Алло, какие санкции? У тебя что, тоже санкции? Конан, привет. Злом, кал, за мать, игры тоже кал. Джаст, я согласен. Ну, я не знаю, короче, кто как. Я много вижу, когда люди играют в очень дорогие игрушки, в принципе, на старте. И я не думаю, что у кого-то там 5, 6, 7 тысяч рублей просто так для игры-то есть, вот так валяются лишние, да, во-первых. Ну, я просто не ожидал, что у вас там какие-то санкционные эти по играм, если честно. Ну, так что, конечно же, пользуются вот этими всеми делами, как вот скачка, там где-то взломанные игры. Но, как практика показывает, ну, то есть, мне, да нет надобности, да, не в том дело, то, что я живу в Европе, а дело в том, то, что вот Just так, как бы тоже вот там скидки сам видел, ну, просто он торопился, брал без скидок, по скидкам. В принципе, просто чуть потерпеть, если игру брать вот не на старте, когда она только вышла, но реально, что в Эпике, что в Стиме, там, я не знаю, но будет это все дело. Ну, конечно же, у меня ПК тоже не выключается. Да? Ну, круто. Не, у меня так, к сожалению, пока еще не получается. У меня есть, конечно, такая мечта, очень в далеком будущем, когда комната у меня будет только моя, тогда компьютер можно будет раз в неделю выключать, чтобы открыть боковую стенку и пыль с него вытащить. Не, я переработаю все это дело, поставлю ящик повыше. Вот друг поставил комп сверху на стол прям. Ну, там отдельная история у него уже с водяным охлаждением и т.д. и т.п. Когда-нибудь, сейчас пока вот так. Это такой пылесборник, так называемый. Ну и вот, что я хотел сказать-то. Да, вот, И, соответственно, показал нам Epic. Да, когда я начал движение по каналу, уже изучив очень много вещей и разобравшись во множестве вещей, соответственно, начал их рекомендовать другим. Почему? Потому что у меня сформировался определенный характер по жизни, Да. и я как бы знаю цену человеческим отношениям, знаю цену деньгам и так далее, и потому не могу просто пройти мимо человека, там, если человек в беде, то я стараюсь помочь максимально, если это от меня зависит. Если человек плюет мне в обратную сторону, типа ему помощь моя не нужна, ну тогда ладно, окей, а-ля улю, давай, до свидания. Ну и, соответственно, исходя из этого, начал штамповать всякие видео
как пользоваться тем, как пользоваться этим. И я как бы готов даже обосновать, что это сделано без корыстной цели, потому что, когда я искал видео по OBS, они все сделаны очень короткими. Это правильно, по 5-10 минут, которые дают понимание в какой-то конкретной области, но не целиком. И приходится всю информацию по крополя искать в Ютубе. Именно поэтому я сделал видео такими по 20, по 30 минут, потому что старался, чтобы они захватили максимум объема информации, чтобы человек вот посмотрел и мог пользоваться сразу. Я вот, кстати, небольшой спойлер хочу, меня свербит, но пока еще не приступил, но скоро меня подгорит, и я сделаю видео полноценной, полной настройки OBS. Давай! Чтобы человек один раз открыл это видео, и больше нигде ему не приходилось искать это видео, чтобы он просто одно видео посмотрел и мог бы сразу стримить, и уже примерно понимал, что и где искать, если что-то поломалось. Потому что, как уже ранее упоминалось, очень тяжело, когда информация разбита на сотни маленьких частей, тебе приходится по милиписечке, по милипусечке искать вот эти ответы на свои вопросы. Ну и, соответственно, конечно, была большая ошибка, то, что я не сделал новый канал. Надо было сделать новый канал, по хорошему счету, потому что из-за того, что каналу 14 лет, на нем уже было выложено видео, соответственно, YouTube задвинул видео в аналы истории и всячески не хотел его поднимать. И только вот недавно, примерно месяц назад, вместе с продвижением, когда я плюнул на все и начал делать правильно, и задвинул в аналы истории свою гордыню, что я типа крутой прогеймер, и меня будут ценить только за это, но на Ютубе это так не работает. Ютубу плевать, какой ты геймер, Ютубу главное, чтобы ты делал все правильно. И вот когда я начал все делать правильно, у меня канал наконец-таки вылез из минуса, мои видео стали попадать в реки, и вот это видео 14-летней давности примерно месяц назад с 300 просмотров резко выстрелил, по-моему, если не ошибаюсь, до 3800 просмотров. Там уже, да, там уже в районе есть, да. То есть видео, которое 14 лет лежало на канале, имело максимум 300 просмотров, вдруг пульнуло и почти к 4000 подобралось. И почему я стал говорить, что канал начал двигаться у меня, именно потому что есть 14-летний ролик, да, а есть ролик, которому еще и месяца не исполнилось, он тоже выстрелил, у него там 2500 просмотров. Это не шортс, а именно видео. Да. То есть, именно как видеоконтент, это прям четко. Шортс 2000 просмотров вообще неинтересно. Да, то есть видосы реально начали пуляться. И это говорит о том, что канал наконец-таки вышел из минуса и пошел в плюс, то есть в прирост. И это очень хорошо. Но мне это больше стоило. Если бы я, допустим, просто канал начал бы с нуля, то мне бы таких трудов не потребовалось. Просто все очень даже намного проще, чем кто-то себе должен был подумать. Смотри, кто-то заливал видос раз в месяц. Кто-то сидел только стримил. Они положили акцент на том, что они такие вот стримеры, все будут кому этот. Просто, так просто все не работает. Общение надо и так далее, тому подобное. Общение с публикой и так далее. Но это очень тяжелый труд. То есть те стримеры, которые на этом зарабатывают, они по 10 часов в день отваливают на это все. Ни на одной платформе. Это не просто. Они просто начали уже давно, и у них опять своя же есть публика, комьюнити. Начали без такого этого. Сейчас так не работает. У тебя просто одно длительное время на твоем канале не было просто большого актива. То есть, когда периодически выходил какой-то контент. И, соответственно, такие каналы YouTube, что он будет их выстреливать, куда-то рекомендовать, если ты как бы канал, который на паузе, стендбай, ты просто где-то там почему-то, у тебя есть контент и все, и ты затих. То есть, если он видит, сейчас у тебя выходит ежедневно по 3-4 ролика, там, да, бывает там 2 ролика, я утром, бывает, на работу приезжаю в 6 утра, бум, ДБД, там, да, проходит пару часов, опять контент, думаю, нифига себе, я все, конечно, понимаю, я все знаю, как это делается, но теперь и видит YouTube, как ты зашевелился, ты начал шевелить булками, начал работать, начал какой-то заливать контент, он все это планируется, ставится. Все. В чем проблема? Это может, в принципе, сделать каждый. Найдете свою какую-то там определенную нишу,
Ну да, вот я смотрю, жесткие диски прям нормально так заполнены, да? Слушай, прям жестко заполнены жесткие диски. А ты цифры видел? Давай я экран, наверное, этого не буду показывать дальше, а то сейчас будет это, все это... Сейчас очень мелко, кстати, но там сейчас сильно не видно. 30 гигабайт. А, маленький, да? А там гигабайт там... Где? Вот этот диск 150 гигабайт, этот Не, терабайт, этот терабайт. А, это терабайт? Этот, да, этот 310 гигабайт, этот 310 гигабайт. Этот у у меня меня стоит чисто под оперативу. Маленький, 30... А, 310, окей. Ну-ну. Этот диск у меня чисто под оперативу сделан под файл подкачки. То есть это SSD диск на 120 гигабайт, и я его скинул чисто на оперативу, чтобы мне компьютер не умирал от переизбытка информации. Ну да. Этот SSD на 302 гигабайта и этот SSD на 296 гигабайта. Суммарно нормально. 20 этих терабайт, сколько там у тебя суммарно получается? Но я сейчас хочу вот этот винт убрать, или не этот. Какой-то я хочу винт убрать, я не помню какой, и поставить туда еще 2-терабайтный винт. Не хватает мне места. Ну я буду HDD убирать, SSD поставлю тоже еще один. Через полгодика, скорее всего. Ну, один HDD всегда должен быть, потому что HDD намного живучее, чем SSD, и HDD нужен для хранения информации. Ну, есть. Но Потому SSD... что SSD в любом... Да. С ним проще, когда у меня видеофайлы, когда я работаю с видеообработкой, когда на SSD записаны. Программа прям хоп-хоп-хоп, знаешь, вот это все, загрузка, работа, рендер, все работает прям вот так. Когда этот HDD начинает там крутить, это же как бы, ну, механические детали, да, внутри. Во-первых, он шумный, чувствуется, да, это все дело. И есть какая-то вот секундное там подвисание, то есть я когда даже простая моя Mavavi, которая по идее не требует сильно от компьютера какой-то, да, ну, у меня еще старенькая модель специально, все нормально, как бы, да, я на SSD сделал сейчас видеофайлы, нажимаю, она быстренько их HD обработала, видос, рендер, прям, да, вот, то есть 20-30 минутный видос, 5 минут рендер нормальным этом, на 30 кадров в секунду, блин, отлетел, да. Конечно, 60 кадров в секунду я пробовал делать такое. Мне говорили при покупке ящика, процессор твой в 4К будет мучиться. Да, Ютубу насрать, какой ты геймер. Ха, Юля, абсолютно. Слушай, у меня к тебе вопрос насчет тату. Это кому? Ко мне, что ли, вопрос? Почему не полностью рукав, а только сверху набито? Почему не полностью? У меня оба рукава набиты. Полностью. У меня сразу и левый, и правый рукав полностью. Так задумано или надо не доделано? Все доделано, Лена, 2 рукава. Я же в футболке. Вы просто видите нижнюю часть руки. Я не знаю, я реально хотел от этого HDD вот этого избавиться. Ну, была такая тема. Если избавлюсь, могу подарить. Но SSD, как бы, я говорю, вот с видеофайлом я спросил, я тоже у одного там монтажера, ну, короче, говорит, закинул. Программа обработки, прям бам-бам-бам, и она намного быстрее, все эффективнее идет. Потому что это как бы, ну, это же как бы такой USB на 2,5 цоль, да, как бы в моих глазах. Там же нету механических вот этих вот запчастей, как бы все это быстренько, ты нажимаешь, что там доли тысячной секунды, все сработало, все кайф. И у меня такая мысль вот недели 3 назад пришла в голову, но сейчас очень много информации, то есть надо как-то от нее сперва избавиться, с ящика не получается, потому что новые видосы записываешь, они опять занимают много места, ну и... А мне пообещали, говорят, штекер где-то есть в компе, чтобы подценить еще один SSD, но я его пока не нашел. То есть там всего два на этих было, и я такой, ну ладно, хрен с ним. Если что, поеду в магазин, ко мне подсоединят там, придумаем что-нибудь. Ну или с тобой подсоединим, тоже, ну, знаешь, что к чему. А насчет видоса, кстати, ты говорил про OBS. У нас есть один товарищ, которого мы все очень прекрасно знаем. Он мне вот на днях, кстати, вот мы общались у Илюхи. И он спрашивал насчет настройки OBS. Ты, наверное, догадаешься, о ком я говорю? И... Шканок. Не, ну Бархатов. Дима. Бархатов. Бархатов. Да, ну я имею в виду видос по настройке OBS, допустим, это вот... будет намного, мне кажется, пойдет больше в массы, чем Banana Smith. Хотя Banana Smith тоже очень интересная штука. Я вот, ты мне тогда показывал, я смотрел ее у тебя, я смотрел твой видос уже не раз.
И я столкнулся еще с одним чуваком в Германии, у которого есть тоже такая штучка. Я просто офигел, но я думал, блин, у нас тут такой, может даже никто не пользуется. Прикольная вещь, но про OBS это круто. Но у меня к тебе сразу же родился быстренько вопрос, пока не забыл. Наш общий знакомый, NB11, да, он говорит на OBS всегда определенными словами, типа это днище, это кал и так далее и тому подобное. Есть там какая-то, как она там называется, объясни, напомни мне, там Streamlabs или как Maps, я не помню, короче. Есть Streamlabs, да, есть. Streamlabs, да, правильно? Короче, я видел это все сдалека. Когда я искал программу для стриминга, Илюха мне тоже говорит, сделай OBS, типа, он сам сколько знал, столько знал, и я сделал. Я начал смотреть на Ютубе тоже, вот так же самое, в принципе, аналогично. У нас подбор информации, потому что определенные люди, с которыми я здесь общаюсь, они не все в этой теме, то есть они знают что-то свое, там, да, как какую-то там в сеть залезть в компьютер или как Windows переписать. А здесь как бы по настройке этого никак. И я начал смотреть информацию, то есть какие софты есть для этого, да. Ну и в принципе ты пишешь, и все время у тебя стриминг, софтвер, OBS. В принципе, очень много роликов на Ютубе. Я видел парочку со Streamlabs. Я ее сделал, эту программку, но она у меня почему-то долго не проживает. Я не знаю, ее скинул. Что мне там не понравилось, я даже сейчас не помню. Вопрос к тебе. Ты пробовал сам Streamlabs работать или нет? У тебя были какие-то столкновения? Потому что, как вот я послушал, там, он не раз об этом напоминал, кстати. Вот у Лизы с ним уже мы пару раз пересекались, общались. И он, ваш OBS, короче, типа, Streamlabs включил, там она все за тебя делает, там только ключ закинул, и все. И там, типа, не надо по настройкам намного меньше, чем в OBS. Я не в курсе. Прям таких материй этой. Как ты на это смотришь все? Давай. Я смотрю как пользователь OBS. То есть тут больше вопрос того, что тебе больше нравится. Streamlabs, как тебе объяснить? Вот есть iPhone, да? Ну да. А в чем фишка iPhone? В том, что для того, чтобы достичь результата какого-то, допустим, отправить смс или совершить звонок, тебе надо сделать, буквально 2 свайпа вправо-влево, там, это образно, да, то есть, конечно, нет, но ты делаешь 2 свайпа, и вот у тебя уже полученный результат. Да. И все это интуитивно понятно. Если говорить об OBS, то это как Android. Для того, чтобы тебе совершить звонок, тебе надо найти эту звонилку, нажать эту звонилку, ввести там телефон и так далее. То есть, по сути, Streamlabs это как iPhone. Это упрощенная версия OBS. Я тебе больше скажу. Ты когда запускаешь Streamlabs, у тебя в диспетчере задач отображается 2 OBS 64.exe и, если не ошибаюсь, 7 Streamlabs.exe. Что это такое? OBS это сам код, сам source. Вот. А Streamlabs это оболочка, навешенная на OBS. То есть презерватив, надетый на OBS с целью упростить пользование данной программой. То есть там проще, нажал одну кнопку, получил результат. Но есть и свои минусы. Минусы заключаются в следующем. Если ты столкнулся с какой-то проблемой, во-первых, в Streamlabs все любые изменения происходят только после перезапуска программы. То есть, если у тебя что-то поломалось, и ты меняешь эти настройки, то тебе придется вырубить стрим и запустить его по новой, чтобы изменения вступили в силу. В OBS это не так. OBS позволяет большую часть настроек, за исключением касательно трансляции, имеется в виду скорость потока и разрешение. Проверили. Все остальное ты можешь менять в режиме онлайн. Круто. В Streamlabs так не работает. В Streamlabs, даже если ты добавляешь сцену звука, допустим, то для того, чтобы она у тебя адекватно заработала, тебе надо ее выключить в Streamlabs и по новой запустить. И это очень большой минус. Дальше. В Streamlabs у тебя есть такое понятие, как авторизация. Ты заходишь под своим логином, паролем YouTube, и когда ты начинаешь стрим, он даже тебе сам запускает стрим, название ему дает и так далее. Да. Но отсюда есть и свои нюансы. Если в OBS для того, чтобы перезапустить, чтобы применить настройки
тебе достаточно просто завершить трансляцию, сразу ее начать, и если ты там уложился в короткий срок, то у тебя даже трансляция не упадет. То в стримлэпсе, когда ты завершаешь программу, у тебя завершается сам стрим. И он тебя не спрашивает, хочешь ты этого или не хочешь. Он у тебя завершает стрим, и у тебя не получится так, что ты, допустим, просто приостановил трансляцию и запустил ее по новой, и все, проблема ушла. Нет, так не получится. У тебя обязательно трансляция закроется, и тебе придется создавать новую трансляцию, давать ей новое название, ну, то есть проделать... даже название надо будет новое пробивать, даже вплоть до этого? Да. Короче, ну, или оставить название таким же, оно будет просто идентичным, и, короче, это косяк. Свои плюсы, свои минусы. Ну, короче, я понимаю, как ты мне объяснил, то есть Streamlabs это вот, когда ты, допустим, берешь как вот у меня есть телефоны или экшн-камера, где стандартные настройки, а OBS это настройки Pro, где ты можешь поменять ISO, поменять пересвет, плюс-минус. В принципе, да, и по настройкам я кайфую. Поначалу я просто думал, нахрена нам все это надо, когда я с этим всем разберусь. Ну вот чем я вот больше месяцев здесь провожу, теперь я уже до того стал смелый Васькой такой, во время стрима захожу, тут звуки, фильтры тыкаю. Я тут последний раз битрейта натыкал, у меня стрим такой, до свидания. Такой, ну, значит это судьба. Но надо же на ошибках учиться, а если ты на своих ошибках учиться не будешь, на чужих смысла нет. Не поможет. Один хрен ударишься головой в стену. И я 2 раза так сделал, 2 раза в одну и ту же лужу наступил, но я понял, в 3-й раз уже смысла нету, то есть стрим один хрен вырубится, если ты будешь тыкать настройки битрейта во время трансляции. Ребята, кто не пробовал, попробуйте во время стрима, очень веселая хуйня. Ой, штучка, извиняюсь. Я не хотел, я это вырежу со стрима. Просто прикол был в чем? Сидим, оно все прыг-прыг-прыг, фризит стрим. Я захожу, мне там эти 6 тысяч ставь, 10 тысяч ставь. Я поставил там что-то 6, и мне, представляешь, первый раз я спрашивал у всех других, ни у кого такого не было, где на ютубе у тебя маленькая окошечко, да, под высшей статистики стоит хорошее как бы соединение ютуба, и зеленая лампочка, знаешь, горит. И мне там ютуб пишет первый раз за вот эти почти 2 года стриминга, он мне пишет, с вашей интернетной связью 4500 битрейт. Нормально. А я поставил в OBS 10. Прикинь? И это прошло, ну, я протянул, я не знаю, сколько там. Пару минут у меня там прошло, я такой хихи-ха-ха, говорю, пацаны, смотрите, 6-7 тысяч. А потом смотрю, картинки замерзли, и я сижу в один прекрасный момент, сам с собой разговариваю. То есть у меня там стрим все уже закончилось, я сижу такой смотрю, а уже на ютубе уже все это закрутилось и завертелось. OBS вообще как будто его заморозил Sub-Zero, короче, ничего не работает. Ну, весело было, да. Говорю, ну я хотя бы попробовал, я теперь знаю, что больше туда не лезть не обязательно, как бы. По крайней мере, вот настройки звука микшера это прикольная вещь. То есть я здесь прямо во время стрима что-то уже прям не боюсь, зашел, посмотрел, настроил, все работает и сразу же принимается, в принципе. Не надо тебе программу там где-то перестартовывать или что-то. У меня 10 тысяч битрейт. Я не знаю, вот Just здесь сидит вот механик как бы. Вот битрейт, скорее всего, это, ну, он зависит от того, какая у тебя скорость до моего интернета приходит. То есть, скорее всего, битрейт мне не позволял 10 тысяч, потому что у меня домашняя скорость может быть небольшая. Я не знаю, как-то с чем это связано, как это работает, ну, не настолько я уж и такое это самое. Просто у одного там 6, у другого это, а у меня в настройках стояло там 3,5, представляешь? Ну и типа... Ну, погоди. И все такие, мало, ставь больше, битрейт фризить перестанет. А я в Need for Speed играю, а все, знаешь, машина дергается, я вижу сбоку, ну, стрим не очень. И там, это, короче, ну, механики от бога все там понасоветовали. Я зашел так, да давайте, говорю, была не была, хоп, все, до свидания. Так что, да, если неполадки недолгие, то стрим продолжится. Нет, в Streamlabs. Если прям беда, то да, выруби трансляцию. Значит, у тебя, Лена, Streamlabs, как я понимаю. Нет, мне просто было интересно все вот это вот. И поскольку настройки, я вот, в принципе, мои некоторые мысли Just просто сейчас закрепил. То есть, да, вот здесь в настройках, порядок в настройках, в OBS прикольная вещь. Единственное, что меня постоянно выбивало, это когда вылазит обновление, и ты уже стоишь на одном шаге перед началом стрима, и пару раз мне это
обходилось очень дорого, потому что постоянно что-то потом не работает, там начинаешь обновлять. Теперь я уже до того, как настраиваю трансляцию, везде сижу, все обновляю или вообще не трогаю. Когда выходит обновление, иди, завтра обновимся. Как-то вот так, потому что меня уже пару раз меня подпинывало так, что что-то обязательно не работало. И это, блин, не очень приятно. Я не знаю, ну, может, только у меня такое бывает, но хотя я уже слышал, тоже кто-то говорил. Он ответил на вопрос, я отходила. Он ответил на вопрос, Streamlabs еще и как. Если что, перемотайте стрим, пересмотрите. Ну и резюмируя. Давай. Streamlabs можно использовать, хотя у меня свои убеждения, я их тоже расскажу. Streamlabs можно использовать, как я считаю, на начальном уровне стриминга. Потом, когда ты начинаешь добавлять всякие сцены дополнительные, какие-то еще функции, хочешь или не хочешь, ты выйдешь в OBS по одной простой причине. Там очень... Функционал. Да, там очень, на мой взгляд, сложный функционал звука, дорожек и так далее. Они гораздо проще реализованы в OBS. Но проще в каком смысле? Когда ты знаешь, где они находятся и что с ними делать. Конечно, в первый раз, когда лезешь в OBS, особенно после Streamlabs, ну, это просто забей, хочется плакать. Вот. Но я знаю людей, которые стримят на Streamlabs, и как бы у них все нормально, все окей. Вопросов нет. Но когда я лично залезаю в эти настройки Streamlabs, у меня как тот смайлик, знаешь, где взрыв мозга, искры летят, и пар идет из головы. Да, да. Мне хочется спросить, какой больной ублюдок создавал эту программу. Хотя, у Streamlabs есть свои плюшки. Например, там есть свой чат. То есть тебе не надо открывать страницу YouTube, открывать себе чат, у тебя чат есть. Там есть... Прям в софте? Да. Там есть платный мультистриминг. Платный мультистриминг есть. И есть в том числе платный мультичат. То есть тебе не надо дополнительно покупать программу для чата. Ты можешь использовать и Streamlabs, в принципе. Единственное, тебе надо будет покупать подписку Ультра. Поэтому в итоге, в конечном итоге, тут каждому свое. Но надо и важно понимать, что Streamlabs — это презерватив, натянутый на OBS. Вот и все. Так оно и есть. Ну, я говорю, я стримлю через Streamlabs. Серьезно? Надо Streamlabs, надо покупать, чтобы полностью все использовать. А в OBS можно закачать все, что хочешь. Да, в OBS я просто вот у меня заставки какие-то, интро, сцен понатыкал. Одна сцена у меня там, вот я, допустим, вот переход сделал. Я на весь, вот вам сейчас будет, на весь экран. Интро какие-то, вставки. Блин, извиняюсь. Блин, вот это вот, у меня вот это весеннее началось, деревья цветут. Чихаем, короче, как паровоз. Спасибо большое. В OBS все вот это бесплатно. Единственное, я говорю, иногда с вот этими обновлениями программки. Здесь как бы да, на одну площадку. Я на одну площадку Streamlabs использую, пишет Юля. В OBS даже есть вот эти вот, я забыл, как они называются, как они, виджет, наверное, правильно назвать, да, это виджеты, где ты можешь его закинуть в программку, как бы, и если вам надо, типа, рестриминга, то есть на 3-4 площадки с OBS. Плагины. Да, вот эти вот. Я забыл, у меня был как-то один, я его потом убрал с горем пополам. Когда на несколько сайтов у тебя это все разлетается, как бы очень удобно, да, тут, ну, то есть, как я вот вижу, много кто стримит на YouTube, на Trovo, там, или там, у кого-то Twitch есть. Есть и такие люди еще у нас на планете. Я имею в виду, они ставят вот эти плагины, вот эти вот там виджеты, короче, ну, все вот это приложение дополнительное. И когда это было как раз-таки год назад, когда Restream там начал быковать, и вот этот плагин, вот этот, забыл, как называется, точно. Его сделали для OBS, как бы ты его делаешь, и потом поехали, да, то есть, и потом все это у тебя работало прям на несколько аккаунтов. То есть, сейчас я тоже его использую, вот у меня YouTube, все остальное выпало. Абсолютно. А почему выпало-то? А потому что я сам этого захотел, рано или поздно. По одной простой причине, сконцентрироваться на одном вот этом вот месте, на одной платформе сконцентрироваться, добиться здесь каких-то результатов, а потом уже... Ну, мне этого хватает, в принципе. Потому что мне и так несколько страниц, ну, то есть несколько каналов на YouTube. Я Twitch никогда не воспринимал как какую-то платформу, потому что у нас тут в основном, ну, другой там этот контингент
Видишь, здесь мне и для этого и нравилось то, что как бы у тебя, ну, твой контент остается, там, стрим или ты записываешь какой-то этот. А Trovo я попробовал чуть-чуть. Ну, и, короче, рано или поздно я все убрал, остался на одном, сконцентрировался, и как бы я не вижу в этом пока, ну, для себя лично. Есть у нас много товарищей, которых рестрим, делайте, пробуйте, если у кого-то и там актив, я только за, просто я как-то в этом себя не увидел пока, хрен знает, не знаю. И все это остановил в один прекрасный момент. У меня было такое дело на 2 или на 3 страницы, короче, пускал, пробовал пару раз через... Как раз таки еще это был рестрим, мне кажется. Да, это был еще рестрим. И потом что-то я вообще... Потому что там что-то то не работает, то... Были такие, знаешь, прикольчики. Ты включаешь стрим, вот здесь на одном соединился, как бы, ну, один аккаунт, стрим пошел, а 2 других какие-то проблемы. Надо было восстанавливать. Потом вот 2 других идут, 3 не работает. Короче, я остановился на всем этом. Trovo мне как-то, она мне изначально была не по душе, и сейчас как бы, ну, я не сильно этим. Я смотрю просто тенденцию. Все, кто год назад убежали туда, опять на Ютубе начали в полным ходом стримить. Она мне не зашла как-то изначально. Я в Trovo видел только Twitch в зеленом цвете. Все. Что-то такое. Согласен, мне достаточно одной платформы. Не люблю хвастаться за кучу. Так дело не в куче. Дело в том, что, ну, как-то, знаете, сконцентрироваться на чем-то одном, здесь каких-то добиться результатов. И если здесь уже что-то пойдет, там, более-менее, то можно как-нибудь на стороне еще что-то сделать, попробовать какую-то другую аудиторию подвинуть, но я не вижу в этом такого большого, если честно, смысла. Я не знаю. Ну, это лично мое мнение. Если кто-то стримит до сих пор еще, ну, несколько платформ сразу, это ваш выбор, конечно, делайте, потому что я уверен, у кого-то есть актив, там, допустим, вот я спрашивал, пацаны делали, у них там, мне кажется, этот ВКонтакте, есть там такой тоже платформа, да? Есть. ВКонтакте и YouTube шел, или, допустим, YouTube и Twitch параллельно у кого-то шел, там, да, у кого-то я спрашивал, допустим, одного я даже познакомился, он на Твиче стрим делает, записывает его, и потом на Ютубе, короче, какую-то сжатую форму этого стрима с Твича заливает на Ютуб. То есть там через OBS, как я понял, записывает, что ли, и потом сжатую какую-то потом чуть-чуть нарежет, поменьше чуть-чуть контент делает и заливает на YouTube. Как-то вот так. Потому что на Твиче, сам знаешь, долго контент типа не живет, а здесь у него как бы на Ютубе такой склад вот этой информации. Тоже идея неплохая. Но я как-то, видишь, сконцентрировался здесь, говорю, тем более у меня несколько каналов, и я когда вот сильно с драйвером тут разошелся, прям 1,5 года назад прям начал плотно заниматься, ну, то есть поначалу тоже настроение было ни в какую, потому что ты полгода делал, выхлопа вообще никакого не было, ни актива, ни подписчики не приходили, ничего. Когда ты никто, и тяжело как-то куда-то вообще выбиться, сам понимаешь. И было очень интересная такая тема, я уже думал вообще все забросить, и потом все-таки продолжил. У меня был до этого драйвер гараж, я им плотно занимался 2 года. А потом все это как-то переросло в другую сторону. Сейчас там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Но здесь, поскольку все равно на ежедневно идет, там стараюсь тоже периодически теперь делать. И канал как бы, слава богу, еще живет. Из-за нескольких роликов просмотры растут. Ну, значит, все нормально. Значит, YouTube еще этот видит канал. Я уже как бы рад. То есть все, ну, да. Все как бы движется. То есть у меня ролики там были. Я 3 года назад записывал ролик, который вообще, знаешь, никакого ни плюса, никакого цели, никакой на этот ролик не было. Я захожу, там у него 15 тысяч просмотров, 20 тысяч просмотров. Я такой, чего? А ремонт техники, ролики просматриваются прям как раз. Это такая ниша, которая в долгосрочной форме идет. То есть, когда ты залил контент, у тебя 30 просмотров, через год у тебя может быть 3 тысячи или 30 тысяч, ты не знаешь, да, то есть, как попрет, но в основном все это будет все равно смотреться, и когда еще тачки новые, потом тачки как раз приходят в тот определенный момент, приходят тачки, эти все стареют, начинают ремонтироваться, и начинают искать контент по этой теме, и как раз что-то находят. И потихоньку вернулись на YouTube. Юлечка, в том-то все и дело. Все вернулись, они все... На Trovo много кто сбежали, и кто сбежал, те все вернулись. Я уже много кого видел, просто прикалывались. Я не скрою, у меня там тоже аккаунт был, но он всего, наверное, у меня там был
3-4 месяца, может быть, и то. Я месяц там посидел, посмотрел параллельно, когда вот у людей был стрим. На ютубе показывали на Trovo. Потом они начали, вот, Trovo, подписывайтесь. Стрим как бы отталкивает свою рекламу. Говорю, не, ребята, вы или здесь, или там, определитесь уже. То есть какая-то антиреклама не нужна. Зачем? Ну, я в этом ничего такого интересного не видел. И теперь, получается, не прошло и года, ну, то есть уже под Новый год я уже видел уже много наших старых, кто начинали, потом раз, здесь уже опять начали через 10-11 месяцев трансляции на ютубе. Так что вернулись. Как бы там ни было. Нет, я все-таки решил как-то сконцентрироваться здесь, потому что за 3 зайцами гнаться останешься, сам знаешь, с чем. Как-то смысла я в этом сильно не увидел. Почему-то, я не знаю. Я решил все-таки сконцентрироваться здесь, а потом уже посмотрим. Всем привет, лайк пробил. Хинтер. А, Серега, да, точно, Сережа, вот, привет. Мое прощение всем. Барин, сколько лет, сколько зим. Вот, кстати, Джаст, у Барина тоже в стиме, у него там листы, такой игр, у него там вообще склад целый. Так что, если ты надумал реально, вот, то есть в следующий раз, вместо того, чтобы поиграть 5 часов в ДБД, запиши ролик по ОБС. Я думаю, будет клево. Ну, ты запиши, потом когда-нибудь смонтируешь через недельку, какие-нибудь фишки добавь, там где-нибудь что-нибудь, маркер во время монтажа, чтобы было людям понятно, просто. И такие вещи, такой обучательный контент, это будет клево. Конечно, было бы лучше, если бы он был этот ролик не в 2 часа, а в 3 ролика по 30 минут каждый, допустим. Ну, такое, знаешь, что-то. 30 минут это нормальный формат. 25-30 минут, и смотреть вроде бы как не отпугивать, чтобы на людей сразу, и за 20 минут, я думаю, ты там уже какую-то информацию расскажешь, второй ролик за 30 минут еще какую-то информацию поделишься, а потом третий ролик, где прям про настройки для профессионалов сделаешь такой, прям где будут уже настройки для самых таких ядреных ОБСников, кто этих или кто считает себя, сделаешь третий ролик настройки OBS Pro, если вы считаете, что вы можете настроить OBS, тогда этот ролик для вас, включаешь его, такой, блин, я столько всего нового узнал, знаешь, ну, тебе такая идейка, короче, если воспользуешься, буду только рад. Во-во-во, и я про то же. Лучше одну тащить, чем 21. Юля, я здесь с тобой тоже согласен на все 100%. Я говорю, никого не принимайте на свой счет, пожалуйста. Кто делает на 3-4 платформы, делать. Потому что есть у определенных людей есть свои подписчики на каждой платформе. Это я уже заметил, это я видел. Так что это круто. Ну, то есть, почему нет? Просто это чисто мое мнение только для меня. А если у кого-то 10 человек на Твиче смотрят параллельно, 10 человек на Ютубе, блин, у вас суммарно смотрят 20 человек, все равно приятно. Лучше, чем когда ты сидишь в одного, 1+1. Лен, согласна. Но я думаю, просто надо набрать аудиторию, а когда аудитории мало, даже не знаю. Вот миллионником станете, тогда хоть 10 создавай. Белиус, как ты? Согласен, нет? Just с Белиус. Ну да. Да, есть так. Вот я здесь прям я к этой мысли подсоединяюсь. Почему? Я таких миллионников видел на Твиче, и они потом создавали на Ютубе канал, и опять же туда информацию сливали, чтобы потом, после трансляции Twitch, они могли какие-то там, они делают такие, знаете, как они говорят, outtakes, или какие-нибудь стрим highlights называют сейчас каналы очень часто, где прям вот такие нарезочки, 10-15 минут нарезки с Ютуба, на Ютуб заливают с Твича. Отличная тема. Я считаю это круто, потому что там реально, я захожу на канал, я буквально вот на этой неделе у меня была 2-я смена на заводе, и во время паузы, у меня там вечерняя пауза, полчаса, было время посмотреть на вот это все со стороны. И я нашел человека, который 6 лет назад был никто, и звать его никак. И так он тоже мучился, и теперь вот он там, у него 3 канала на Ютубе, 1 на Твиче, и вот так же самое у него был. У него был на Твиче стрим, и потом буквально 2 часа позже он нарезки в виде 15 минут заливает на Ютуб. Просмотры прям пробивают потолок в течение 2 часов. Это нормальный контент. Он заливал 15 минут ролик, там не шортс, а именно нормальный видос. Что тебе еще надо? То есть там потому, как в рекомендации этот влетел ролик, соответственно, у него и подписки, счетчик параллельно крутится просмотром. Это просто круто. Ты видишь, когда канал у тебя растет на глазах.
Как вот мы, кстати, наблюдаем канал Джаста за 3 месяца, да, там, буквально 3-4 месяца назад мы как-то скрин делали, мы смотрели, у тебя там было 420 подписчиков, сейчас уже подбирается к штуке заветной, уже 940 сегодня. И вот я заметил у тебя, вот у меня было такое, подписчиков, видосов, вот эти весы были одинаковые, и теперь ты догнал до того же самого, то есть у тебя сейчас 940 подписчиков у Джаста, 948 видео, он уже тоже к этому добирается такой, но лучше 5 подписчиков в неделю, чем минус 50 каждый день, да? Алина, ну, как бы да. Джастик, да, как-то вот так, ну, то есть со стримами человек чуть-чуть притормозил, зато начал делать вот контент, который, в принципе, ну, понял, что работает, и мы видим, что это работает. То есть, смотри, за 3-4 месяца ты добился того, что мог бы сделать еще 10 лет назад, если бы знал, как, что, ну, 6-7 часов стрима, вот эти, да, время сколько потерянного, если так разобраться-то, конечно. Но в этом что-то есть свое определенное. То есть я смотрю, у тебя вот ролики, которые были залиты 5 дней даже назад, у них сейчас просмотры начали расти. То есть вот этот вот Vita IQ мне помогает в этом вот. И когда смотришь ролик, 12-минутный ролик, у него уже 200 просмотров за 2 недели. Такой, ну, прикольно. То есть 400 просмотров, мафия. 36 минут ролик. Это там, соответственно, уже, да. Я надеюсь, что в эти 36 минут, то есть большинство людей посмотрели хотя бы половину ролика, то есть это часы, соответственно, да, для YouTube. Это круто. Это совсем другое, чем вот эти вот шорты делают там по 1000 просмотров, 1200. Очень легко это можно сделать. Берешь просто популярную музыку и полетели. А вот именно вот такого результата добиться, я, конечно, не смотрел, какие там теги есть, но дело даже не в этом. Ты просто понял, что это игрушка ходовая. Ну, и, в принципе, сейчас много кто играет, да? Mafia 2. Много кто играет и, соответственно, работает. Какая-нибудь будет еще в ближайшем будущем игрушка, которую еще мы не видели у тебя на канале, если вот так вот есть? Да. В планах Mafia что-нибудь 3, такое? Этот самый, как его, Witcher, ну, как-то... Witcher, Ведьмак? Да. Серьезно? Prey. 2 Да, года Prey назад тоже. Ведьмака гоняли, и ты туда... Круто. Ну, понимаешь, я-то не успеваю, у меня времени не Не, я хватает, понимаю к все. сожалению. Все понимаю абсолютно. Нет, у меня тоже скоро на канале будет игрушка, от которой, наверное, тоже некоторые скажут, типа, ты серьезно, что ли? Может быть. Потому что у меня на Соньку PlayStation коллекция-то неплохая. Я найду обязательно какую-нибудь игрушку, которая вряд ли кто играет. То есть я буду делать противоположно всем вам. То есть все бегут за вот этими трендами, там, Хогвартс играют 20 человек параллельно. Ремейк 4 Resident 4, да, вот этот вот. Играют 20 человек одновременно. А я буду включать ту игру, которая была лет 15 назад, лет 12 назад. Что-то такое, да. Ну, у меня всегда это... Слушай, говоря о контенте, и говоря о том, как ты в него играешь, Да. соответственно, ну, допустим, Resident 4, очень правильно говорится, что почему бессмысленно сейчас играть тот же самый Хогвартс, тот же самый Resident, потому что они сейчас на всех топовых каналах. Да. Соответственно, Смотрят топы, правильно? Да, и сколько людей заходит и говорят, о, наконец-то у тебя какая-то другая игра, а не вот эта, потому что она все замучила уже везде быть. То есть ты на какой канал не зайди, все стримят вот этот Atomic Hearts, тот же самый, как это, киберпомойка и так далее. Да. И все от нее устали. Пройдет несколько лет, и все будут такие искать эту игру и такие, блин, ну никто ее не стримит. И кто-то увидит, о, Prey кто-то играет, ни хрена себе, надо зайти посмотреть. Да. Вот, соответственно, в этом весь расклад. Да. Поэтому не важно, что эта игра позднее запущена. Вообще не важно. Важно, как ты играешь, потому что иногда заходишь на канал людей, плакать хочется, что они в игре творят. Даже если первый раз играешь, видно, что человек либо умеет играть по жизни, либо не умеет играть. Ну, это не твое, займись какой-нибудь другой вещью. Ну, допустим, как припомним, есть такой канал Дима, как его канал-то назывался, который фотошопом занимался, фотошопил постоянно. Ну, вот почему бы и нет? Возьми фотошоп, начни рисовать онлайн. Многим эта тема заходит. Блин, так ты посмотри, сколько там набирают просмотров. Ё-моё, я в шоке был. Ну, есть, конечно, есть какие-то. Ко мне зайди поплачь.
Серега, зайди, кстати, к Сереге резидент. Какой у тебя? Второй там резидент? Прям смех сквозь слезы, да? Поплачь, говорит, зайди ко мне, да. Кстати, хорошо, ты прям подкольнул. Сам себя подкольнул. Да. Ну, допустим, твоя тот ниша. же самый Far Cry, первые 4 части у меня очень хорошее количество просмотров набирали, людям это интересно. Тот же самый Сталкер до сих пор набирает кучу просмотров. У меня шортс по Сталкеру набрал 3567 просмотров. Причем, что он не так давно был сделан, по сути. Ну. Ну, вот Бродяга есть чернобыльский, у него видосы постоянно набирают просмотры, он растет. Ну, он на Сталкере, прям чернобыльский бродяга, у него прям, посмотри, контент Сталкера, то есть у него весь канал создан вокруг Сталкера, вокруг Даокова, то есть если тебе надо какие-то там, я не знаю, по вот этой старой у него версии там, да, я заходил, я смотрел, чем он там занимается, комьюнити, я просто, ну, то есть для меня это какой-то, ну, профессионал, я его вижу как профессионал в этой игре. То есть, мне до него... Как ты в ДБД там бегаешь, знаешь, каждый пенек, да? Не-не-не, я днище в ДБД. Да, ну, конечно, ты днище. Это расскажи магии, расскажи, а не мне. Я днище. Да не, те, кто хорошо играет в ДБД, они скажут, что я днище и будут правы. То есть тут у меня просто... Если за мана играть, то есть за киллера, тогда да. А если за серва, то я днище, и это объективная оценка. У него просто тематика создана. Да, но у него тематика такая. Он играл в эту игру изначально, потому что еще и компьютер слабо тянул. Но эта игра как бы поддается компьютеру. Так он на нем остался, в принципе. Ничего не против. У него есть своя комьюнити вокруг этого. Это прикольно. Ну, я как-то был на пару стримов, ну, не раз, реально, не раз я был, то есть я включал параллельно. Он сидит там спокойненько, общается. Мне нравится вот у бродяги, знаешь, вот спокойное общение. Пришел, он спокойненько со всеми поздоровался. Там нет вот этого, когда заходишь на канал, тебя сразу нахер посылают. Ну, как бы, не видел такого, из-за этого было приятно просто находиться тупо на трансляции, да. Даже если я просто сижу, там, я привет, 2-3 человека знаю, поздоровался, сижу, слушаю одним ухом, вторым все равно я всегда монтирую, а второй монитор у меня для Ютуба. Как бы, в основном. Слушай, есть канал, который я всем рекомендую все время, и сейчас надо это сделать. Ну-ка. Канал Biggie Boss. Ну, а я так и знал. Ну вот. Что мне нравится в этом человеке, и я придерживаюсь точно такой же тактики, потому что мне это нравится в принципе. Да. Это абсолютный похеризм того, какие к тебе предъявы, какие пожелания и так далее. Почему? Потому что это твой канал, ты личность. И если кому-то что-то не нравится, ребят, я же не против. Вот есть канал Юли, канал Димы, канал Сергея, Олега Драйвера. Заходите к ним. У них может что-то вам понравится. Если вам что-то в моем канале не нравится, дверь открыта. Я же не против, пожалуйста. Мир Ютуба здоровый, просто нереальный. Ищите, и вы найдете. Я не буду гнуться ни под кого. Я делаю контент, исходя из того, какой я есть на самом деле, сам по себе. Я не буду притворствоваться и так далее. Был очень смешной случай в Трово. Да. Я зашел к человеку, и он такой: «О, Just Go Game, новый зритель, я тебя так рад видеть». Но все вы знаете, мои добродушные, но подколки. То есть я люблю шутить, и я всегда хожу определенный на грани. Юмор такой есть, да. Да, я всегда хожу на грани того, чтобы подколоть, но не обидно. То есть всегда это делаю по-дружески. Даже если это новый человек, я все равно буду подкалывать, но буду это делать не обидно. То есть, если у человека, конечно, нет проблем с самомнением и так далее. То есть, если человек по жизни обиженка, ну, это чьи проблемы-то, по сути. И вот, соответственно, я начинаю, как всегда, подкалывать аккуратно. И вот это все, вот это вот: «О, Just Go Game, новый зритель, как тебе все рады, все приветствую». Да. И все это заканчивается тем, что: «Слушай, ну ты, короче, негативный человек весь такой. Ты весь даже такой так? Неправильный». Да, и, короче, извини, братан, но это бан. Ты пришел, потратил свое время, был активный в чате, тебе еще за это в баню отправили. Да, а в сауну забыли. Я ему в личку написал: «Слушай, дружище, я говорю, если ты обиделся, я говорю, я извиняюсь, мне несложно извиниться. Я говорю, если я тебя о чем-то обидел, извини, я тебя обидеть на самом деле не хотел». Да. На этом как бы все. На что мне приходит ответ, это я извинился перед человеком. И на что мне приходит ответ: «Ты, короче, себя неправильно повел,
Вот, ты, короче, должен был себя вести вот так, ты вообще негативный, короче, и я видел, у тебя есть канал, у тебя процветания не будет, все, давай, удачи. Этот человек написал, у которого подписчиков было, по-моему, что-то не больше 300. 303. И сидело у него онлайна всего 2-3 человека. И вот он весь такой и ты себя такой, неправильно повел при 3 человеках онлайн. Конечно, тебя спалили. Если бы там чат бы бежал, тебя бы даже не заметили. А так тебя спалили. Не обижайся. Не надо обижаться. Люди вот такие, я не знаю, почему вот так вот. Почему вот так вот происходит? Я просто... Мне иногда самому смешно, как-то... Или у них завышенная самооценка, или вот до того критику не воспринимают, что они ее не столько воспринимают, что они не успели понять, что их критикуют, они уже все отталкивают, что типа ты не прав, ты плохой, зачем ты мне это тут пишешь? Ужас. Ну, это не в обиду будет дамам сказано, это, как я их называю, стримеры-пилотка Лизы. Понимаешь, то есть, приходит новый клиент, они его начинают обрабатывать, там слюнями его всего обмазывают. А потом раз ты, если не ходишь у него на цыпочках такой, знаешь, там типа, ты пришел, ой, мой любимый стример, ты такой волшебный, ты такой замечательный. И вот если ты так не делаешь, то ты враг народа, и все, тебе бан, короче, и давай до свидания. И такие стримеры есть. Есть, вот Biggie Boss мне как раз вышеупомянутый рассказывал, захожу к стримеру, он в танке играет, да. У него, значит, там подписчиков было 50. И... Да, и он такой стримит, и у него в описании написано поиграть со стрим, а играет он, кстати, как днище, просто мне смотреть было больно, как он играет. Поиграть со стримером час 500 рублей, день 5000 рублей, что-то попросить, все в деньги упирается. Человек 50 подписок, у которого абсолютный ноль в чате, то есть никто не сидит, задвигает требования какие-то, что он весь такой супер-дупер. Так еще и финансовое требование. Финансово? Да, понимаешь? Серьезно? Такие стримеры это отдельная категория. Я говорю, что именно за счет своего характера, мне очень понравился Biggie Boss, к нему заходишь, говоришь, ты дно. Он такой, ну да. Такой, ты говно. Он такой, ну да. Есть такое. Такой, слушай, нахер ты стримишь? Я говорю, я не знаю, зачем я стримлю. Я говорю, я на тебя подписался. А я зашел к нему первый раз, извиняюсь, что вообще в другом канале идет речь, но я просто показываю. Мы рекламу делаем, я даже его сейчас вытащил на экран, ссылочка в чате. Кто не знает Biggie Boss, ссылочка в чате, Just рекомендует. Я, кстати, тоже рекомендую, потому что Just мне его год назад порекомендовал. Я с ним познакомился, у него было 180 подписчиков. Теперь у него 466, причем человек... Никого не умоляет, не напрашивается никуда. Просто люди подписываются, потому что им нравится контент. Вот так, все, говори. Олег, я тебе больше скажу, у него канал, несколько каналов, уже больше 10 лет, и он занимался и озвучкой, и всем прочим, он экспериментировал. Его можно найти во всех абсолютных каналах, на всех площадках, такие как Good Game, такие, то есть старые темы, да? Да. То есть он существует на всех каналах, он везде пробовал, ну, просто вот он такой похерист, я ему говорю, делай шорты и так далее. Он, нахер мне это надо, вот такой, знаешь. Ну, начал же делать, вон, просмотры все за штуку почти. 1300, 1200, 1200, слава богу. Да, слава богу, он иногда прислушивается к моим советам. Да. Ну, очень не хотя. Я вижу. Так вот, в чем прикол? Я захожу к нему, начинаю его жестко троллить. Прям по жести. То есть он меня выбесил тем, что он не хотел разводиться на мои лютые приколы. И я такой... Ты еще такой. Дальше давай подливать, как обычно. Я уже дальше. Ты говно, а не стример. Он такой, да, я говно. И что с того? И что ты хочешь этим доказать? Я такой, блин, ну я ничего не хочу этим доказать. Я хочу тебя на эмоции вывести. А зачем? Вот, то есть, понимаешь, человек вообще никак не реагирует, не ведется, абсолютно не конфликтный, не агрессивный. Ему посрать вообще, извиняюсь за выражение, как ты зашел, что ты зашел. Нравится, красава, руку пожал. Не нравится, слушай, братан, я тебя не держу, я твое мнение уважаю, да. Но я тебя не держу, как бы. Не надо мне рассказывать, как мне играть и так далее. Мне это вообще все фиолетово. Я вообще днище. Не надо мне советов давать, зачем ты зашел на меня посмотреть. Я вообще играть не умею. Хотя играет он в ДБД намного лучше меня. Намного. Ну, мне нравится. Я смотрю часто. Ты ему начинаешь советы давать, и он такой... Да, я тебя услышал.
Мне Ну, человека... поимпонировало, кстати, я тебе быстренько перебью, извиняюсь, когда вот он говорит, ты мне когда первый раз сказал канал, говорит, заходи, я зашел. У него вот этот вот микрофон, все, вот настройки, там, не знаю, что у него за микрофон стоит. Он говорит, знаешь, такое чувство, что у него, мне так показалось, как будто у него вся комната, как в студии, обклеена вот этим вот поролоном, что вот этот у него присутствует вот этот вот через звук микрофона вот это все, да, то есть никакого эха, никакого засера, он прям сидит, как вот студийное радио, какой-то звук приходит, прям, да, такой просто офигеваешь. Я в шоке, говорю, почему так мало народу? То есть клево все, он может? Не, очень круто, Олег, я тебе больше скажу. И пускай он шарит по звукорежиссеру вот это все. Не, почему? Пускай никто не обидится на меня из присутствующих. Я знаю только 2 канала, где человек прям, ну, плотно анонирует, извиняюсь за выражение, на свой микрофон, чтобы он звучал красиво. Это мой канал и вот этот канал Biggie Boss. Я больше нигде не слышал прям идеально настроенного микрофона. Вот именно идеально. То есть у меня, если помнишь, когда вот этот BM800 был, я волосы на себе рвал, я пытался достичь определенного звука. Я прям волосы реально рвал, я психовал, дико лютовал прям. Да. И я не знал, что делать, и уже купил в итоге Fifine и... Который неделю назад разобрали. Да. Да, просто выдохнул, потому что у меня было порядка 20 фильтров на микрофон. 20 фильтров, Карл, 20. То есть это всякие компрессоры, лимитеры, шумоподавители, Noise 1, Noise 2. То есть все было подстроено. У каждого своя шкала была, на каждую амплитуду звука. Я даже плагины встраивал в OBS, которые добавляют фильтры звуков. Я прям лютовал. Мне реально 20 фильтров? Был чистый. Или ты шутишь? Да. Нет, я не шучу. И купил Fifine, и у меня на нем нету ни одного фильтра, кроме лимитера. То есть у меня лимитер, ограничение по звуку, чтобы уши ни у кого не выгорели, когда я там вскрикиваю и так далее. Вот. Все, типа лимитер? На нем нет. Да, лимитер, ограничитель звука. Да. И все, больше ничего на нем нет. Научил, теперь я знаю, что это такое. Ура! Я штольц. Он же еще занимается озвучкой, он переводит игрофильмы всякие, и у него даже видео некоторые переводят, и он их озвучивает дополнительно. И поэтому он тоже запарен на звуке. Не, у него, я прям кайфую сам, вот реально, я пару раз заходил, я заметил, что он как раз таки, вот у него стоит Twitch ссылка, и то, что он делает рестрим, то есть YouTube и Twitch у него идет параллельно, да? Ага. Может быть, даже еще и ВК. В том я тоже не сомневаюсь. ВКонтакте, Трова, Twitch. Ну все 4, значит. Ютуба. О, понятно. Ну, короче, рестример, Biggie Boss. Но дело даже не в этом. Дело в том, что заходишь, и вот любой стрим был, и причем мне интересно было, я поначалу вообще думал, может быть, какая-то подстава, ну, знаешь, как вот искусственный интеллект какой-нибудь плагин поставили, голос, то есть, как бы ты засрано не говорил в микрофон, тебе комп, да, и интеллект выравнивает, то есть у тебя все время одна дорожка. Ты заходишь к нему вот сегодня на стрим, отматывая стрим 2 месяца назад, вообще шикарно. То есть ничего не изменилось, сидит там ля-ля тополя, короче, вот этот, у него мне нравится вот эта вот одна какая-то волна, то есть не было такого, чтобы я к нему на стрим зашел, он, вы все типа гандоны, там, засранцы, там, и вот такое. Никогда не видел. И вот это мне вот что-то такое понравилось. То есть у него определенное свое время, когда он врубает стримы, ну, я включил. Иногда, говорю, вот я сижу ночью, монтирую, когда даже уже у Лены Белиус закончился стрим, включаю тут Biggie Boss, смотрю, у него там резня бегает с махетой. Нормально. И вот он параллельно работает, в принципе, ну, прикольно. Он, то есть, зашел, драйвер, типа, раз, поздоровались, все. Ну, вообще, какие проблемы, то есть, ну, прикольно. Заходите, кто не знает, познакомьтесь с человеком, очень интересно пообщаться. Вот реально, вот Just сейчас про него тоже некоторые факты рассказал, которые я не знал, допустим. У меня к тебе вопрос такой, пока не... Ты его лично знаешь вообще или нет? Или только вы по интернете знакомы, как мы с тобой? Не, он такая же шифротварь, как и я. Еще один. Все, короче, давай заканчиваем трансляцию. От него добиться имени региона, это проще... Да зачем это имя региона? Дело даже не в этом. Стрелиться. Я его даже по интернету пробивал, то есть я вам скажу такую тайну, открою. В интернете есть такая вещь, как архив, если вы не знали. То есть вы заходите на этот архив,
начинаете пробивать поиск. И те сервера, которые уже ушли в былое, и те сайты, которых уже не существует, там в этом архиве они есть. То есть это как поиск, только это один глобальный архив, он находится, если не ошибаюсь, в Штатах, и он реально сканирует, спуфит абсолютно все зоны в интернете и сохраняет страницы. То есть почему говорится, что все, что вы написали в интернете, там и останется. И никуда вы это не денете, потому что все в этом архиве есть. И даже если ты удалил коммент, он будет уже где-то зарегистрирован. Да. Скорее всего. И даже там я о нем информации не нашел. Я нашел. Короче, он круче тебя, я понимаю, да? Но он шифротварь, да, я же говорю, шифротварь, по-другому не назовешь. Сегодня новое это, шифр, надо мне, короче, переименовать название стрима, как шифротварь? Шифротварь, да. Я так и напишу в названии стрима, все, я понял. Прикольно. Вот. Слушай, я не знаю, мне все равно интересно, хотя бы, ты просто не хочешь, чтобы тебя на улице встретили и сказали: «О, Джаз, ты играть не умеешь». Вот это ты боишься или чего ты боишься? Потому что я, допустим, я сколько всего себе показал, я этого не боюсь. Хотя мне на днях чуваки сказали, типа, некоторые вещи, как бы, он говорит, вдруг популярным станешь, за тобой будут бегать. Я говорю, я надеюсь, что до этого не дойдет. То есть такой, шутки шутками, конечно, да. Просто об этом как-то я сразу не задумывался. Смотрю на будущее. Давай. Во-первых, смотрю на будущее. Если вдруг ты станешь известным стримером, и все будут знать, где ты, кто ты, что ты и так далее, то, тебя затрахают, откровенно. Затрахают всякие поклонники, безумные поклонницы и так далее. Даже когда у меня не было и 100 подписчиков, у меня уже появлялись безумные фанатки, которые списывали. Да, прикинь. У меня были фанатки, которые мне списывали личку, прямо списывали, и я старался максимально лояльно их отшить, как бы, но в итоге закончилось тем, что одну из них я прям забанил абсолютно везде, где только можно, прям вот от слова совсем. Да. Потому что она находила новые способы выйти со мной на общение, и, но она прям хотела тебя? Слушай, мне это фиолетово. Вот, и ты представляешь, что если бы человек знал еще, где я живу, она бы тут поселилась под дверью, реально, и меня это... это как раз таки вот эти вот crazy fans, которые, да, прям crazy, чокнутые, которые... Согласен, раньше когда еще интернет не был таким, как он сейчас есть, в такой форме, тогда же бегали за группой Иванушки, тогда бегали там за Юрием Шатуновым, которым, уже нету между нами, пускай отдыхает, не будем трогать. Но я имею в виду, когда-то бегали за поп-звездами, а тут, короче, когда начали некоторые люди, там Джастин Бибер и в России, я смотрел, Влад А4, да, вот этот есть. У нас тут тоже есть парочку таких, за которыми потом я тоже никогда об этом не думал, не смотрел, не наблюдал, но реально это это реальность. То есть, когда у тебя там сидишь, у тебя там сам по себе, или нас 5 человек, ты да я, да мы с тобой. У меня, слава богу, большинство подписчиков, они все не вокруг. Из-за этого я, знаешь, как сказать, тебе больше, у меня на работе никто не знает, что у меня есть на ютубе канал. Есть один канал знает, а что драйвер канал, никто не знает на заводе, где я работаю. Или не на заводе, даже без разницы. Дело в том, что я вокруг, здесь, где я нахожусь, сильно это не афиширую. Кто в интернете со мной познакомились, вы, да, в основном все где-то там, далеко, да, очень далеко, и я знакомлюсь с другими дальше, там, по Германии знакомлюсь, но именно в моем родном городе, это очень, я бы сказал, кроме моей жены, меня и тещи, наверное, кто еще знает, мать моя, может быть, все, это как-то так. Хотя придется, я говорю, сколько раз я во влогах показывал и квартиру, и даже светил дом и гараж, рано или поздно я такой говорю, придется переезжать. Шутки шутками. Ты что, не любишь свою маму? Люблю, почему? Конечно, представляешь, теперь ты сказал, что ты стример, и твоя мама такая. Она даже не знала, что это такое. В моей семье стример. Она даже не родила стримера. Да, нет, она не знала, что такое. Она увидела, я же записывал, допустим, мы в зоопарк ездили. Ссылочку раз скинул, да, по телефону. Посмотри. Просто
заметил такую штуку, когда вот человеку за 50, скажем так, ну там, без разницы, кто, сейчас не буду говорить, кто именно, но и они, когда видят, знаешь, у нас же как на YouTube же на немецком там стоит, допустим, вот в России там стоит подписаться, а у нас это абонировать, да? Абонемент как бы. И это такое слово опасное, то есть вне YouTube это слово обозначать может то, что если ты нажмешь на эту кнопку, ты будешь каждый месяц бабки откидывать кому-то. Понимаешь? И когда люди видят это слово, я вот присылаешь там, типа, ну, хотел как-то такой, говорю, вот, у меня есть, допустим, интернет-страница там или моего знакомого, зайдите, подпишитесь там, да. Они заходят же, ну, получается же, как мы же здесь на территории Европы, и, соответственно, весь сайт на немецком или на английском, да, и стоит там, абонирован, да, ну, то есть абонемент, подписка там, да, вот в России на вид подписка написано, или подписаться, да, я не помню, как точно. Все это видят, и сразу же выходят такие, нет. Ну, типа, думаю, знаешь, вот с тем намеком, что как бы сейчас кнопку нажму, и каждый месяц, типа, там, по 4,99 или по 9,99 будет у них забирать с банковского счета, как бы, да. И это прямо ухахатываешься. Я сам, когда, если честно, вот, когда у меня не было еще вот таких каналов, как сейчас, там несколько, я первые разы, когда зашел на YouTube, там, послушать музыку, и смотрю, такой, канал, говорю, а как бы его сделать, чтобы опять его потом найти? И стоит уже вот этот абонент такой, не дай бог, да, потому что когда началась вот эти вот все телефонная тема, да, вот эти Sony Ericsson и все, начали вот эти, знаешь, клипы покупать, там вот эти картинки, помнишь, продавались, там всякие звуки всякие продавались. Да. Это когда была тема, и вот это слово после этой темы, короче, когда нажимаешь эту кнопку, у тебя приходит смс, нажимаешь кнопку в смс, типа там, или на ссылку, переходишь, и у тебя каждый месяц 4 евро 99 центов, ну, то есть 5 евро в месяц тебя снимали, и было не так просто вылезти после этой ситуации, и это слово у большинства людей как бы, знаешь, стало ассоциироваться с вот этим негативом, с вот этой вот платной подпиской. Я говорю, на Ютубе просто нажми кнопку, она не будет ничего стоить, а все, если это один раз человек подгорел на этом когда-то, 10 лет назад, он это слово теперь все вычеркнул из своей жизни, и когда это видит, его прям отпугивало это все, и это было очень тяжело кому-то объяснить мне здесь, на территории Европы, что, типа, если ты зайдешь на мой канал, подпишешься, тебе не надо будет каждый месяц, типа, 5 евро отдавать никому, но это было реально и смешно, и в то же время очень тяжело было объяснить людям, да. Как бы вот такая вот история, короче. Так что, блин, кто считает, что на Ютубе подписка платная, вы глубоко ошибаетесь. Заходите, вон там, подпишитесь, там, я не знаю, там, колокольчик прожмите. У меня, кстати, почему-то он не темный, сейчас сделаем темный. Ничего не стоит это. Здесь она, подписка не такая, как подписка. Здесь есть, кстати, я заметил, вот у нас миллионников новеньких, у них есть подписаться, а потом еще есть стать, как бы, не партнером, как-то еще там есть, знаешь. Вот там надо будет платить ежемесячно бабки. Это вот эта новая фишка, когда у тебя там много тысяч подписчиков или миллион подписчиков. Мне кажется, там после 10 тысяч на что-то стоит. Короче, когда ты можешь реально ежемесячно платить этому чуваку, что у него там канал и так далее. Да? Я забыл, как он называется правильно. Это совсем другое. Не пугайтесь, люди, которым за 50, все будет нормально. Удачного стрима, трансляции, замечательное настроение. Орлан, привет, спасибо большое. Человек, игрофильм, Орлан. Аршгейм, да, игрофильм. Я помогал сыну, друзей, родителей подключать ОБС. Чуть не спалился. В смысле чуть не спалился? Барин, рассказывай, как так-то стать спонсором? Спалился, говорит. Че ты чуть не спалился? Ты включил ОБС и прям сразу же себя в YouTube отправил, барин. И все мы узнали, как он выглядит. Конечно, на YouTube подписка платная. И платить надо мне. Здравствуйте, многоуважаемый чат. Олег. Чего? Прошу прощения, здоровья. Да нет, успокойся. Ты выздоравливай, пожалуйста, Чиканогич. Все будет нормально. Тебе и так надо вон держаться, крепиться. Уже билет в больницу куплен, так что назад хода нет. Пожелаем, давайте, чат, здоровья этому нашему самому стримеру. Здоровья. Чудику нашему этому, блин. Без этого чудика мы вообще бы не познакомились. Благодаря этому чудику я поставил программу OBS на компьютер и понеслась. Как-то вот так. Чеканок, бинго, однорукий бандит. Не, он не однорукий бандит. Не совсем. Димон, ну ты даешь, короче. Блин, есть у тебя еще какие-нибудь пожелания для чата?
Такие прям. Чеканок выздоравливай, хэштег. Да, кстати, Чеканок выздоравливай. Пожелания вот этим вот рестримерам. Да, вот что бы ты пожелал рестримерам? Слушай, ну, я продолжу мысль. Давай. И одновременно это будет и пожеланием. Давай. Соответственно, почему я привел Бигги Босса в пример? Потому что у меня примерно такой же подход. То есть, если ко мне заходит человек, начинает меня обсирать там или еще что-то, ну, я либо его в бан закидываю, ну, просто чтобы чат не засорять, потому что это неприятно. Неприятно чату. Мне-то вообще фиолетово. Меня можно обругивать по-разному, я абсолютно адекватно ко всему отношусь. Вот. Либо начинаю спрашивать человека, ну, типа, а что ты такой злой-то вообще? Что случилось-то? Может, у тебя проблемы какие-то? Может, тебе как-то помочь надо и так далее? Да. То есть я как бы не реагирую. То есть абсолютно спокойно отношусь. Но когда человек мне начинает рассказывать, как мне играть и так далее, ну, я скажу, что да, окей, я принял его внимание, но, опять-таки, братан, не хочешь, не подписывайся, мне вообще как бы фиолетово. То есть я не буду из-за этого стоять перед тобой на коленях, там, вылизывать тебя, слюнки пускать и так далее. Кричать, что ты лучший там и так далее. Кто лучше, он себя покажет как лучший. И это не достигается таким образом, что ты начинаешь там подхалимничать и так далее. Был пример, когда Даня Везинище поругался с моим зрителем и компаньоном по игре World War Z, это Skyforce. Да. Он находился достаточно давно у меня, но история достаточно поучительная. И есть Анка, которая тоже у Бигги Босса модератор, и у меня модератор. Да. И, значит, заходит Везинище, а Везинище у нас человек достаточно гордый, и Skyforce это тоже достаточно гордый. Встретились. Вот, да, у них начинается словесная перепалка. Да. В итоге Анка отправила обоих в бан на 5 минут. Кайф. И сделала абсолютно правильно. Причем Анка была недавно, а Skyforce Вадим был давно. Да. И я говорю, Анка все правильно сделала. В чате срача быть не должно. И тут не может быть привилегий человека, то есть это я все на стриме говорю, в течение онлайн говорю, не может быть привилегий ни у одного, ни второго. Во-первых, вы все люди. И неважно, когда ты появился, только сейчас ты зашел как зритель, или ты давно со мной. Это не дает тебе никакого права оскорблять других людей. Ровно как и в чате срач устраивать не надо. Если у вас есть какие-то вопросы друг к другу, вы можете, пожалуйста, пойти в личку и там общаться сколько вам угодно. Не надо этого в чате устраивать. Я как бы не против. Хоть войну атомную устройте, мне как бы вообще фиолетово, но не в чате. Вот. И, соответственно, потом он мне в личку писал, и писал он мне достаточно долго. Данька. Порядка месяцев 2 он мне писал, типа, не передумал ли я, или не нашел ли я вины в этом, как бы, то есть, не признал ли я ошибку, да. То есть я ему повторяю, то, что, во-первых, Анка все правильно сделала, это раз. Во-вторых, Даня Везинище точно так же справедливо ушел в бан, как и ты. Не ты один ушел, и не надо тут обижаться. Я говорю, привилегий не будет ни у кого, абсолютно. Все равны, абсолютно. Ну вот. Ровно как и я категорически не приемлю всякие политические высказывания, извиняюсь за выражение, националистические высказывания тоже. Не вижу смысла. Неважно, абсолютно. Люди везде есть. Есть везде паршивый овса, есть везде человек. То есть, кто есть кто, никогда не знаешь. Это не дает права никого оскорблять. Только если человек уже начинает себя показывать как-то конкретно, ну, есть, наверное, смысл его замьютить или еще что-нибудь из этой серии. И, соответственно, также ему было озвучено в личке, что, дружище, здесь тебе привилегий не будет. Здесь все равны. Даня, естественно, обиделся. Через 5 минут он вылез из бана, говорит, а что это меня в бан отправили? Я говорю, слушай, ну Вадима же тоже отправили в бан. У него никаких привилегий нету. Да. И Даня все понял и говорит, ну если он тоже в бан ушел, то все справедливо. И все, понимаешь? Это была адекватная абсолютно реакция. То есть оба ушли в бан, все справедливо. Ни у кого привилегий нету. Не будет такого, что ты зашел ко мне как новый зритель, и кто-то имеет право над тобой насмехаться. Такого не будет. Ровно как и наоборот. Если ты у меня 10 лет на канале, это не значит, что ты можешь зайти и кого-то там унижать. Ты точно так же отлетишь в бан далеко и надолго. Ну да. Это твои личные проблемы.
Зачем? Вот, и Зачем вот этим это- заниматься? Мне это, кстати, тоже до сих пор непонятно. Вот что вот ходить и хвастаться, типа, вот у меня тут 25 сантиметров, да, вот это вот ходить по чатам, да, непонятно, 25 непонятно, ну, как бы, ну, вот 15 сантиметров, хоть 5, Не знаю, если Какая кому-то есть разница? до этого дела, у меня 5. ну, особенно, когда, говорит, на улице холодно, да, Да. высота, говорит, погода, говорит, сегодня что-то такая, да, прохладно, свежо, говорит, блин, это, ну, как бы так. Из рекомендаций, как итог всего вышеописанного, Да. во-первых, есть стримеры среди нас, которые меня долбят личку, и я как бы не против им помогать, Да. но, как правильно в свое время сказал стример, которого я не очень уважаю, это мое личное мнение, то, что нет смысла тебе объяснять, как работает ОБС, если ты сам не захочешь этого найти. Потому что я тебе что-то показываю, я тебе что-то делаю, но в итоге, когда возникнет какая-то проблема, ты не будешь знать, где и что тыкнуть. И что ты тогда будешь в этот момент делать? Искать меня, то есть звонить мне на телефон, срочно мне помогай там и так далее. Мгм. А если я буду на работе и так далее? Мне не сложно как бы. А если я буду игру записывать, стримить и так далее, что тогда ты будешь делать? Ничего ты не будешь делать, потому что ты не будешь знать, куда идти. Нету смысла... Как отремонтировать, если просить- сломал? Да, есть гайды, есть YouTube. То есть ничего не стоит зайти в поиск, найти гайд по OBS или по лайфхаке и так далее. Да. И самому во все это вникнуть. Если ты сам во все в это не вникнешь, ты вечно будешь бегать и кого-то о чем-то просить. И вечно Абсолютно. твои будут стримы недостримы по той причине, что если у тебя что-то поломалось, ты будешь просить зрителей терпеть до конца стрима, потому что ты сам не в состоянии это исправить. Это будет всегда до тех пор, пока ты сам в это не влезешь и не поймешь, как это работает. То есть я-то не против. Я делаю гайды специально именно для того, чтобы люди могли вникать, понимать и не обращаться по 100 раз за помощью. И проблема не в том, что это сложно, а проблема в том, что просто ты сам не поймешь, как это работает до тех пор, пока сам туда не полезешь. Пока сам не отремонтируешь. И... Да, совершенно верно. Да. И также рекомендую не теряться, не бояться, не гнуться ни под кого. То есть я даже прошу никого не заниматься вылизыванием зрителей новых. Настоятельно рекомендую равноценно уважать всех зрителей твоего канала. Они не лучше, не хуже, чем ты. Они могут играть лучше, чем ты. Ты просто можешь этого не знать, не понимать. Они могут Будь быть самим собой, просто да? Да, Будь самим могут собой, быть диванными правильно? критиками. Совершенно верно. Считайте, что вы просто на улице встретились пару приятелей, и к ним подошло еще пару приятелей, которых ты не знаешь. А вдруг он там боец ММА, а ты ему там сейчас скажешь, да ты лошар, и он тебе как даст по лошаре твоей. В бубен зарядил пару раз, да, такой, а то и раз Да, и хватит. всё. И вопросы у тебя отпали, да. Тут жизнь так тоже как бы никто не отменял. Да. И, соответственно, надо всех уважать и относиться равноценно. Ну и, соответственно, не гнуться ни под кого и не выпрашивать лайки, потому что бывает, заходишь к стримеру, начинается там покатай за мной за 500 рублей там или... Ты лайк дайте прожал, мне- ты вообще лайк прожал, Да. ты заходишь на стрим, тебе спрашивают, ты не поздоровался, ты лайк прожал? Вот так вот, давай. Понимаешь, я о чем сейчас? Ты лайк вообще прожал, сидишь тут на трансляции 2 часа. Кстати, погодя, я лайк-то прожал. Серьезно Нет, не ты? прожал. Я ж- Я не прожал. Белиус Плей, Леночка спрашивает, интересно, Да, про да. кого Just? Про кого? Да, О ну, чем? намек, типа, ну, про кого насчет ОБС, типа, про кого это. Ну, это не... Давайте не будем переходить на персональные личности какие-то, просто это был такой пример, просто это был пример. Я, в принципе, абсолютно понимаю его, то есть это был пример того, что Just вам всегда поможет, он и мне помогал, но просто... если вы это как приняли как помощь и сами запомнили, как это все работает, или вы сделали все, если у вас OBS настройки свалятся, вернете вы это ли сами, или будете опять бежать за Джастом в следующий раз?
В этом был Правильно, смысл. правильно, абсолютно. Потому верно. что у меня, когда все свалилось тоже, я спрашивал, потом я уже начал становиться чуть умнее, начал делать какие-то скрины, записывать, запоминать. Ну, что я люблю там ковыряться, так же, как и раньше делал с Windows. И рано или поздно, и потом проходит время, и начинает у меня спрашивать кто-то другой. Я в шоке, говорю, я не мастер по вот этим вот всем закорючкам. Я вот запомнил, что меня научили, запомнил, где это находится. И теперь сам учусь с этого самого. Настраиваешь битрейт во время трансляции, и вас OBS посылает в Караганду. Это где-то в Казахстане. Так что, вот, кстати, у меня сейчас такое на примерах у Леночки. У нее сразу в чатик плюх, а потом смотришь, да ладно, я лайк не прожал. А вот он, запомните, Чиканок Стар Супер сидит в чате, умничает, а сам лайк не прожимает. Вот мы и нашли истину. Нет, просто все здесь верно, то есть это все абсолютно такая нормальная тема. Вы должны сами, кроме того, что мы будем вам помогать, там, Джаз, Чикан, я или кто-то еще из чата, у нас есть люди, которые шарят по OBS, кто-то вот пользуется программкой Streamlabs, как мы сегодня это узнали. Это все делается, это все настраивается, но вы тоже, как бы, когда настраиваете, запоминайте некоторые вещи, вникайте в эту программку, потому что OBS это программка с настройками Pro, где много чему можно получиться, много что можно подфинтить, подкрутить, поднастроить. Я уже 2 года тут что-то кручу в настройках и постоянно удивляюсь. И, кстати, если микрофон в следующий раз поменяю на новый, скорее всего, мне придется опять крутить в настройках по звуку, по микшеру, будет очень весело. Так Да, что... Фифайн вообще ничего настроить. Да, я понял уже тебя, я понял еще с последнего стрима, но у меня пока Фифайна нет, у меня есть похоже что-то, он похожий, аналог Фифайна, я не знаю, какой это будет, если в следующий раз будет у меня голос какого-нибудь радиоведущего, тогда, скорее всего, у меня другой микрофон стоит. Ну, вы увидите, он полностью черный. Саня, привет, вот он, Бархатов, Арван, привет, бро, всем привет. Каюсь, да, бывает. Я не против, чтобы стример чутка напомнил про подписку и лайкосич. Я это называю мантра стримера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И как всегда Чиканок говорит, как ты там всегда говоришь, соболезную, что там такое, напиши. Я свой диск поставил, чтобы драйвер не расслаблялся. Барин, ну тебе за это, конечно, огромнейшее. Друзья, YouTube. Я никого не умолял насчет лайков. Соболезную. Да, вот, там что-то он... Да-да, всем привет, а остальным соболезную, да. Я не знаю, кто на какой платформе, короче, тем Чиканок соболезную. Ну, это как бы каждого личное решение. Кто, как говорится, у нас как так раньше и говорили, кто как хочет, тот так и делает. Ну, я не буду сейчас говорить, как это правильно говорится, зачем. Привет всем остальным соболезную. Да! YouTube говорит, привет всем остальным соболезную. Кстати, Я вообще все жду новостей от Бархатова. Он обещал приподнять занавесу тайны, которая бродит по просторам Ютуба. Да, мы все ждем. Для чего же Илья стягивал штаны с Саши с криками «Я тебя хочу»? Бархатов... Ну, «Я тебя хочу» не было такого, ладно. Нет, Бархатов, Саня, в следующий раз врубаешь стрим, вот так вот камеру на весь этот мониторчик, да, типа, в 4К и рассказываешь 35 минут непрерывно, как было от А до Я, чтобы все вопросы, которые тебе будут прилетать, решились одним стримом. Потому что уже не один Джаст интересуется этим вопросом, он уже часто мусыкается, я вижу, потому что на последнем стриме, я не помню, Чиканак был или здесь, это началось вот это вот все опять заново, уже сколько прошло, уже полгода прошло. Теперь можно. Сделаешь, вырубишь OBS, 4К камеру настроил, все, короче, и полетели. И рассказываешь от корки до корки, чтобы Илье стыдно было. Шучу. Понимаешь, мои опасения не беспочвенны. Просто недавно, намек был. Илью, Давай. Илья предлагал сталкеру приехать в гости. И тут я уже не на шутку переживаю за очко Сани. Потому что с него тоже могут стягивать штаны. Потому что тот Саня был, и этот Саня, да? И обоих приглашают. Они как вот да, как в беседке у Чиканога побывали, сразу другие люди. Ты не заметил? Да. И о чем-то боятся рассказать. Боятся. Ладно, это будет... Пускай останется это между ними такая маленькая тайна, инкогнито. Вот стану я популярным, Бархатов скажет, что 5 лет назад Чиканок меня домогался. Так он уже... Ты еще не популярный, а мы уже все в курсе.
Какая жесть. Это не жесть, это, я не знаю, у кого-то судьба, у кого-то просто жизнь. Мы просто чуть-чуть повеселились. Ребята все за 30, с чувством юмора. Кто не понимает наш вот этот вот такой завуалированный юмор, соболезную всем остальным, ну, а Ютубу-то привет. Всем еще раз приветики. Наталья, здравствуйте еще раз. Наталья то придет, то уйдет и постоянно всем приветики раздает. И начала, кстати, тоже записывать влоги. Я вот включил еще джастовский Most Wanted в гостях у Biggie Boss. Most Wanted вообще игрушка, блин. Я сейчас смотрю, мне волосы дыбом. Ностальгия по игре Need for Speed Most Wanted, честно, вот прям. Да, офигенная игруха. А вообще, я, блин, когда вот за тобой еще потом уже начинали вот эти все джипы, прям со всей этой ордой за тобой лететь. Вот сейчас у меня в хите такая же фигня на 5 уровне. Тебя просто хотят растоптать, вертолеты вот эти вот протыкают шины, короче. И вот это та самая игрушка, когда я просто, знаешь, это вижу, когда ты вот играл в Most Wanted, я в нее также играл, у меня не было ни жены, ни детей, никаких забот не было. Мы в эту игрушку поиграли, сели в тачку, поехали на дискотеку. Ну, вот в то время, я когда вот, знаешь, смотрю игру твою, и в то время мне перекидывает, как бы, да. Это просто круто. Скоро драйвер не будет читать чат. Парень, если бы я сейчас каждое слово, написанное в чате, прочитывал бы, тогда бы Just вообще все ничего нам не рассказал. Ну, никак. Потому что я вам всем очень рад, всем вам огромнейшая, как обычно, благодарность. Я не знаю, как вас отблагодарить, но я имею в виду очень активный чат, это очень радует, это очень приятно мне как стримеру. Пишите вопросы Джасту, и ему будет также приятно на них ответить. Всем желаю, вот, чтобы вот у вас стрим был всегда вот так актив такой был, потому что это очень приятно, позитивно. Не забывайте писать комментарии. Лайки, я еще раз напоминаю, лайки это все такая абстрактная штука в моем понимании. Поставишь ты там лайк, не поставишь, это на ваше усмотрение. Пишите комментарии. Это вот это и есть комьюнити, наше общение по комментариям, вопросы, ответы и так далее и тому подобное. Олег старенький будет, скоро у него задержка в чате, появится сообщение в минуту, пока очки настроят. Да! Олег, главное правило, не пиши. Олег же, как тебе мой вложик вчерашний? Наталья, я ваш вложик посмотрю, и как будто там где-то в отпуске. Нормально, вот давай в том же духе, не расслабляйся. Короткие видосы, поехали. Это намного лучше будет, чем ты будешь какие-то там вот эти вот игры завуалированные играть, которые все уже играют. Показывай нам то место, где живешь, курортные вот этот вот достопримечательности смотреть. И тогда будут люди, которые живут в Сибири или в Европе, будут путешествовать с Натальей во влогах вешних. А то в бан. Бархатов, ты мне намекаешь на правила, которые мы недавно читали с Ильей в прямой трансляции, что ли? Сашка Бархатов, обнимашки. Я про то, когда будет 10к подписчиков. Барин. Скоро драйвер не будет читать. Нет. Чат я всегда читаю. Я сижу, у меня уже глаза косятся в ту сторону. Я чат постоянно за ним наблюдаю. Я его постоянно читаю. Ты так не думай, Антон. Просто я не могу... Я когда смотрю, что они такое большое уже написали, какой-нибудь вопрос, читаю, потому что если бы я сейчас каждую прям полосочку чата читал, то реально... И я и так уже Джасту мало даю говорить. Говори, пожалуйста. А то потом вообще будет. Я до сих пор ржу не могу. Насчет правил, скорее всего, ржет Бархатов. Кстати, Джаст, ты видел правила Антона? Правила Антона? Опять мы подковырнем эту тему. Я надеюсь, Базука не в обиде. Ну, просто мы включили во время прямой трансляции. У нас вот недавно трансляция была. Илья был в гостях. И Антон написал правила. На его стримах, как бы там, у него в этой ссылке, как она, вкладка сообщества, она называется это. Ну и я начал это все тут читать с Ильей на прямой трансляции. И вот некоторые товарищи забыть не могут. Ну, конечно, это так просто не забудешь. Интересная вещь. Как бы, если ты вдруг не видел, посмотри. Олежка, я поняла, нет. Но если слишком короткие видосы, оно как-то тоже неинтересно. Я думаю, на полчаса вполне подходящий. Наталья, полчаса видосы будешь показывать попозже. Начиная с 5 минут. 5 минут. Краткость сестра таланта. 5 минут есть у каждого на посмотреть. Полчаса будет тяжелее посмотреть подписчикам. Изначально.
Я перефразирую. Посмотреть 5 минут можно, сидя за чашкой кофе. Вот. А чтобы посмотреть полчаса, это надо уже любить и уважать стримеров, чтобы смотреть это время. Его прям надо любить, да. Первый раз на канале, если ты первый раз на канале, то тебе полчаса не по приколу вообще в принципе смотреть. Да. То есть я это и здесь и поддерживаю, и я из-за этого у меня ежедневные влоги не по полчаса, а каждый день видос скучный, который никто не будет смотреть, и не будет времени на это, просто чисто физически, да, и скажет, да кто ты такой, чтобы я тебя смотрел, то есть сразу вам и ответ, и вопрос на все вот это вот стоящее сейчас в воздухе. 5 минут, 7 минут, вообще махом, изи, у каждого эти 5 минут есть, кто-то там даже выйдет покурякать, там, чашка кофе, чашка чая, без проблем, между делом посмотреть, да, между какими-то там рабочими делами в компьютере. 5 минут это вообще немного, за 5 минут коротко в влоге информацию изложи, будет очень полезно, приятно, и осваивать это все быстрее. Если человек что-то не понял, он эти 5 минут еще раз пересмотрит, и тебе будет еще раз просмотр в копилку. И чем больше будут... То есть 5-минутный, смотри, у тебя будет за 5-минутный видос удержание 100%, когда ролик посмотрели от начала до конца, это даже лучше. А 30-минутный ролик посмотрит 5 минут, это такое удержание на ролике 1/6. То есть... Смотри сюда. Давай. Куда именно? Прикинь, как совпало. Я в шоке чуть-чуть. Насчет? Так не бывает, это подстава. Насчет? Вот я показываю. Ты в Дискорде сейчас? Подожди, сейчас. Это подстава, это сфабриковано, это подстава. Это да успокойся ты, фабрикант наш. Подожди, что ты имеешь в виду? Поздравляем, сегодня у вас годовщина на Ютубе. Вы проделали большой путь, но впереди вас ждет еще много интересного. Желаем удачи и новых побед. А пока посмотрите, как все начиналось. Вау, как это... У тебя сегодня... круглая дата, то есть 23 апреля 14 лет назад вот этот человек начал типа, да давайте я вам сейчас видос покажу. Слушай, это какая-то галимая подстава, я тебе реально говорю. Да какая подстава? Смотри, YouTube, тебя посмотри, нажми посмотреть статистику. Это какая-то подстава, так не бывает. Как-то сегодня мой выход у тебя и... Во, это как это назвать? Это не подстава, как это назвать? Подожди. Как бы это назвать? Ну, не премьера, подожди. Как бы это правильно... Блин, сейчас даже такого слова не подберешь. Юбилей, короче. Юбилей. Короче, смотри, Justed, вот сейчас у меня крутится такой видос, он тебе в копилку. Подожди. Раз такая пьянка пошла, Чикан спрашивал, здесь стримеров в чате много, когда вы станете популярными, вы продолжите поддерживать каналы или нет? Хороший, кстати, вопрос, Илюха. Вот, кстати, Just, вот у тебя сейчас будет 10к на канале, да? Вот у тебя Мафия, смотри, ролик, прям просмотры, прям поехали, вот вышел 2 часа назад, пока он у тебя в рейтинге на первом месте, эффективное видео. Вот у тебя будет 10к на канале, ты будешь также открывать 40 вкладок и поддерживать мелких 300 подписчичных стримеров? Ну, вообще-то, здесь бы желательно ответить честно, а там уже как знаешь. При наличии 10к я буду, скорее всего, получать какие-то донаты, и с этих донатов буду оплачивать людей, которые будут этим заниматься. Потому что времени тогда у меня не останется от слова совсем. Это однозначно. У меня сейчас его уже нет. Потому что я сейчас в день уже почти час отдаю в день на каждом комментарий отвечаю. Представляешь? Абсолютно бесплатно. То есть просто задавался адекватная этим вопросом, тема. на самом деле. Адекватная тема. С этим вопросом, и да, зазнаваться тут нет смысла, потому что именно в корнях, ну, помни свои корни, что называется, там может быть из 10 тысяч, ну, как правило, показывает статистика, 10% только у тебя на канале в чате онлайн всегда. То есть из 10 тысяч, дай бог, 100 человек у тебя будет в онлайне. Это шикардос. Из этих 100 человек, дай бог, у тебя всем найдется время посидеть полноценно. И только те стримеры и партнеры, которые у тебя имеют партнерку, будут находиться у тебя в чате и реально тебя поддерживать и выдвигать таким образом твои видео в реки. Таким образом, безусловно, не то, что не стоит зазнаваться, а это даже невыгодно. Поэтому, да, я думал, что как раз так и буду делать. Буду выкидывать объявления. Там люди готовы
такого рода задачи выполнять за скромные, там, скажем, 1500-2000 рублей. Спокойно. То есть сидеть круглосуточно, крутить ролики чьи-то. Спокойно. Такая тема есть. И, да, это, в принципе, это ничего, даже нелегального я в этом не вижу абсолютно, в принципе. Ну, просто одну смотрят, я не знаю, как... Это же не какие-то не боты, как бы настоящий человек, у которого есть аккаунт, я имею в виду, это же не бот, который созданный искусственно как-то там, который сразу там открывает. Да, это же совсем по-другому. Ну да, и обидно, вот здесь как бы не вижу, что лично не я это делаю, а, допустим, какой-то мой помощник по той простой причине, что... Ну, типа, ты устроил кого-то на работу, ты даже даешь, видишь, продвигаешь тоже, ну, типа, кому-то там, я не знаю, платишь там, как-то вот так. Это же мне не мешает заходить самому человеку в чат онлайн, общаться с ним и так далее. Это просто человек будет делать ту же самую задачу, которую и я. То есть, неважно, напишу я у себя программу на компьютере, которая будет за меня смотреть видео, или это будет человек, да, то есть, по факту, это все равно буду, ну, не я конкретно. Даже образно сейчас, то, что у меня открыта куча вкладок, и они смотрят за меня, это, ну, по сути, это не я смотрю, это смотрит мой компьютер. И что, теперь обижаться на меня за то, что мой компьютер смотрит? Ты не смотришь мои видео, твой компьютер смотрит мои видео. В чем суть? В чем смысл? Давай, до свидания. Во-первых, когда он просматривает, то есть от корки до корки, это уже удержание как бы в статистике. Это совсем это совсем другая тема, чем когда человек зашел, лайк поставил и вышел. Когда портит всю статистику просто в собачьей, да? Это прямо... Да. Это совсем другая тема. Так что, ребята, вот такой поддержки, я не знаю, где вы еще увидите, и увидите ли вообще. Олежка, тут есть, тут суть не во времени, даже в содержании самого видео. Тема пусть 10 минут или на полчаса, главное, чтобы было интересно. Будет интересно. Делай коротко, ясно, чтобы было интересно человеку. 5 минут ролик от корки до корки посмотрели, удержание. Пошли рекомендации, когда уже будет... больше, и тогда можешь делать минут 10-15 и так далее и тому подобное. Годовщина. Не, говори. Все, это я должен извиниться. Написано дата регистрации 12 апреля 2008 года. 8 года? 12 апреля. Да. Ну, может быть, ты зарегистрирован аккаунт в Гугле 12 апреля, а первый видос залил 23 апреля. Возможно. Все это возможно. Тебе же стоит именно прям God of... Дата создания канала, да. Да, дата создания канала, и когда заливаешь видос на канал первый раз, это у 99,9% каналов на Ютубе это вообще разная тема. Я вот тоже видел пару раз чувака, там, типа, он только вот начал год назад подниматься вверх, ну, как бы вверх подниматься, просто канал начал какие-то плоды давать, расти чуть-чуть, там, подписчики прирост, а аккаунт созданный, там, в 7 году, там, в 5 году, как бы, да, потому что люди, когда это тогда делали, просто зайти, чтобы смотреть на ютубе ролики, они даже не представляли себе, что можно вот так вот делать. Начали вот тут год-два назад только активничать как-то. Вот у меня такой канал Драйвер, который я создал, он начал сразу туда что-то заливать. Тот случай, когда я уже осознанно создавал канал для вот того самого, что мы сейчас делаем. Давай. Да, я просто хотел сказать, что самый последний и самое частое, что вы слышите, это не бояться и не переживать, что вы можете быть какими-то не такими, можете кому-то не понравиться. Всем плевать, все заходят на уникального человека. Точно так же в жизни они подходят, допустим, на работе в курилку, покурить, общаются с людьми. И вы же не стоите, не переживаете, а вдруг я ему не понравлюсь, а вдруг мне голос не понравится, а вдруг я не так одет. Вы же так не делаете, правильно? Вы стоите, просто общаетесь. Здесь то же самое абсолютно. Да? Вы не можете быть для всех любимым и желанным. То есть вас ищут именно... те люди, которые ищут кого-то интересного. Если они вас нашли, значит, вы для них интересны. И не надо переживать, там, голосом, может, что-то или не так. Да, совершенствоваться надо, вопросов нет, но не стоит этого бояться. Не стоит сразу из-за этого кричать, орать, ломать свой канал, удалять его, или удалять видео и так далее. У всех все понемногу идет сложно. У меня тоже было непросто. У меня гордыня играла. То, что я вот крутой прогеймер. И, блин, я тут буду всякие шорты кидать, видео и так далее. Переступил через себя, плюнул. И за несколько месяцев из 100 подписчиков уже почти до 1000 дошел.
Сложно? Нет, не сложно. Вам сложно зайти, допустим, извини за рекламу, зайти ко мне в плейлист, называется «Продвижение», посмотреть ролики с моими рекомендациями, и не один раз посмотреть, а 2-3 раза, потому что некоторые вещи не сразу понятны. Их можно понять, там, допустим, когда ты лезешь, сам что-то делаешь, и до тебя начинает доходить. А, вот что он имел в виду. Я и так стараюсь максимально понятным языком все это доносить, чтобы однозначно, было понимание, что я говорю. Потому что некоторые ролики заходишь, начинают объяснять так, что волосы дымом стоят, и ты такой, о чем ты вообще говоришь, я тебя не понимаю. Я стараюсь сделать так, чтобы было понятно. Если что-то непонятно, отвечаю в комментариях. Непонятно с первого раза, посмотрите еще раз. Там собран максимальный объем информации без цели набрать какого-то количества просмотров на этих видосах, потому что тогда бы я их делал по 5, по 10 минут, углубляясь в какую-то конкретную тему. Здесь в одном ролике собрано почти все. Ну, не в одном, там 2-3 ролика, но сути это не меняет. Зайдите, посмотрите, не переживайте, что с вашим каналом что-то будет не так. Все с ним будет хорошо, просто делайте правильно. Все, что я могу порекомендовать. Ну, вопросы еще есть, нет? Вот рекомендации-то, в принципе, очень такие доходчивые. Просто у меня иногда такое ощущение, знаешь, что люди, когда делают какие-то определенные видосы, где они там рассказывают что-то, они с какой-то такой изюминкой это постраивают ролик, может быть, это у кого-то неосознанно, а кто-то делает это осознанно, чтобы ты с первого раза-то и не понял, чтобы ты еще раз его включил, посмотрел. Знаешь, у меня такое было пару раз чувство, думаю, знаешь, как будто человек сделал видос, твои ролики смотрел, то есть там реально вполне доходчиво, если нет, ну, реально перекрути второй раз. Есть, правда, конечно, на канале, на ютубе у кого-нибудь там, не знаю, у больших каких-нибудь каналов начинают что-то рассказывать, или как вот эти обзоры, они вот крутят вокруг да около, а ту самую вещь, которую я как бы хотел услышать, я так и не услышал, или прослушал, или еще, или как-то нам в скрытом виде где-то было, в скрытой форме. Ну, то есть, я не знаю, это реально, это осознанно у кого-то, или не просто так хреново записали какое-то объяснение, какой-то обзор или какой-то гайд, что реально люди не поняли нифига, и типа им пришлось пересматривать. 50/50, Олег. Некоторые это делают для того, чтобы было максимальное удержание, чтобы ты досмотрел видео до конца, и только там они донесли суть. А некоторые просто по жизни такие. Ну, то есть, да. У меня это моя черта характера. Я, допустим, в одной из крупных фирм в Москве, ну, которую знают все, но я не буду ее называть, проводил обучение по тематике, и мои ученики, вот конкретно моя группа, до сих пор занимают руководящие должности. То есть, если бы я сам гордыню своей не играл и пошел бы сделать себе платную, допустим, аттестат платный, ну да, то сидел бы сейчас, гробастал бы минимум 250 рублей, как бы, и вообще бы не дул бы ни в какие дырки. Я не сидел бы здесь с нами. Да, совершенно верно. А я загордынился, что, блин, вы меня на работу брали без вышки, а теперь вам вышка вдруг понадобилось, чтобы меня в главный штаб перевести, потому что я весь такой, видите ли, крутой. Ну, как-то странно. Но, тем не менее, я обучал персонал, и все сначала жаловались, что вот я говорю, что в учебниках написано так, а я говорю вот так. Да. И я потом, меня на ковер очень много раз вызывали, и я раком ставил группу проверки, там есть отдел, который занимался проверкой, ну вот, и я их раком ставил на этом ковре, на который они же меня вызывали. И доказывал, что это работает именно так, а не так, как в учебнике написано. Очень ну, отстоял свое мнение. Все. Абсолютно. Да, и логичная тема. Именно моя черта в том, что я доходчиво доношу информацию. Стараюсь ее максимально доходчиво донести, стараясь избежать лишней воды и хождения вокруг да около, как ты правильно сказал. И поэтому я, собственно говоря, эти гайды запилил, что их особенность изюминка в том, что стараюсь доносить информацию максимально понятно и объективно. Ну да. Так что ждем какого-то вот этого самого от ОБС. Я жду. Хотя я уже много чего нашел вот за последние 1,5 года. В каких-то настройках не боялся, добавлял сам сцены, лазил в настройках, ковырялся, общался с Джастом, с Илюхой. Надеюсь, что-нибудь новенькое услышать. Если нет, то тоже хорошо. Зато все равно будет адекватный донос информации. Я не думаю, что ты для себя что-то новое найдешь. На самом деле.
как бы ни было, я имею в виду, все равно покажи, мы посмотрим обязательно, и поставлю это обязательно где-нибудь у меня там в комьюнити, да, то есть в сообщество, почему бы и нет, пускай посмотрят, я думаю... Я не думаю, что думаю, я надеюсь, что люди, которые пользуются Streamlabs, и они вот так вот бьют кулаком по груди, что Streamlabs это крутая программа, и когда они увидят твой видос OBS, может быть, у них какая-то сформируется другая мысль, и они все-таки себя попробуют, да, именно с этой программой. Кто знает, может, Да нет, может быть, наоборот, скажут такие... Да она бывает, дерьмище так и останется, знаешь. Есть и такие люди, я не сомневаюсь. Так что как-то так. Ну, то есть в планах настроек, да, я тоже думал, блин, знаешь, у меня реально мысля пролетела, давайте что-нибудь такое полегче, что-нибудь. А теперь я даже в этом смысла не вижу. Наоборот, то есть я пользуюсь GoPro или айфоном, или компьютером, я везде залазю в настройки. Я не работаю никогда в стандартных настройках. И это первое, что надо вот этой вот техникой, когда пользуюсь, я залазю в мануал, автоматические настройки, все вырубаю, я все настраиваю под себя, как я вижу, как это должно выглядеть для меня красиво, понятно, доступно, и это совсем другой потом результат получается. В этом есть что-то абсолютно нормальное. Но если есть люди, которые пользуются, любят настройками на авто, то есть, да, взяли камеру, фотоаппарат, там стоит авто, не моно, а авто, и ходят с ней по жизни, то, скорее всего, для них как раз-таки есть Streamlabs. Ну, как бы да. Такой, да, формат вам. Согласен, не каждому ванна с дерьмом по душе. Ой, да, я был на стримах на Трова. Кошмар такой важный был, пипец, на хромой козе подъехать страшно было. Ну, как бы да, Трова, не знаю, Трова перешел. Ну, это зеленый Twitch, Трова, все. Если кто-то уверен, что это что-то другое, добро пожаловать на YouTube. Ну, знаешь, остальным Олег, соболезную. Да. Очень тяжело объяснить на примере Streamlabs и OBS, как итог имеется в виду. Да. Я могу привести пример конкретный. Вот у меня, допустим, задачи в телефоне разносторонние. Да. Это и написать HTML-код какой-нибудь, ну, мне интересно, допустим. Установить какое-то приложение крякнутое, находясь в дороге где-то, поиграть в какую-то игрульку. Там. На телефоне там по-другому работают креки, поэтому можно. Вот. А сделать еще какие-то вещи, использовать какие-то программы, которые могут там взломать телевизор в супермаркете там, и так далее, да. Ну, вот, и так далее. Это позволяет только Android. На айфоне ты этого никогда не сделаешь, если только ты там не придешь домой, не пропишешь ему jailbreak или им подобный, и не станешь туда вкорячивать какие-нибудь из Blacknet программы. Ну да. На айфоне ты этого никогда не сделаешь. С другой стороны, если ты бизнесмен, допустим, или человек не любишь, когда тебе мозги делают и так далее, ты покупаешь iPhone не потому, что он крутой или стоит до хера бабок, или потому что там супер камера, а потому что у тебя стиль жизни такой, ты не любишь заморачиваться. Ты хочешь сделать 2 свайпа и, допустим, открыть игру или банковское приложение, или что там тебе интересно. Здесь в Streamlabs и OBS приблизительно то же самое. Да. Если ты любишь во всем покопаться, делать много всяких модов, дополнений, переходов и так далее, добро пожаловать в OBS. Если ты любишь, чтобы у тебя было все ровно, без косяков, без лишних, чтобы у тебя не было ничего лишнего, чтобы было все просто, ты сделал пару действий, пару движений, и больше ни о чем не заморачиваешься и идешь, занимаешься своими делами, добро пожаловать в Streamlabs. Тут исключительно сугубо личный вопрос, как тебе удобнее, к чему ты больше предрасположен. Нельзя сказать, что то или то хуже. У всех свои нюансы, у всех своих приколов. То есть я могу объективно и субъективно говорить и об OBS, и о Streamlabs, что и тот говно, и тот говно, и у того есть минусы, и у того есть минусы. Для меня, как любителя копаться во всем дерьме, объективно лучше OBS. Я когда лезу в Streamlabs, у меня мозг взрывается, я его матерю всех его разработчиков и желаю всего лучшего в этой жизни, да. Ну, как бы, да, минусы есть у каждого. То есть, так же, как с этими программами, как и у людей. Никто не идеален, идеального человека не бывает. Так же, как и идеальной техники не бывает. Потому что технику также строили софт, эти разработчики, нормальные люди. Это сейчас уже искусственный интеллект начинает нашагивать, наступать, скоро будет как робот. Но дело в том, что человек создавал софт, потом человек смотрел ошибки, смотрел комментарии, какой-то выносили апдейт, обновляли софт,
опять же, да, делали свои работу над ошибками, по-русски говоря, и все как бы. У меня такое 50/50, видишь, у меня в телефоне, у меня вот в один прекрасный момент вот эти все бесплатные приложения открываешь, и реклама, надоело, ну, в определенной нише, и с этим, с айфоном, как бы такого, это все отпало, это все стало прошедшим каком-то времени, прям кайфанул. В ОБС первые разы, когда я видел, у меня вот этот, как ты говоришь, смайлик с этим башкой взорванный, я поначалу думал, куда я вообще полез, как я это что запомню. У меня все настройки на компе, все на немецком. Потому что я Windows изучал, тогда все немецкое, все вот это знал, вот это XP, сколько ковырялся, Windows 7. А OBS, вот это единственный софт на компьютере, который полностью на русском. Это вообще что-то, ну... Я один раз попробовал, включил немецкий язык, такой, блин, я вот привык на русском пользоваться, включил немецкий, такой, не, назад. Хотя все остальное на немецком. Я некоторые вещи, допустим, мне тяжело родственникам, когда что-то объясняешь, где что валяется и как это все там находится, потому что это все, у меня на немецком, потом у кого-то даже вина здесь на русском в Германии. И это не всегда просто. Свои минусы, свои плюсы. Так что, кто пользуется тем, пользуйтесь, кто пользуется иным чем-то. YouTube лучший портал ВАТ. OBS как Android, открытый для скачивания. Streamlabs более закрытый просто. Ну да, раз Лена говорила, на Streamlabs какие-то фишки тебе надо покупать. Если поправьте, если не прав, я такой, ну ладно, окей. Я все равно предпочитаю большой Android, чем iPhone, а привычно больше Streamlabs. Портал написал Т9, площадка, трансляция, бомба, так. Это я про Justic писал. Если будешь делать гайд по ABS, рассчитывай на слабый комп, но это сугубо мое мнение. На слабый комп? Окей. Понятно тебе, Just, если будешь делать гайд по OBS для слабых настроек компьютера, для слабого процессора в компьютере, я не знаю, там как-то. Я видел есть такая комментарий. Да. Я тебя не перебивал просто. Не-не, я его даже остановил. Я не вижу смысла делать настройку OBS для тяжелого или малого компа, да, то есть который сильно разогнан или слабенький. Это будет неправильно. Правильно будет сказать, что если, допустим, у вас слабый компьютер, вы можете поставить базовое разрешение 760, допустим, 768, а делать вывод уже на 1024. Такое возможно. Если же и это не тянет, то, пожалуйста, можете делать так. Если же у вас компьютер тянет более высокие разрешения, вы можете поставить, к примеру, базовое разрешение 1080, и вывод поставить на 2К. Ровно как можете сделать и базовое разрешение 2К, и уже выводить на 2К. И в тех, и в других случаях, в принципе, результат будет плюс-минус одинаковый, по той причине, что кодек на YouTube на 1080 и на 2К разный. Если вы стримите 1080, то при резких поворотах в темных помещениях вы видите пикселизацию, причем конкретную. Да, если вы при тех же настройках, но на другой сервер, на сервер 2К в настройках YouTube, вы стримите с того же самого базового разрешения 1080, я говорю про базовое разрешение, а не вывод, у вас уже этой пикселизации нету. Это доказывает, что кодек на 2К у YouTube и на 1080 разный, и качество будет у видео совсем другое. И поэтому... Ну, то есть у тебя буду подводить. Два разных разрешения, когда OBS пишет одно, а ты типа выход другой, или как у меня стандартное разрешение на экране, на моем мониторе 1080. И монитор поменьше просто. Да, все правильно, 1080 у меня монитор, и на вывод уже я ставлю 1000 на 2К. Угу. Разрешение выхода масштабирования, вот это ты пишешь. Вот смотри, да, у меня настройки видео, базовое разрешение 1080, разрешение выхода масштабирования 1080, а вот в настройках трансляции уже, то есть где это вывод, трансляция, у меня уже стоит 2К, то есть 2560 на 1440. Окей. Я думал, там должен быть масштабированный выход, такой же самый, как у тебя в видео здесь, один к одному. Это будет напрягать систему лишний раз. Это не нужно делать. То лучше в самом настройке
Вывод, запись или трансляцию уже указываешь, масштабировать вывод и указываешь разрешение, которое тебе нужно. Причем его может не быть в списке, и чтобы оно появилось, тебе надо просто ручками его забить. То То есть ты в мануале, сейчас, да, ты можешь в мануале его изменить, сам написать, допустим, 2000 на 2560. Через американскую X, да, букву X, и сам можешь это разрешение указать, и все, она у тебя появится таким образом. Хитрость такая. Естественно, это все будет сказано. И делать акцент на тот или иной компьютер, это в принципе неправильно, поэтому я этот компьютер, этот комментарий проигнорировал, этот компьютер, потому что это изначально неправильное трактование гайда, то есть в гайде должно быть рассказано, как сделать в том или ином случае. И, кстати, вот Конор задавал вопрос, я все никак не могу на него ответить, не было окна. Он спросил, какой правильный битрейт нужен, по-моему, Конор уже написал. Да, у него был, он писал правильно какой, а у него 10 аж, да. И у меня не было возможности задать вопрос, а вопросов встречных очень много. Через какой кодек ты стримишь? Через проц или через видео? Если ты стримишь через проц, то аналог, скажем, 720, качество видео 720, да. Это приблизительно на проце 2500 битрейт. Аналог 1080, то, если я не ошибаюсь, битрейт 6000. 1080. Даже до 6 уже можно? На проце, да. Если ты через проц стримишь, то ты аналог 1080 на видеокарте 9000, на процессоре эта цифра будет 6000 битрейта, и качество картинки будет даже еще лучше, чем на видеокарте. Вот такой вот прикол. Но единственное, что через процессор стримить очень тяжело, потому что процессор должен быть суровым, то есть прямо из последней линейки AMD. Какой-нибудь 8-кратный какой-нибудь там, это, да, 8-ядерный. Да. Минимум. Что стримить через процессор это очень тяжелая тема и очень хлопотная, и очень тяжело настроить. И, к слову сказать, у меня стоит процессор Mutant, аналог 10900K. То есть i9 10900K. Да. То есть это очень мощная тема. У меня 9-я генерация уже. Да, у меня 4 ядра, по-моему. Погоди, сколько у меня ядер? Процессы, производительность, центральный процессор потоков 4 на 4, 16. 8 ядер у меня. 8 ядер, 16 потоков, и все они работают в бусте до 4,7 ГГц. То есть это прям мощный. Даже он мне не позволяет стримить в аналог 1080К. То есть начинаются пролаги, подвесоны и прочая лабуда. То есть ты все-таки, если стрим по игре включаешь, OBS тоже через видеокарту пускаешь? Да. А вот Pula Games, Лена, я знаю, она через процессор AMD стримит. У нее процессор, по-моему, 5600, если не ошибаюсь. Он позволяет стримить через прос. Вот AMD-шники... Почему я заговорил про AMD? Что AMD сейчас сделали резкий скачок. Я не являюсь фанатом того или другого. Я вот видите, сам на Intel. Да, я сам сижу на Intel, но у меня как iPhone, как и Android, как и Intel, как и AMD, у меня есть объективная оценка, точка зрения, которая основана именно на политике весов. То есть положил плюс туда, положил минус и так далее. И нашел какой-то баланс. Раньше AMD было шлак, и была печка такая, которая, то есть даже шутки были, типа, включил компьютер, отопил комнату зимой. Нагревалось, типа, все там, да. Да, AMD были холодные. Сейчас ситуация поменялась ровно наоборот. Сейчас включаешь компьютером с Intel, у тебя тут все в ногах в жаре, а производительность, такая себе. Берешь AMD, он холодный так, что можно палец приложить, и при этом очень серьезная производительность, и они шагнули вперед очень сильно с архитектурой процессора, и, допустим, можно даже взять пример AMD 3600, который у него новая архитектура, которая вот это 11-го поколения, по-моему. И брать какой-нибудь процессор, которого не 3600, а какие-нибудь 5 ГГц, да, то есть ГГц разогнанный. И вроде бы как бы он должен быть сильнее. Но нет, ни хрена. В итоге в бенчмарке выигрывает тот, который 3600, просто потому что у него новая архитектура. Хотя данные как бы нет, да? Думаешь, там чего такого особенного. Лена пишет, я ничего не понимаю, но красиво излагаешь.
Лена, это как раз тот самый вариант, тот самый формат, когда ничего не понятно, но очень интересно. Да, есть кто-то не понимает, кто-то такой сидит, уже репу чешет. Это сейчас за компьютером мы чуть затронули. Это да. Меня МД также посоветовали, то есть я искал комп для видеообработки, у меня этот 5500, да, XT, ну, типа я доволен, у меня вон игры идут, одни из новых, как бы, я монтирую. Не, ну, ты даже через прос можешь стримить. Ну, я делал это, ну, короче, когда я через просто стрим, без проблем, вот я вот в Need for Speed почему-то у меня началось, вот эти фризы пошли в один прекрасный момент, я не знаю почему, и, короче, когда вот я Need for Speed играю, то есть я видеокарту в OBS поставил там, да, и все, у меня проблемы все ушли сами собой, то есть у меня вот сейчас процессор, 3% нагрузка всего лишь на процессор, да, вообще никакой нагрузки, то есть он... Ну, видимо, не вывозит с NFS-очкой. С NFS не вывозит. Я зашел в AMD, вот этот, знаешь, пульт управления, где ты можешь все вот эти настройки менять, антилаг, фриз, там, да, вот это вот скалирование, вот это все. И я охренел, то есть там непонятно по каким этим, там, допустим, все игры, что я играл, знаешь, статистика вот стоит на AMD, да, вот это вот, сколько там кадров в секунду. И AMD, хотел сказать, Need for Speed, и еще одна игрушка, забыл, как называется, они прям у меня там какими-то сверхъестественными шагами, там, очень много кадров в секунду. Я говорю, у меня один был стрим, и это было, скорее всего, связано с маленьким битрейтом, короче. А Need for Speed хотел много кадров в секунду. И тут бедный ЦПУ, проценты что-то зашкалили там, да, и он не справлялся, просто процессор, все вот это гудит, шумит. Я не могу понять. И я смотрю, вроде у меня все игра нормально идет, а на стриме там все, но все такое дерганое, такое чувство было, как будто ты без видеокарты играешь. Ну и потом мы пришли к этому всему выводу, то что типа давай я зашел и как бы вот Just начинает играть в телефон. И, короче, взял это, зашел в настройках, поставили видеокарту, там этот AMD поставил, все. Я сейчас играю в Need for Speed, там все работает, все по маслу, на минимальных ничего не перегревается, прям на минималках процессор вообще не загружен, как бы, ну и спокойненько играю себе и кайфую, как бы. Когда, если я просто включу, если просто у меня работает, допустим, Need for Speed без OBS, да, то есть, если я просто буду играть, я не знаю, сколько у него там кадров в секунду будет вылетать, то есть, там, конечно, и процессор, там, я могу видеокарту не напрягать, ничего этого, все вытянет. Но вот именно в компоновке, когда у меня идет стрим, OBS, а если еще там Discord параллельно включен, я вот заметил вот такую тоже прикольную штуку. Если Discord сразу не включил перед тем, как запустил OBS, потом лучше даже не лезть. Не знаю почему. Так я и не понял. Что рисуем? Рисуешь процессор. Ядра рисует. Ну вот смотри. Давай. Если говорить простым языком обывателя, то есть, чтобы было чуть-чуть понятно всем. Понятное дело, что это на самом деле не все так просто, как я это пытаюсь объяснить. Не-не. Вот, допустим, смотри, возможно, ты видел, когда ты смотришь, как создаются игры, то сначала создаются вот такие каркасы. Предположим, это улица, а это дома. Угу. Они еще не имеют текстуры с балконами и так далее. Это просто вот такие линии нарисованные. Вот такие линии нарисованы, квадратики, на которые потом должны накладываться. Допустим, вот есть такая вот текстура. Такая текстура, образно, да? Что значит текстура? Текстура — это картинка. Вот здесь, допустим, типа окна нарисованы. Давайте кисточкой, карандашом. Допустим, вот тут окно, да. тут окно, вот тут окно, тут окно, вот тут, допустим, подъезд. И вот эта картинка должна находиться вот тут. Вот тут она должна находиться. Вот, но ее тут нет. Это просто линии прозрачные, через них видно, вот я нарисовал специально дом сзади, а через эти линии видно другой дом. То есть этих текстур нету. Вот эти геометрические построения, ими занимается процессор. Даже когда идет, я не говорю про стрим, я говорю про игру, как она работает. Процессор выстраивает геометрию вот этой физики. То есть вот тут, допустим, горизонт. Вот здесь какая-то локация, здесь машина подгружается, ее тоже подгружает процессор. А потом на нее сверху накидывают картинку. Вот знаешь, как машина зимой стоит, а сверху на нее накидывают брезент, чтобы снегом не закидывало. Ну да, типа такое. Но брезент в данном случае будет картинкой. То есть без нее это будет просто голый каркас металлический. Как бы вот макет,
на макет вот Да. эту вот всю краску положили, чтобы ты как бы видел полноценный автомобиль. Хотя на самом Да, деле совершенно физики там где-то двигается вот это, а мы видим уже вот 3D визуализируем, как они говорят, да? Да. Вот эти как раз 3D-модели, которые просто конструкция геометрическая, ее выстраивает процессор. А потом уже видеокарта подгружает вот эти вот картинки и накидывает их вот сюда, Ну вот да. сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Иногда даже, когда видеокарта не срабатывает, видеокарта не успевает обработать информацию, иногда даже видно, что такие зеленого цвета полосочки, которые отрисовывают объекты, потом на них начинает появляться изображение. Такое иногда при желании можно увидеть, заметить. Вот. Сейчас, если найду... Так. Counter-Strike Source VH. Counter-Strike. Чтобы вы поняли, как это работает. Самая фишка, я вот в 3D вот такую программку когда-то давно, ну, то есть в плане кинофильма пробовал один раз софт, ну, мне давали такую, я сейчас точно не помню, как она называется, именно чтобы вот эти делать макеты, движения, и там клевая такая тема, то есть когда ты начинаешь накладывать цвет, и ты говоришь там, допустим, прям как вот эти вот настройки белого, туда-сюда, и здесь как бы программки ты накидываешь там плюсы, здесь минусы, да, и потом она врешивает, чтобы вот эти вот с тенями, со цветом окраска ложилась прям четко, как мы это видим уже, да, в конечном эффекте. Я это когда-то лет 12-13 назад пробовал, когда только первые вот эти начинались мультики на компьютере, как бы, ну, мне была такая идейка, но я почему-то не пошел туда. Сейчас у нас вот эти 3D, прям моделирование, прям вот это вот все пошло, как бы, ну, я не стал это изучать, к сожалению, или к счастью, не знаю. Пробовал я себя в этом чуть-чуть, пару недель так убил, сложно, мучительно, особенно было в то время. Сейчас программки такие вещи делают, такие шаги вперед кинули, да, то есть, блин, ну, все в настройках, там, опять же, как с OBS, там все в этих настройках, цвет, как вот ты сейчас, вот я видел Counter ты шел, когда у тебя здание, смотри, да. здание в 2D, там, вроде бы, как видишь, таком, да, и прозрачные, вот видишь, какие-то полупрозрачные. Да, вот видишь, геометрия, вот полосочки расчерченные, это Да. геометрия. Вот, и, соответственно, стены прозрачные. Но они уже И- есть, но они в таком Да. 20% А вот видимости. Да, на полу, видишь, текстура на полу лежит. И вот наверху, где шипы у стенки, Да. видишь, тоже текстуры наложены. А вот здесь вот не наложено. Ну, в Counter-Strike это wallhack текстуры называется, они прозрачные. То есть геометрия выстроена, а текстура не накладывается. Ну вот, а смысл именно такой, что вот это все обрабатывает процессор, это все выстраивает процессор. А видеокарта накладывает уже вот эти вот картинки сверху, чтобы это было не прозрачным, а обрисованным. Но это максимально грубое Контраст, пояснение. цвет, контраст такой, да, вот это все. Да, вот видишь, здесь картинка здесь не наложена, видишь, да, то есть она вот, геометрическая фигура есть, это обработал процессор. А там чуть вдали видно картинка наложена. Это уже задача видеокарты. И почему у тебя произошла такая ситуация, что когда ты играешь в Need for Speed, у тебя такие проблемы? Потому что ты очень быстро едешь на ней, у тебя идет обработка всех этих деталей, и процессор не успевает вывозить и то, и другое. И плюс Поэтому- я еще OBS включил. Да, совершенно верно. Поэтому Вообще она прям не душнина. Да, То есть, они не успевают, то есть, короче, изначально вообще я рискнул, прям такой шаг сделал, то есть у меня было Need for Speed в настройках ультра, представляешь? Ультра. То есть там, Ага. там все по максу было. Я когда первые разы начал играть, думаю, что так красиво. Смотришь, когда повтор стрима, ну, то есть та самая работа над ошибками, о котором я уже намекал товарищам. Я включаю стрим, вижу вот этот вот, и прям комок в горле. И это все связано как раз-таки было изначально с настройками. Потом дальше больше, короче, ну, теперь как бы вывел игру. Вот. Теперь OBS вот сейчас вот через видеокарту стоит. Я слышу там такой минимальный шум вентилятора, то есть ты OBS включил, трансляцию запустил, видюха пошла, то есть вентилятор там крутится в таком в нормальном ходе, но ничего сложного. Как бы это не обработка в 4К стрима, но все же.
Если, я думаю, если я сейчас поставлю, в настройках процессор, то, что мы сейчас с тобой занимаемся, сидим просто общение, такой подкаст, вообще проблем не будет. Не сомневаюсь. Это было, опять же, с Need for Speed связано больше. То есть с вот этим разрешением кадров, с антилагом, со всеми вот этими плюс ультра настройками, как-то так. То есть я пробовал игру включить вне стрима, вообще, какие проблемы, да? А вот предпоследний какой-то там стрим был, я, рискнул, залез в OBS и поставил не 30 кадров в секунду, а 60. И потом люди, которые смотрели меня не на компьютере, а смотрели меня с мобильного аппарата, как я уже потом узнал, то есть сидели в чате, там несколько говорят, фигня, там, фриз или еще что-то, или кадр дергается, да. Я потом спрашиваю, там, допустим, других, которые я знаю точно, что не с компьютера. Да не, все нормально было. Но потому что у них изначально настроено, допустим, на мой стрим разрешение или 480, или 720, и они не запарились. С мобильных устройств, когда, если у кого-то не встроено в мобильном приложении YouTube, то есть разрешение при просмотре, да, на видосы, у них включается по умолчанию, то есть максимальная настройка изначально. И у них просто-напросто не вывозил аппарат 60 кадров в секунду. И начались вот эти вот все фризы. Я пересмотрел, такой, ладно, фиг с ним. Я это все сейчас убрал. Единственное, что я, конечно, попробую в следующий раз, именно чтобы вывод был там, на 2К, попробовать надо как-нибудь. Почему бы и нет? То есть я спрашивал, которые вот записывают именно стримы, мне не понравилась запись стрима моя, потому что какая-то вот картинка не та, которую я вижу во время стрима, вроде бы все хорошо, картинка. И я когда в OBS делаю запись, допустим, во время стрима, записываю, да, на OBS, а потом смотришь на повторе, и что-то печаль какая-то. А у тебя какая видеокарта? AMD же мне тут сейчас стоит. Карта сейчас. Скажи сейчас, подожди. Секундочку. Что тут стоит у меня? У нее, 8 памяти, AMD-шка. Где настройка? Алло? Какая? AMD Ryzen 5 3600, процессор Radeon RX 5500 XT. По Ryzen я не особо владею по видеокарте. Radeon RX 5500 XT, да, то есть Ryzen... Не факт, что она потянет, но если потянет, это хорошо. Смотри, тебе надо что сделать. Вот у тебя есть OBS, да? Заходишь в настройки. Вот. Ты сейчас сделаешь это? Вот, у тебя есть раздел видео. Вот в видео у тебя стоит базовое разрешение 1080. Разрешение выхода тоже 1080. 1920 на 1080. Да, дальше нужно... у меня кадров стоит 60. Вывод. Дальше выбираешь слева вывод. И, допустим, трансляция или запись, не суть важно. Да, настройки трансляции, масштабируй вывод, и там стоит 2К. Там ставишь 2560 на 1440. И битрейт я ставлю 25 тысяч для Ютуба. Но это еще не все. Теперь самое главное шаманство. Ты заходишь в творческую студию, начать трансляцию. Вот. В данном случае в твоей ситуации это просто изменить. И ты заходишь в свою действующую трансляцию, и там будет выберите ключ потока. Это очень важно. Выберите ключ потока. Там будет создать ключ трансляции. Именно создать ключ трансляции, и в нем ты указываешь, в каком разрешении ты будешь стримить. Нажимаешь, даешь название 2К, или как тебе будет удобнее, чтобы ты понимал, что это 2К ключ. И этот ключ вносишь в настройки своего OBS, как ключ, на который надо транслировать. Не тот, который стандартный это 1080, а именно 2К. И в этом вся фишка, потому что у YouTube свой кодек отдельный на 2К и на 4К стримы. И, здесь по дефолту Stream K. RTMP. Да, Default Stream K это, образно говоря, это как образно? Говно это они. Это оригинально, вот это. Да, у него сжатый кодек максимально, который нищенский. Который качество кушает.
Качество говно, да. А тебе надо создать ключ трансляции, назвать его 2К, выставить ему разрешение 2560 на 1440 и уже стримить на него. И ты увидишь разницу, что у тебя же базовое разрешение 1080 на компе, но ты его стримишь на вот этот ключ, и ты видишь, что у тебя пропадают такие вещи, как пикселизация, руины, картинки и так далее. Это магия Ютуба называется. Ну, то есть мне вот этот ключ здесь потом поменять для следующего стрима и в OBS новый ключ вот здесь прокопировать и прописать в новом. Совершенно верно. Окей. Да, все. Начальник понял, сделаем, запомнили все это. Если что-то не запомню, включу стрим, проверю. Красава. А что тут делать? Тут всего-то, я вижу это по дефолту. Я это помню хорошо, 2 раза всего я там ковырялся, и тут стоит в оригинале, то есть я просто-напросто скинул. У меня стоит стрим-шлюсель, ну то есть стримовский этот ключ. Я его... Стрим-шлюха, извини? Шлюсель. Шлюсель это ключ. Шницель? Шлюсель. Шницель это, блин, покушать. Вы чего? Подожди, я тебе напишу. Сейчас я тебе напишу в чате, правильно как это называется. Шлюз? Шлюсель. Это же где корабли плавают, шлюз. Нет, это шлёзы. Это шлёзы, где корабли плавают. Снюс? Шлюсель. Люсель. Шлюсель. Это ключ. Я не понимаю. Ну, я же тебе написал в чате, вот посмотри. Слово. Я тупой и не понимаю. Короче, я тебе давай, какими словами ты понимаешь. Stream Key. Это по-английски. Так проще? Default, стоит Default Stream Key. Default. Смотри, Саш. Just, а где прописывать название стрима на самом YouTube или в OBS? Да, Саш, смотри, если ты YouTube играешь, вернее, если ты делаешь через OBS, то в YouTube. А если ты делаешь через Restream площадку, то на Restream площадке. Если ты делаешь через Streamlabs, то в самом Streamlabs можно указывать название, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. Хотя я слышал, кто-то прям прописывает в OBS и стартует, и типа на YouTube потом пишется это, но я не стал бы рисковать. Я, короче, просто захожу в настройки, где вот заливать, допустим, видос, и там создать трансляцию. Я туда захожу, там стоят мои последние трансляции. Все, меняю, что мне надо, на то, что мне надо, и поехали. Ну, куда уже проще. А потом... Но я тебе хочу сказать, что... Единственное, вот с ключом, вот этим вот со стримовским ключом, я вот надо будет пошаманить. С бубном побегаю вокруг с бубном. А то главное все вроде бы как есть, и где-то меня все-таки накололи. Через OBS, я бро. Я вижу пикселизацию у тебя, я у тебя ее вижу реально. Я ее сам вижу, мне знаешь, какая-то боль. Потому что я когда играю, я же вижу четкую картинку. Я когда включаю повтор стрима, и вот эти вот повороты, когда Skyline заходит, Skyline с пикселями это вообще никак. Не очень. 34-й с пикселями. Был бы 32-й, я промолчал. Шутка. Нет, ну как бы... Сам видишь результат того, что получилось после стрима. Получается, сдалека, вот так, если вот отойди метр от монитора, вроде бы как нормально. Когда смотришь в нормальном расстоянии на монитор, чувство такое, что у меня, 720 там P или 480p там типа, да, запись. Ну, местами, особенно в поворотах. Это прям больно. Хотя там в разрешении нажми, сколько у тебя показывает? 1080, да? 1080. Да. 1080 HD стоит, но не 60 кадров, 30 кадров в секунду. Драйвер, а у меня есть присели. Чего присели? Пиксели? Ну, не замечал. У тебя, во-первых, Конор, у тебя игры другие. Ты когда вон там в Мафию играл или какие-нибудь другие игры спокойно, там такие медленные сюжеты, там пиксели даже не успевают образоваться. Поиграй в Need for Speed, мы узнаем. Значит, буду прописывать на Ютубе. Да, прописываю на Ютубе. Сейчас вот более чем подробная информация была, как вам правильно прописать ключ. Ну, то есть 3 минуты назад. Посмотрите стрим завтра, когда обработается. Я вам еще на английские субтитры поставлю, если что, немецкий. Блин. Смотри, вот я ставлю 1080 ставлю. Да. Пикселизации нет. В этом весь прикол. Это у тебя 60 кадров в секунду там стоит? Да, 60. Я тебе никак не могу договорить. Ты говорил за 30 FPS и 60 FPS. Ты знаешь, я с моим глазом с любого телефона вижу разницу в 30 и в 60 FPS. Все правильно. Я тебе хочу сказать, мне выдрать хочется глаза тому, кто стримит в 30 FPS, потому что у меня у самого из-за этого глаза вытекают, потому что я вижу эту покадровку
Я не знаю, может, у меня зрение какое-то уникальное, но я вижу разницу. То есть я вижу, когда прыгает картинка по полсекунды, но прыгает, и когда она идет 60 FPS, я эту разницу вижу. 60, Для меня, например, 60 30 гладкая FPS это такая. недопустимо. Ну да. Когда все на процессоре висело, он просто не вытягивал, зараза, почему не хотел. Говорит, да ну тебя в баню. И говорит, я не могу. И вот я пробовал. Я в следующий раз пропишу вот этот ключ, поменяю, чтобы на ютубе выходило то, что я хочу. Надеюсь, все сбудется. Где ж ты раньше был? Кто? Нет, сейчас на данный момент у меня сейчас, кстати, стоит тоже 30 кадров в секунду, но я, в принципе, как бы, ну, такой разговорный стрим, ну, не имел. На игре я попробовал. Почему-то так пошло. Но поскольку, если ключ прописан еще тот самый, то есть он все-таки и будет YouTube по тем дефолтовым настройкам, да, 1080 пропихивать, а все остальное пошел в баню, да? Как бы, то есть, когда я сейчас эти настройки все поменяю. Да, надо Сейчас- просто на ключ. Я сейчас все настройки Он- поменяю, потом зайду на YouTube, и там пропишу новый ключ, и зайду опять в OBS, загоню новый ключ, и будем смотреть, к чему это все приведет. Посмотрим, поглядим. Я прям сейчас очень такой, знаешь, в таком ожидании. Сегодня я, скорее всего, уже... Предвкушение. Да, это вообще будто что я потом слюной забрызгаю всю клавиатуру, блин, ты что? Хорошо, у меня вот эта вот штучка такая, есть такой фильтр на микрофон, чтобы слюна не летела, иначе бы уже там это закоротило. А вообще, Саш, ты же стримишь через видеокарту, через плойку. Поэтому для того, чтобы тебе сделать 2К, тебе нужна не видеокарта, господи, как ее, карта захвата. Карта захвата, которая 4К тянет. Да, ну, если, конечно, PS5, то она позволяет стримить и в 4К, но, опять-таки, Ну, как я Я понял, не он хочет допускаю. OBS настроить just, потому что с ПК как бы, да, тянуть стрим. ну, чтобы на OBS выводить, это в любом случае карта захвата нужна. И Не-не-не-не-не, если бы- нет. На ПК игры, то есть, без плойки. Ты не понял? А, Без плойки. Чисто вот как ты и я. То есть, OBS, игра и вся вот эта вот боль. Весь этот а фетиш. сейчас Саша ушел от плойки? Да нет, ну это просто на плойке, на компе ж тоже игры есть, как бы, да, ну там это Steam или Epic, сам видел. У Плойка. Саши есть игры на компе, у Саши есть комп. Я могу тебя, я сейчас, наверное, тебя разочаровал или открыл для тебя что-то новое, да, у него есть комп, он полгода стоял новый, запакованный, теперь пришло время настроить ему OBS. Красава. Вот так вот. Это все вот эти PlayStation до добра не доводят. Он смотрит, мы тут на компьютере играем в игры. Он так, я тоже хочу. Нет, Плойщики. есть, да, плойщики. Я сам люблю PlayStation. У меня к ней особенная любовь. И вы увидите когда-нибудь все равно, рано или поздно, когда я успокоюсь чуть-чуть, игры какие-то определенные с плойки. Нет, плойка, она плойка, пускай будет. Мне просто... Я смотри, с чего мне все это началось? Вот этим пикселизациям игры. Я что-то меня прям подбомбило чуть-чуть, и успокоился. Ну ладно, настройка поковыряюсь, может быть, поможет. Помогло на время чуть-чуть маловато, надо менять. Но теперь я вот с этим ключом поменяю. То есть, я играл когда в драйвер Сан-Франциско, у меня дешевая карта захвата, которая как бы по умолчанию должна тянуть до 4К. Без всяких яких. Окей. Но ключ-то никто здесь ничего не менял, то есть здесь оригинальный просто ключ, который там он минимально сжатое изображение дает, это во-первых. Во-вторых, играл здесь на мониторе, все красиво. Выводишь его на YouTube, вроде бы тоже все красиво. Именно я, когда вот это, знаешь, что начал, когда игры играл, записывал их в OBS, и потом какую-то нарезочку под музыку делал, и я заметил, что, ну, качество видоса, ну, оставляет желать лучшего, да, и как бы ничего-то стало не хватать. Ну, то есть, я вроде бы, когда в игру играл, ну, все красиво было, все гладко, так же, как и Need for Speed. И начинаешь смотреть повторы или начинаешь брать тот видеоконтент под музыку, как-то его подрезать, и ты понимаешь, что что-то не хватает, что-то здесь не так, где-то меня накололи. Ладно. Нет, слушай, Олег, я просто хочу что сказать, не в обиду тебе и присутствующим. Нет, но почему? Я знаю из присутствующих людей, у кого есть карты видеозахвата, которые там куплены на Алиэкспресс или куплены за 4 рубля, там, которые должны тянуть до 4К, пускай даже в 30 FPS. И, допустим, вот Лена Белиус, я знаю, стримит через, дай бог памяти,
Ну что ж, плойка уже. Да, через Avermedia Live Gamer Portable 2+. Ого. Вот, она через нее стримит. Я смотрел цены недавно на Авито бэушных, они стоят там в районе 10-12 тысяч. Да. Новые стоят 15-16 тысяч, при том, что они сами стоили когда-то десятку. Охренеть. Еще дороже стали, да. Это я еще не говорю про Эльгата, который, ну, это вообще вершинка, которая стоит сейчас 27 тысяч. Эльгата совсем 4К 60 FPS дает, да. И я хочу сказать, что, ну, я смотрю и тот стрим, и не сравнить качество вот устройств, которые с Алиэкспресс. Ну, у кого на что финансов хватает, тут вопрос как бы ноль. Но, тем не менее. Ну, ты не видишь такой разницы, согласись, по деньгам. То есть, сколько ты разницу в деньгах отдал, разница в качестве. Ты это имеешь в виду? Нет. Я вот как раз вижу стримы у Лены Белиус, и у нее шикарные видео, шикарного качества видео. Прям вот реально и слюнки текут. А смотришь, допустим, еще чьи-то каналы, и ты видишь, то пикселизация местами, то FPS явно проседает. То есть разница цены конкретно в устройствах карты захвата, оно сказывается очень сильно. То есть я бы не рекомендовал брать китайские девайсы по той причине, что переплатишь дважды, потому что тебе же потом надо будет как-то продать тот, который ты купил, когда ты в итоге бомбанешь и купишь более лучшую карту захвата, ты же бомбанешь ее, возьмешь, а та, что у тебя останется, тебе придется или кому-то подарить ее с криками души, типа, ну, куда я ее еще дену, либо будешь продавать ее на том же самом Авито, но продашь ее в 3 раза дешевле, потому что это все-таки электронное устройство, оно потеряло 20%, как только ты ее раскрыл, упаковку, и еще оно 30% потеряло, когда ты ей начал пользоваться. Да? То есть уже полтинник ты сбросил цены. Соответственно, ты ее в 2 раза дешевле продашь и потеряешь на этом деньги. Тот случай, когда скупой платит дважды. То есть тут лучше один раз подкопить, хотя бы бэушную взять ее на Авито. Это Avermedia, но качество видео будет в разы лучше, намного лучше. Ну да. Ну, я не знаю, я говорю, вот моя-то она бюджетная карта, как бы тоже. Понятное дело, все производится где. Но дело в том, что когда ты играешь все, то есть я плойку включил через OBS, да, вот включил экран, сцену, там, PlayStation у меня там, допустим, стоит, я включаю, шикарно. Ну, то есть я смотрю, вот просто меньше, чем у меня в зале на телевизоре, я вижу PlayStation, я кайфую. Я здесь больше на себя грешу, то есть вне достаточно информации, настройки в OBS. Ну и теперь уже, соответственно, и по ютубовским ключам этим разберемся. То есть я думаю, потом будет, опять же, в разы лучше. Поскольку, как бы я смотрел, вот, у других товарищей, ну, как бы там и 60 кадров, где-то чего-то там все работает. Это что за фризы такие? Это 0.25 скорость стоит. Ну, я же накручиваю, просмотры людям накручиваю. И, как видишь, картинка шикарная. Реально шикарная. Шикардос. Ассасин. Все сделаем. Если поставить нормальную скорость, вот, пожалуйста, нигде ничего не провисает, не пикселизит. То есть на 60 кадров было записано, да? Да, 60 кадров, да, картинка четкая. Здесь статистика для сисадминов, пожалуйста. Что там, вот 2560, 0 дропов. И, соответственно... нет, ну здесь показывает 30 FPS. Кстати. 2К, но 30 FPS, да? Показывает 30 FPS, не знаю почему. Хороший вопрос. Ну, картинка, согласись, классная. Нет, ничего не говорю. Они 2К по-любому. Я пробовал записать вне стрима, просто включить Need for Speed, OBS, на запись поставить пару минут. На 2К делаешь вывод, типа масштабированный, да, вот этот 2560, это ДТП. Потому что он у меня не прописан, мне приходилось делать это в мануале. Интересно получается. Даже... Соответственно... Да, извини, я тебя перебил. Не, нормально. Что там, Илюха там? Вот. Нет, это ты, а вот Илюха. Ну. Но я, если уж открыл, то придется до конца теперь крутить, а то статистика отвалится. Смотрят. Да. А какие-то ждут в очереди. Короткие стримы, они быстренько так включил, поиграл. Я тоже сидеть там чего-то потом. После часа уже концентрация падает, я лучше 45 минут поиграю. На ура прошел несколько гонок и хорошо, и закрыли на этом. Ломай статистику полностью. Хитрый ты какой, а.
Не, Не ломаешь. ничего не ломают, все нормально. Мы не ломаем, мы как этот пожарники, говорят, мы не жарим, мы тушим, говорят, ну потушите. Мы тут, короче, статистику тоже сама смотрим на нее, статистику, и думаем, чем вы тут занимаетесь. Короче, кто что-то не понял по настройке или что еще, кстати, да, вот тебе сделаешь, запишешь гайд минут на 5-10, как правильно вводить ключи на YouTube и так далее и тому подобное, какой вам нужен. Тоже прикольно. Да, есть такие гайды. Тоже тема. Ну, как бы не было. У тебя что было на канале? У тебя все равно специализация такая, поскольку человек, когда говорит, знает, что он говорит, может обосновать все это, правильно сформулировать, преподнести доходчиво. Я все-таки, ну, не надо тебе 50 раз повторять. Почему бы и нет? То есть тот самый контент, который будет смотреться как и ремонт машины и через год, и через два, где будут какие-то просмотры, опять же, не час-полтора вот эту нудятину, да, а именно коротко и ясно, 15 минут, я думаю, нормально будет, да, там 10 минут. Я уже тоже каких только не смотрел, но почему бы и нет? Делай, будет, все будет работать. Я в следующий раз я попробую опять на 60 поставить, рискнуть. И надеюсь, чего-нибудь добьемся в настройках. Потому что я говорю, вот смотрю пацанов, пацаны играют 60 кадров в секунду, заходишь, у него реально картинка, прям шикардос. Хотя я знаю точно, что он там в настройках сильно ничего не шаманил. Ну, по крайней мере, не как у тебя, да? Я имею в виду, когда вот именно вывод на YouTube. Это точно, потому что человек даже, ну, в ABS он боится лишний раз где-то кнопку нажать, чтобы ничего не испортить. Ну, так скажем, грубо. Так что я наоборот люблю теперь попробовать где-нибудь залезть, что-нибудь там настроить, добавить, поковыряться. Меньше вот этого уже страха. Я помню, 2 года назад прям лишь бы ничего не нажать. Потом нажимаешь что-нибудь там, набираешь в Дискорде Илюхи. Илья, какая там у тебя настройка была? Я опять что-нибудь поставлю. Теперь уже как-то вот так вот. Пару раз трансляцию выключишь во время трансляции, и нормально будет все. И помогает. Я на самом деле всячески молю никогда не бояться лезть в ОБС, что-то делать. Ну, это, я считаю, это просто личный опыт будет. Такой. Как бы он там жестоко не звучал, опыт, ты выучился на этом на ошибке на своей выучился, получил какой-то из этого урок. Ну, так вот. Ну, если нет, ну, еще раз попробуй. Вот. Выучишься со 2-го раза. Пинок надо под зад, чтобы получил сам, потому что если тебе будут другие говорить, не лезь, ты если сам-то не попробуешь, не узнаешь, то есть смысл тебе там чего-то доказывать, да, тоже у нас, сам знаешь, много кто вот знает лучше всех все, а потом, когда что-нибудь коснись, бегают, помощи ищут, как бы, ну, есть и такие люди. Знаешь, за время моего становления на Ютубе мне очень нравилось, когда тебе люди говорят, приди, помоги мне настроить ОБС. Да. Ты приходишь, настраиваешь ему этот ОБС, и потом слышишь свой ответ. Ну, я сделал все по-своему. Блин, окей, чё. Серьезно? Даже сидели, так? Да, мы с тобой сидели полдня, копались в ОБС, и с кем-то даже день сидел, копался. И в итоге мне говорят, ну, я сделал все по-своему. Друг, а нахер ты вообще тогда ко мне обращался? Ну, знаешь, типа, я вот, допустим, в газ, ну, странно, да, тема компьютера и газ. Но да. вот я в газе вообще не шарю, ну, от слова совсем. Ну, У да. меня есть колонка газовая, это хрущевка, есть газовая колонка. Да. И когда там прокладка испортится или еще что-то, я зову газового мастера. Почему? Потому что я знаю, что если я что-то не так сделаю, может быть утечка газа, может быть взрыв и так далее. Ну, вот, Можешь погурить последний раз. Да. Есть сантехника, допустим, ну, сантехника, ладно, окей, соседей не затоплю, если затоплю, то извинюсь. Ладно, вопросов нет, я сам туда лезу. Хрипите веслами. Как бы, не проблема, да. Но с газом я шутить не лезу, потому что газ это уже вообще не шутка, это даже не электричество. Даже электричество, на мой счет, безопаснее, по моему мнению, чем газ. Ну, да. Вот, и я вызываю мастера. Почему я вызываю мастера? Потому что он знает, он имеет огромный опыт, именно опыт. То есть его знания основаны не только на методичках, но и на личном опыте. И то есть он знает, что к чему приведет, что чем закончится. Когда я кому-то прихожу делать настройки ОБС,
Я также ориентируюсь на свой личный опыт, что я знаю, что если я сделаю вот так, это закончится часами того-то и того-то. Если я сделаю вот так, это закончится там сутками поиска информации. В итоге я пойму, что надо было снять какую-то галочку. И когда я прихожу к человеку помогать ОБС, я делаю именно сразу так, как надо. И не потому, что я так вижу этот мир в сиреневом цвете, а потому что я знаю, что шаг влево, шаг вправо закончится тем, что ты будешь потом двое суток лазить в интернете в поисках ответа. И мне потом человек такой, ну окей, я все сделал по-своему. А нахер ты меня звал, спрашивается. Ну, то есть ты зовешь специалиста для чего? Для того, чтобы в итоге сам все поломать и потом ныть и слюни пускать, что ничего не работает, и хрен те, кто помог. Странные люди вообще, реально странные. Хотя, скажи, 2 часа до этого, как бы, ну, тебе нужна была помощь, и потом все равно ты вернулся к каким-то истокам, скорее всего. Ну, я помню, да. я помню тот день, когда шаманили у меня, ты помнишь, со звуком, с микрофоном? Ой, это жесть, конечно. Это жестко, и ты это не забудешь, я надеюсь, никогда. Я тоже это никогда не забуду. И я на днях, поскольку у меня же теперь GoPro, ты это видел уже, да? И я с ней тоже начал там тоже ля-ля тополя. И я для себя открыл Америку, можно сказать, в этом плане, как вот когда-то это делал Колумбус. Короче, вот этот вот 3,5 миллиметра, вот этот вот, видишь, вот сейчас на мониторе, вот там, в камеру, вот. 3,5 вот этот вот клинк у нас называется, как он в России, как 3,5 джек, или как там говорят, да? Короче, и это для меня это вообще было просто вот взрыв мозга. У меня есть петличка, на которой я писал уже 3 сезона мото, записывал звук. А можно угадать? Что? Можно угадать? Давай. Там, скорее всего, в 3.5 джеке, скорее всего, 4 контакта, а не 3. Из-за этого звук не работал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Короче, на GoPro 3 контакта, на смартфоне 4. Это называется TRS, а другой называется TRRS. Короче, там вот так вот. Когда ты покупаешь вот этот переходничок. И мне пришлось для прохи купить отдельно вот такой маленький 3,5 джек на выход, чтобы втыкаешь петличку мою, 4 контакта, и уходит там 3, да? Чтобы я мог записывать звук сразу на видос, как бы в одну дорожку, да, все шло. Да, там 3 контакта, здесь 4, все правильно. На компе я уже потом, когда присмотрелся, вот у меня, допустим, вот этот вот джек от диджеевских наушников, да, вот такие, как бы типа прошлые, но бюджетные. Тоже на джеке стоит 2 черных колечка, то есть 3 контакта, да. И я крутил, мутил, прошли. Вот реально, я уже не знал, что творит. В смартфон вставляет джек, вот этот, ну, 3,5, вставляешь простой андроидовский телефон, мой iPhone-то по-любому не пойдет. Вставляю, пишу на петличку, идеальный звук, просто вот самая бюджетная петличка, там она стоила что-то 8-9 евро. Смартфон вообще, его уже пинали, его кидали, ему пофиг, он пишет шикарно, ты можешь даже качество менять записи звука. Да что такое, не могу понять. И потом в один прекрасный день я сижу такой здесь с наушниками, да, у меня тут несколько видов наушников на столе всегда лежит, то есть, которые я сейчас пользуюсь, маленькие, с телефона, да, старого. И мои наушники, и потом беру такую петличку, смотрю на эти колечки, а там на одно колечко черное больше. Это как раз 4-контактная тема. Такой, ну нифига себе, говорю, приехали, блин, здрасте, до свидания, что за дела такие, да? Ну вот так вот, ну, методом тыка-мыка-пыка, короче, и потом кинулись, и потом я начал в интернете все это смотреть, и вот эти вот переходные вот эти штучки, и дошел до того, что оказывается на GoPro, как и на компьютере входы, а на смартфоне, как на смартфоне. Приехали. Ну и потом я вот этот вот, пришлось мне еще отдельно к петличке купить переходник. И вот я вот 2 раза уже выезжал, вставляю вот этот вот кабель. У меня, конечно, салат кабельный, да, но зато я включаю видос, запись. И у меня прям с петлички прям напрямую голос пишется на камеру, а не как раньше параллельно, да. И это мне в будущем при монтаже тыры-пыры будет прям как булдыжник с плеч. Прям легче дышать, легче записывать и легче потом будет монтировать все это дело. То есть вы увидите очень, ну как не очень скоро, вы увидите, думаю, в конце года, когда я начну показывать вам видосы с GoPro, вы увидите колоссальнейшую разницу. Качество видео, качество звука. Как-то вот так. Если позволишь дать тебе совет. Давай. Почему? Я в свое время думал, как сэкономить денег и найти
хороший, качественный микрофон для стриминга. И так, чтобы он не Да. висел у меня большой блямбой перед лицом, а аккуратненько находился на воротнике. И выяснил, что, оказывается, наши репортеры в России, а также не только в России, а также стримеры используют петличку Боя М1. Ну, Это дешевый китайский конденсаторный микрофон, который использует таблетки, батарейки таблетки. да. Вот, то есть он без фантомного питания, таблетки. Я тебе скинул ссылки, Мгм. Дискорд и название. Если хочешь рискнуть, рискни. То есть о нем отзывы крайне положительные. Крайне положительные. Он очень чувствительный, у него очень четкий звук, без помех. У него 3 контакта. И в комплекте у него есть, соответственно, и маховая насадка, которая позволяет при ветре работать, Мгм. и прочие плюхи. Ну, у меня И у меня похожая петличка, там только посередине нету вот этого набалдашника с таблетками. То есть питание идет напрямую от аппарата. Мгм. У меня Ну, петличка, я просто- тебе могу показать, сейчас ты со стула упадешь, ну, то есть Давай. ничего, блин, сейчас, подожди, сейчас надо мне секундочку, мне надо его, сейчас я найду. Я же записывал вчера, она у меня в сумке мотоциклетной. Сейчас я тебе принесу ее. Даже я на нее даже купил, как у нас говорят, этот умершая кошка, да, вот этот вот пушок, вот этот вот, чтобы ветрозащита, да, вот это была. Мгм. Сейчас, секундочку. Сейчас покажу. Как это так? А почему у тебя показано, что у тебя захват идет 2К? У тебя монитор 2К, что ли? Пропаль. Так, вот, пришел. Принес петличку. Сейчас покажу. Слушай, а у тебя какой размер экрана? Ну, разрешение экрана 2К? Ты имеешь сам монитора? Или Да. чё? Да. В этом. В OBS ты 1920. Но он тут тоже в этом настройках 1920. В игре настройка у тебя какая стоит? В Need for Speed? Да. Я это сейчас я не помню, но можно посмотреть. Вот, короче, смотри. Посмотри, я беру статистику для сисадминов. Да, вот, Ага, видишь, такой вот смотрю. переходник джек. Мгм. То есть вот это вот, где здесь заходит. В этот, именно чтобы она должна быть серого цвета. Серого цвета на балдашник. Здесь ходит 4-контактный, а выход на 3 контакта, да? Мгм. И вот, видишь, вот она. Да. Вот тот же самый пучок, видишь, у меня есть 2 тех же вот переходничка, вот они сейчас на камере. Вот. Здесь, допустим, наушники, еще один выход, да, у тебя будет, когда ты ставишь смартфон, да. И, соответственно, вот этот вот 2 с лишним метра проводов. Да. Я единственное, вот. И вот здесь у тебя такой же самый крокодильчик. То есть то же самое, что у тебя, только что без питания какого-то там. То есть питается от, Да. от телефона или от камеры. Я единственное вот этот вот пушок купил за пару евриков. Пришел, одел, прям сразу же 80%. Это вот шумоподавление фильтр, да, вот этот вот одел. Мгм. За 2 евро или 3 евро, я сейчас даже не помню, честно. Я вот таких сразу купил 2, потому что у меня таких 2 петлички таких. И я такую одну петличку Чиканогу отправил тоже. Она у него тоже есть. Мгм. Она это сделана петличка изначально для смартфона. А-а-а. Вот. Ты знаешь, недавно с Чеканом общались, Да. и у него звук был как из жопы. Мы его спрашиваем, ты зачем микрофон в жопу запихал? И мы еще думаем, а как он микрофон в жопу запихал? Так это петличка была. Вот в чем Нет, вопрос. если бы он петличку бы одел в смартфон и делал бы стримы через петличку, у вас бы звук бы был, как будто он в студии сидит. А он Да ты пользуется... не понял, он петличку, походу, попой проглотил и Да, что-то не общался. думаю. Она же маленькая, зашла по свисту чисто. Такая... проглотила. Да. Нет, Да. просто... Нет, она реально... То есть делают какие-то чудеса. Я в шоке был. То есть есть вот эта контора, я тебе как-то уже рассказывал, Рода.
которая очень дорого. Там вот такая же самая набаланка рода стоит, ну, раз, наверное, в 30 дороже. Прям реально бабки хотят за нее, большие бабки. То есть за те бабки, которые ты можешь купить петличку от рода, можно твоих фифайнов купить, наверное, штук 15. У нас в Германии, в России, может, 10 фифайнов. Просто суть в чем? Я у чуваков, которые записывали на рода, и которые у меня вот называется вот Лиам Дан. Я не знаю, видно будет, нет? Вот сумочка, вот видишь там? Лямбда. ЛД у них стоит, да, как вот раньше сигареты Лига Дукат, вот Лям Дам, и вот петличка, и я взял вот такой микрофон конденсаторный лежит, тоже вот эта же контора. То есть я с петлички был до того, как раз бегайстер, ну, очень удивлен положительно, что она недорогая, а записывает как рода. Смысла нет покупать вот эту вот дорогую, то есть я думаю, попробую. Если будет хрень, как бы не жалко, что столько денег отдал, просто попробовать. Это же моя первая все это было. И когда я ее купил, начал слушать звук на компьютере, типа такой, ну, класс. Я потом просто зашел в интернет, купил еще сразу же 2. И, то есть у меня 2 их петлички есть. Если одна, скажем, распрощается одна, у меня вторая всегда на запасе лежит в другой сумке, и поехали. И одну я третью отправил, чеканул. Я просто никак не могу добить тему и никак не могу понять. Я открыл статистику для сисадминов по твоему видео на да. Speed. Да. И у тебя написано Viewport Frames 2560 на 1440. Ты играешь в игре, восстанавливаешь 2К? Это было вот, если это один из последних стримов, это я выставил в OBS это. Ну просто у тебя разрешение видео само по себе 1080, что самое интересное. Но при этом у тебя показано разрешение видео 2560 на 1440. Ты просто ключ не поменял, ты просто разрешение выставил 2К, но сам ключ не поменял. Да, про ключ поменять, думаю, что ты сказал. Кроме тебя никто такой не говорил. Класс, я понял. Понял, да? Вот в чем прикол, да? Да, я сижу, у меня голова лопается. Не надо, чтобы она у тебя лопалась, она тебе еще пригодится. Еще не раз. Я думаю, как это работает. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Картинка хоть и сыпется по конченному ужатому кодеку OBS, вернее, YouTube. Ну да, YouTube жмет, конечно. Картинка более геометрически четкая, то есть здесь линии все четкие у машины. Когда на 60 кадров выставил, да, она стала гладше, это я тоже заметил. Меньше пикселит. Нет, ты не понял мою мысль, смотри. Ну-ка. Вот выставляем Афию. Да. Вот, делаем 1080. На 60, ну. Вау. Делаем автомобиль. Смотри, видишь размытость? Ну да. Размытость. Теперь смотри. Но эта размытость, она там в игре, она там изначально там должна быть, вот это вот фильтр такой. Это от игры зависит, мафия. Нет. Если я открою видео, то там размытости этой не будет. Где твой стрим-то был, ё-моё? У меня тут окон чуть матом вернулся. Вот. Смотри, у тебя... Чего мне там отправили? Чего мне там отправили? Проснулся, чекам вспомнил. Вот, видишь столб? Да. Столб, видишь, четкая линия, без размытости. То есть я сейчас паузу уберу. Вот, четкая линия, видишь? Ну да, в принципе, да. Без размытости. Теперь смотри. Тоже 1080. Видишь столб? Размытость видишь? Ну. Вот здесь размытость, видишь, плавает. Там не так уж, слева наоборот, как там даже четче, мне кажется, по качеству. Так, это какой, 18-й, да, часть? 18-й. Да, часть 18. Сейчас, подожди. Финальчик. Нет, это финал Джиммис Вендетта, потом там следующее идет свидетель. Так, по-моему, вот это. Так, теперь смотри. Звук выключу, то сейчас сломает систему. Вы погибли, класс. Вот, здесь уже размытости этой нету, видишь? Она легкая присутствует, но ее нету, видишь? Нету размытости. Линии четкие. Вот разница, сравни. Вот видишь, размытость есть. А тут размытости нету. Но я почему-то предполагал, что именно что вот эти вот те 20-е, там 30-е годы, что это такой эффект, как бы, да, вот этот вот и камеры как бы создавали. Нет, как вот это называется эффект Ютуба. киношный. А ютуберы! Ты запустил видео в 2К, но при этом на картинку 1080,
и у тебя линии значительно более четкие, несмотря на наличие пикселизации периодически, но линии здесь более четкие, без размытия. Вот надо Хотя это я еще ключ даже не менял. Это я просто тупо в OBS понастроил выход на 2,5, ну, на 2К вот эти, да? 60 кадров здесь поставил. намного четче картинка, несмотря на то, что она сыпется. Но она намного четче. Вот это... Ну, то есть мне надо те же самые настройки опять поставить, плюс ключ поменять, и потом симсалабим. Марахат Луком. Слушай, я не знаю, как это работает. Я... Ну вот мы пока колдуем, смотри, уже, ну как, уже ж близко возле истины, ё-моё. У меня просто изначально как бы интернет не миллионник. У кого интернет там миллионник, у кого здесь вот это вот идет, уже домой приходит, те, конечно же, прям пальцы вверх. У меня он там приходит, 100 тысяч скорости, я не знаю сколько. Я довольный этими, ну как, что есть, то есть. Все. Мне просто интересно, какие у тебя настройки стоят в трансляции, что у тебя дают такую четкую картинку. Это было только из-за того, что... Ну это я делал только 1-2 стрима у меня было такое, а потом я опять скрутил на 1900, сейчас я скажу. Я понял. Вывод 1920-1080 и видео 1920-1080. А я делал на вывод, на экран, я наставил 2К, ну, вот это 2560 и 60 кадров в секунду я поставил. И, короче, потом вот эта вот картинка стала намного гладше. Хотя и, ну, жалобы были, типа, там, фризы, там, не фризы. Я говорю, ну, а в конце концов-то все получится из-за того, что, скорее всего, у кого-то просто мобильный аппарат, они не тянули там вот эти 60 кадров в секунду, как я понял, или что-то в этом роде. Потому что кто с компьютера смотрел, они этого сильно не замечали. Вот в чем прикол. Так, ну, Олега, подводи итоги. Подводим итоги, да, потому что время поджимает. Блин, ничего себе, может, 3 часа уже. Ёпарасота. Короче. Не 3 часа. Мы почти 4 часа, да. Ну, тогда еще 15 минут сидим. Шучу. Нет, ты что, время деньги. Денег у нас и так нет, времени вообще в обрез. Итоги простые. Я был очень рад пообщаться. Опять, ну, всегда с нашего какого-то общения есть какие-то моменты, которые можно вынести для себя, какую-то полезную информацию, будь это настройки, будь это еще что-то. Всегда рад видеть тебя, общаться. Так что, ну, люди, которые просят, конечно же, ну, вы сами понимаете, чего просит этого человека, времени нет. Иногда надо чуть-чуть быть этим. Если уже начали что-то запрашивать, учиться, да, то... Соответственно, принимайте какую-то критику, информацию, запоминайте, чтобы 10 раз джаз не повторялся. Времени нет ни у кого просто так лишнего. Весь в работе. Очень рад, что нашел время сегодня, столько времени. Потому что, я думаю, следующие 3-4 дня ты опять будешь там, как обычно, весь в зону доступа. Ну да. Пообщались нормально. Спасибо всем за активный чат. Такой активный чат. Кто для себя что-то хочет выявить, кто что-то пропустил, посмотрите повтор. Пишите комментарии. Очень буду рад на них, как всегда, ответить на комментарии. Это очень полезная штука такая, да, комментарии, которые, да. Лайки там сами уже смотрите, вам надо оно или не надо. Это все индивидуально, на индивидуальной основе. Как-то вот так. Благодарю. Был специальный гость. Вот такой у нас сегодня Джастич. Как ты там говорил, написать надо будет? Название стрима. Да, как хочешь. Нет, подожди, как-то у тебя там было. Нет, про какую-то тварь. Помнишь, что у нас было где-то в середине стримчика? Подожди. Такое слово у тебя было, что Бигги было, что ты. Это как его? Про тварь. Про какую-то там... Блин, мне это слово теперь, не крутится на языке. Найдешь. Придется самому пересматривать стрим, чтобы вспомнить, что там было. Короче, я потом поменял название. Мы были всех очень рады видеть, пообщаться. Были вопросы из чата. Хорошо. Взаимно тоже рад, что пригласил. Спасибо большое за минуту славы, минуту 4 часа. Да брось ты в минутах. Какая минута? Мы все нормальные, адекватные все люди. Кто в этом разочарован, пускай пересматривают стрим и поймут, что мы адекватные. Пуля, спасибо большое всем, вам, всем за вот это терпение. Все, кто были от корки до корки. Если нет, зайдите, пересмотрите. Можно зайти. Да мы уже будем закругляться, Серега. Джаста уже тоже время поджимает. И меня уже семья там это, ну типа, ты не борзей уже, как бы, ну,
Я уже собирались выходить, и как бы это надо выйти, продышаться, пропукаться и так далее и тому подобное. И вам всем того советую. Не сидите долго за компьютером, вставайте, идите на свежий воздух, на улицу. Не портите свое зрение перед вот этими мониторами. Достали эти уже мониторы. Если позволишь мою любимую фразу. Давай. Да, Конечно. дам целую в щечку, мужикам жму краба. Всех люблю, целую. Всем удачи. Всем пока-пока. Круто. На этой словесной ноте мы заканчиваем наш стрим. Специальный гость. Всегда рад, если кто-то еще захочет, присоединяйтесь. Мы будем очень рады. Все. Поговорим с вами, зададим несколько вопросов, пообщаемся с чатом. Будет это час, будет это 2, будет это 5. Это все покажет наше общение. Так что всем пока-пока. Продолжение следует. Сегодня еще будет ежедневный влог. Мы уже на финишной прямой. Джаст, тебе огромнейшее за это, за нашего гостя, за общение. Так что до скорых встреч. Не болеем. Продолжение следует.